Добрый день, дорогие. Добрый день. Уважаемые телезрители, любители и поклонники волейбола. Сегодня стартуют соревнования по волейболу среди мужских и женских команд в рамках 8-х спортивных игр народов Якутии. Барагонцы 2022. В течение 6 дней НВК «Саха» будет транслировать все игры мужских волейбольных команд. Сегодня открывают соревнования сборная команда Мегино-Кангаласского улуса и Среднеколымского улуса. Это у нас группа А. В соревнованиях в целом участвуют 12 команд, которые разбиты на 4 группы. В каждой группе по 3 команды. Представлю судей встречи. Первый судья Ефремов Аркадий, первая категория, город Якутск. Второй судья Кузьмин Афанасий, первая категория, город Якутск. Секретарь Иванова Аэлина, вторая категория, город Якутск. Помощник секретаря Слепцова Саина, Мегино-Кангаласский улус. Сборная команда Среднеколымского улуса в светло-голубоватой форме. Показывают первого судью Аркадия Ефремова. Сборная команда Мегино-Кангаласского улуса в белой футболке. Стартовый состав сборной команды Среднеколымского улуса. Первый номер Лаптев Сергей. Четвертый номер Парилов Валентин. Пятый номер Тарасов Нюргун. 11 номер Бандеров Виталий. 7 номер Батюшкин Айсен, либеро команды. Так, представление стартового состава сборной команды Мегино-Кангаласского улуса. 8 номер Варнамов Джулустан, капитан команды. Первый номер Прохоров Игнатий. 4 номер Сергучев Вячеслав. 5 номер Шепелев Алексей. 9 номер Аял Аргунов, либеро команды. 14 номер Попов Максим. Второй судья проверяет расстановку команд. Вчера было проведено опробование спортивного зала. Напомню, что все соревнования будут проходить в спортивном зале Мандабинской средней школы. Хороший, просторный спортивный зал. Немножко жарковато, конечно, но ничего. Обе двери открыты. Так. На подаче 3 номер сборной команды Среднеколымска Герасимов Андрей. Да, волнение чувствуется у каждого игрока. Все-таки ждали в течение 4 лет. Пандемия внесла свои коррективы в некоторые спортивные мероприятия. Сетку забивает связующий. Сборная команды Среднеколымска. И счет становится 2-0. Восьмой номер на подаче. Это у нас Дулустан Варламов, капитан команды Мегино-Кангаласского улуса. Не справляется с приемом Сергей Лаптев. И +3 на стороне Мегино-Кангаласского.
Ошибается Дилустан Варламов при подаче. 1-3. Георгий Сазонов, 6-й номер. И снова вторая подряд ошибка при подаче у сборной команды Среднеколымского Улуса. В трос попадает мяч. Нюргун Тарасов. Подача в прыжке. Простой перевод на сторону Мегана Кангаласского рода. Очко. Завоевывает номер 14. Продолжает подавать Нюргун Тарасов. Прием в третий метр. Несильная подача от Сергея Лаптева. Накатом в шестую зону. К этому удару не был готов Нюргун Тарасов. Второе очко зарабатывает команда Среднеколымского Улуса. 2-5. Виталий Бандеров. Тоже подача в прыжке. И снова ошибка. При подаче. 6-2. Первый номер команды Игнатий Прохоров. И снова ошибка. За короткий промежуток времени обе команды продемонстрировали многочисленные ошибки при подаче мяча. Но я думаю, что с середины первой партии все стабилизируется, волнение спадет. Сергей Лаптев приносит своей команде очко. Со второй зоны нападал. Грамотно перевел по линии. В обход нашел лазейку между антенной и блоком. И приносит команду четвертое очко. К сожалению, ошибается при подаче Валентин Парилов. 4-й номер. Посылает мяч в аут. И плюс 3 за Мегано-Кангаласским районом Улусом сохраняется. Так, мяч не доводится до связующего. Команда Среднеколымска осталась без нападения. Блокирует третий номер Андрей Герасимов. Бережнов, извиняюсь, Андрей Бережнов. «5-7». Нападение через четвертую зону. Подключается Лаптев со второй линии. И приносит пятое очко своей команде. Но Сергей Лаптев — это лидер своей сборной. Поэтому я думаю, что большая часть нападения будет проходить через него. К сожалению, опять же, при подаче ошибается Сергей Лаптев. 8-6. 14 номер на подаче. Попов Максим. Первым темпом отыгрывает у нас очко Нюргун Тарасов. Второй блок не успевает выпрыгнуть. И сам пошел подавать Нюргун Тарасов. 5-й номер. 7-8. Не справляется с приемом волейболиста Мегано-Кангаласского. Доводка от Лаптева. Сбрасывает связующий. Третий номер в нападении. Достает мяч в защите игроки Мегано-Кангаласского района.
Среднеколымского улуса. Мяч выигрывает команда Среднеколымского улуса. Простая скидка со второй зоны на вторую в исполнении Валентина Давлетова приносит 8-е очко. Команда Мегино-Кангеласского улуса осталась без нападения. 11-й номер. Бандеров Виталий сбрасывает мяч. Мяч от блока проваливается, да, не успевал центральный блокирующий к этому сбросу. Брейковый мяч выигрывает команда Среднеколымского улуса. 9-8. И команда Среднеколымского улуса выходит вперед. И, к сожалению, рисковал. Подавал по линии, но попал в аут. 9-9. 11-й номер. Владислав Винокуров. Парень 91-го года рождения. 1,83 м. Один из тоже высоких волейболистов Мегино-Кангеласского улуса. 10-9. Продолжает подавать Владислав Винокуров. Не справляется с приемом 4-й номер Валентин Парилов. И уже +2. За командой Мегино-Кангеласского улуса. Не успел отойти назад Валентин Парилов. Хороший, мощный удар демонстрирует по линии Виталий Бандеров. 11-10. И сокращает разрыв в счете. 10-11. Со второй линии нападают Мегино-Кангеласские волейболисты. 14-й номер Максим Попов. Подключение Лаптева. Мяч остается в игре. Либеро переводит мяч в сторону среднеколымских волейболистов. Да, чересчур пас в сетку. Неожиданно связующий мяч пасует первому своему номеру Игнатию Прохорову. Укороченная передача. 12-10. Хороший прием. Чуть отведенный мяч от сетки. Команда Мегино-Кангеласского остается без нападения. Проталкивает между блоком и сеткой Валентин Парилов мяч. И сокращает счет до 1 очка. 11-12. Георгий Сазонов. И опять ошибается. Второй раз подряд совершает ошибку при подаче. Пятый номер Алексей Шепелев. 13-11 в пользу Мегино-Кангеласских волейболистов. Так, мяч довели. Сергей Лаптев от блока посылает мяч в аут сильным ударом. Мяч попал, оказывается, между блоком, между рук крайнего блокирующего и улетел в аут. 12-13. От троса мяч попадает в сетку в поле. 12-12. Не был готов к этому связующий. 8-й номер Гелустан Варламов. Думал, мяч перелетает. Но, увы, мяч от сетки упал в поле. 13-13. Оставляют мяч в игре. Не стал рисковать Валентин
Парилов. Первым темпом отыгрывают Мегино-Кангаласские волейболисты, но судья показывает, что мяч попал в аут. Силовая подача. Не разобрались нападающие Мегино-Кангаласской команды. И это не прощают 5-й номер Нургун Тарасов. С третьей зоны нападал. 15-13. Впервые в этом сете волейболисты Среднеколымска выходят вперед на 2 очка. Подбадривают друг друга. Команда Среднеколымского Улуса представляет самый отдаленный район в этих соревнованиях по волейболу. Единственная команда, которая прилетела, ряд игроков прилетели из Среднеколымска. Я интересовался сегодня у игроков. Билеты, говорят, стоят на полярных авиалиниях 38 тысяч. В один конец Якутск-Среднеколымск. Субсидированные билеты стоят 14 тысяч. Но говорят, уже их практически продажи нет. Первый судья сделал замечание, то, что нет ветоши протереть для протирки мяча. Руки потеют, мяч тоже соскальзывает. Так, первый тайм-аут взяла команда Мегино-Кангаласского Улуса. Так, продолжаем. На подаче Виталий Бандеров, 11 номер. Подача в прыжке. Справляется практически под 9 номер. Посылает мяч. И выигрывает для своей команды очко. 16-13. Свисток. На сей раз допускает ошибку Виталий Бандеров. И мяч переходит на сторону волейболистов Мегино-Кангаласского Улуса. 14-16. Игнатий Прохоров на подаче. Не справляется с приемом. Либера команды Среднеколымского Улуса. Брейковый мяч. Игнатий Прохоров продолжает подавать. Четвертую зону. Либера оставляет мяч, но судья фиксирует касание верхней части сетки. (16-16). Плюс 3 среднеколымской команды растаяла. Ошибается Виталий Прохоров. 17-16. Никто не хочет уступать. У команды Мегино-Кангаласского Улуса свои болельщики. Блок зарабатывает 17-е очко для Среднеколымской команды. Да, попадает в трос Максим Попов. И снова везет команде Среднеколымского Улуса.
Мяч перекатывается от троса и попадает в поле. Не успевает к этому мячу Иннокентий Андреев. 19-16. И снова плюс 3 за среднеколымской командой. Валентин Парилов продолжает подавать. Настраивается к подаче. Силовая подача. Справляется с приемом. Блок в исполнении сборной команды Среднеколымского. Но сильным ударом Максим Попов, доигравший команды Мегана Кангаласского, от блока посылает мяч в аут. 17-19. Подает Вячеслав Сергучев. Либера. Не ждал, видать, мяч игрок команды Мегана Кангаласского Улуса. Сергей Лаптев, стоя без прыжка, переводил мяч в пятую зону и выиграл очко. 20-е для своей команды. 11-й номер Винокуров Владислав выигрывает 18-е очко. Нашел незащищенное место на площадке Среднеколымской сборной. В аут посылает мяч Максим Попов и дарит 21-е очко команде Среднеколымского Улуса. 5-й номер Нургун Тарасов. Начинается концовка первого сета. Не успел, не смог оставить мяч в игре 11-й номер Виталий Бандеров от блока. 19-21. 11-й номер на подаче. Это у нас Владислав Винокуров. Подарок в исполнении Андреева Иннокентия. Переводя мяч по линии в первую зону, отправляет мяч в аут. Искал, наверное, пальцы рук блокирующих. Не справляется с приемом либера команды. Тоже не ждали. Нежданно-негаданно мяч перелетел через сетку. Остается мяч в игре. Да. Забрасывает за голову Белустан Варламов во вторую зону соперника и выигрывает 20-е очко. 20-22. Нестандартные розыгрыши мяча приносят очко каждой команде. Блок блокирует удар нападающего доигровщика. Сам нападал, сам хотел оставить мяч Валентин Парилов, но не смог. 21-22. Подключение первого темпа. Справляется с наводящим ударом Виталий Бандеров. 23-21. Отведенный мяч, третий метр. И, к сожалению, не разобрались игроки Мегана Кангаласской команды. Мяч перекинули за сетку, аж ушел в аут. Подарок очередной в исполнении сборной команды Мегана Кангаласского Улуса. И счет становится 24-21.
Заступ фиксирует второй судья. А, нет. А первая партия, как нет, ошибся. 25 очков выиграла команда Среднеколымского Улуса и одержала победу в первом сете. Молодцы ребята из Среднеколымского Улуса. Проявили характер, проигрывая первый начало встречи, догнали и +3 держали до конца партии. Обе команды отобрались у нас через первенство республики. Команда Мегино-Кангаласского Улуса встречалась в финале первенства республики с сборной команды Усалданского Улуса, проиграла и заняла второе место. Команда Среднеколымского Улуса заняла 5-е место и отобралась на данное первенство, что очень отрадно для отдаленного Улуса. Старший тренер сборной команды Среднеколымска Иван Павлов, а старший тренер сборной команды Мегино-Кангаласского Улуса, играющий тренер Аргунов Аял, либера команды, который играет под 9-м номером. Я думаю, то, что сейчас игроки уже почувствовали площадку, сетку, почувствовали высоту спортивного зала. Я думаю, что сейчас будут играть более раскованно, свободно. Я думаю, что меньше будут ошибаться при подаче. Подача полетела у обоих команд. Хочется отметить, что у сборной команды Среднеколымского района больше игроков, подающих в прыжке. Команды продемонстрировали неплохой прием. Ошибок при приеме практически не было. Пару раз ошиблись. Это особенно, когда мяч через отсетки перелетал на площадку. Ребята настроились на второй сет. (1-0) в пользу команды Среднеколымского Улуса. Подает команда Мегино-Кангаласского. И на подаче 14 номер Максим Попов. На площадку вышел лидера команды 9-й номер Аял Аргунов. (0-0). Активно болеют девушки за команду Мегино-Кангаласского Улуса. Сет начался. Нападение через четвертую зону. Подстраховали своего нападающего. Игроки сборной команды Среднеколымска. Блок останавливает скидку центрального нападающего Мегино-Кангаласского Улуса. Это у нас был первый номер Игнатий Прохоров. 1-0. Не справляется с приемом игроки Мегино-Кангаласского Улуса.
остались без нападающего удара. Мяч доводится. Сергей Лаптев вбивает пол на одном блоке. Практически в 4-й метр попадает Сергей Лаптев. (2-0). Эйс в исполнении Георгия Сазонова. И счет становится 3-0. Немножко раскалилась игра сборной команды Мегана Кангаласского Улуса. Ошибается Георгий Сазонов. 1-3. Восьмой номер на подаче. К сожалению, допускает ошибку Велустан Варламов, капитан команды сборной команды Мегана Кангаласского Улуса. 4-1. Виталий Бандеров в первом сете принес пару очков. Хорошая подача. И опять нападение через Сергея Лаптева. Но Сергей Лаптев попадает в антенну. (2-4). Игнатий Прохоров подает. Не справляется с приемом третий номер Андрей Бережнов. И счет сокращается до +1. -1 у Мегана Кангаласских игроков. Продолжает подавать Игнатий Прохоров. Ошибается Сергей Лаптев. И +3 растаяли. 4-4. Не смог укротить нападающий удар Игнатий Прохоров. Мяч от его рук улетает в аут. После нападающего удара Валентина Парилова. 5-4. Валентин Парилов сам идет нападать, сам идет подавать. Подает в прыжке, не справляется с подачей. 5-5. Андреев Иннокентий. Хорошая доводка. Но не сильный нападающий удар. То же самое демонстрирует не сильный нападающий удар переводом Максим Попов, но выигрывает очко. Увидев то, что трое блокирующих прыгают на него, залпом перекатил мяч в шестую зону. 6-5. Мегана Кангаласцы выходит вперед. Намудрились связующий пятый номер Юрген Тарасов с Ренегозинской команды. Не поверил Юрген Тарасов, что связующий даст ему передачу. 7-5. Блок. Одиночный блок оставляет Сергей Лаптев. Выключился от данного эпизода игры, не стал ставить блок, не постраховывать своих блокирующих, а так бы мог достать. Стоял рядом, отвлекся. И счет уже становится 8-5 в пользу Мегана Кангаласской команды.
Сергей Лаптев попадает в трос. Судья фиксирует. И 9-е очко на стороне сборной команды Мегана Кангаласского Улуса. Да, уводил мяч от блока. Первый тайм-аут берет сборная команда Мегана Кангаласского Улуса при счете 5-9. Ребята вспотели, да, видно, что душно. Посмотрим, насколько пойдет на пользу взятый тайм-аут среднеколымской командой. 9-5. На подаче Андреев Иннокентий, 3-й номер. Ошибку фиксирует судья на вышке и связующего. Вот. Непростительные ошибки. 10-5. Сетку забивает связующий спиной у нас Георгий Сазонов. И счет уже становится 11-5. Разрыв катастрофически увеличивается. А для сборной команды Мегана Кангаласского Улуса это прибавка более агрессивным, решительным действием, и они это демонстрируют. Более агрессивно начали играть в нападении, в блоке, и это уже приносит свои плоды. 12-5 плюс 7 на стороне Мегана Кангаласских игроков. Хорошая доводка, перевод во вторую зону. Не стал нападать Сергей Лаптев со второй зоны, а просто перекатил мяч от блока между блоком и сеткой. Можно провалил мяч. Выиграл 6-е очко. 6-12. Зал посылает Сергей Лаптев мяч и дарит 13-е очко команде Мегана Кангаласского Улуса. 7-й номер на подаче. Это у нас Егор Винокуров. Увы, и он также, к сожалению, ошибается. Просит извинения от своих коллег. Нюргун Тарасов. И снова ошибка. Да, но при таком разрыве и с такими ошибками Среднеколымская команда Среднеколымского Улуса может второй сет проиграть. Владислав Винокуров. И опять обмен любезностями. (8-14). 14-й номер переводит мяч с 4-й по 4-ю. Это у нас Максим Попов. Хороший акцентированный, обводящий блок, нападающий удар. Приносит 15-е очко Мегана Кангаласской команде. 3-я ошибка подряд у волейболистов Мегана Кангаласского Улуса. 2-я ошибка подряд была у среднеколымских игроков. Сейчас посмотрим, как будет подавать Георгий Сазонов. Не стал рисковать.
чересчур близко подошел к центру игрок среднеколымской команды. Не успел среагировать на этот мяч Андрей Бережнов, улетевший от блока. 16-9. Сергей Лаптев нападает. Хороший удар демонстрирует Сергей Лаптев. Практически поверх блока. Если мяч пасуется ему по высоте и по темпу под него, то он, конечно, не прощает. Смягчает мяч блок сборной команды Среднеколымского УЛУСа. Остается нападение через черную зону. Срывается с рук Егора Винокурова мяч и улетает в аут. Да, высоко над пальцами, хотя он демонстрировал, показывал то, что был блок. Бандеров Виталий на подаче. Эйс в исполнении Виталия Бандерова. И очко. 12 очко записывает свой результат. Началась погоня. Посмотрим сейчас. Рискует, подает в прыжке. Повезло Виталию Бандерову и в целом команде Среднеколымского УЛУСа. Команда выигрывает 13 очко. Третий хорошо в прыжке. Второй эйс. Третье очко подряд приносит команде своей Виталий Бандеров. И сборная команда Мегена Кангаласского УЛУСа берет во втором сете первый тайм-аут при счете 14-16. Катастрофический разрыв плюс 7, минус 7 превращается в минус 2. Представитель Мегена Кангаласского УЛУСа своим игрокам рекомендует улучшить доводку до связующего. Да. 3 подряд ошибки при приеме. Конечно, это выбивает из колеи настрой команды. Это однозначно. После перерыва рискует. Нет, не стал подавать сильную. Да, чуть-чуть. Не успел перевести руки центральный блокирующий. И мяч, скользнув по тросу, упал на сторону команды Среднеколымского УЛУСа. 17-14. Чуть не ошибся центральный нападающий, пробивая мяч, переходящий мяч через сетку. 18-14. И снова не справляется. Теперь не справляются с приемом игроки Среднеколымского УЛУСа. Дважды подряд. И третий номер Иннокентий Андреев был наготове к этому переходящему мячу. Просто взял и скинул незащищенное место на площадке. Сергей Лаптев от двойного блока посылает мяч в аут. 15-19. Не успевает пристроиться центральный блокирующий к раннему блокирующему. Брешь
образовалась между блокирующими, которую находит Иннокентий Андреев и приносит своей команде 20-е очко. И сам пошел подавать. 20-15. Первый темп подключается среднеколымской сборной. Оставляет либеро мяч в игре. Со второй линии нападения не сильное. Сергей Лаптев сам пасует в четвертую зону. Но, к сожалению, перестарался третий номер Андрей Бережнов. Не смог перекинуть через блок. Мяч попадает в сетку. И 21 очко выигрывает команда Мегина Кангаласского Улуса. Второй тайм-аут при счете 15-21 взял главный тренер Иван Лаптев. Это Среднеколымский Улус. Подача на стороне Мегино-Кангаласской команде. Идет подавать Андреев Иннокентий. Не справляется с приемом Валентин Парилов, 4-й номер. Эйс зарабатывает свою копилку Иннокентий Андреев. И приносит своей команде 22 очко. Либеро команда оставляет мяч в игре. Вот. Сеточный мяч был на стороне Мегино-Кангаласской команды. Да, не смог укротить. Было очень близко. Мяч улетает в аут. После нападения Максима Попова. Хороший прием. Подключение первого темпа. 11-й номер Владислав Винокуров пробивает блок. Ударом по краю блока. И приносит 23 очко. Егор Винокуров подает. Немного отведенный мяч. Сергей Лаптев. Ошибается Сергей Лаптев, не стал рисковать, но и не принес команде свое очередное очко. 24-16. Одно очко отделяет от победы в этом сете. Судья фиксирует ошибку при постановке блока. Чужой мяч. 16-24. Нургун Тарасов, 5-й номер, да, дарит команде Мегино-Кангаласского Улуса 25 очко. Вторая партия заканчивается со счетом 25-17 в пользу команды Мегино-Кангаласского Улуса. Счет в партиях 1-1. Команды меняются площадками. После этой игры в 11:00 встречаются команды
Чурапчинского и Татинского улусов. Это у нас группа Б. В 13:00 играют команды Амдинского и Горного улусов. Группа С. В 15:00 Усалданский улус СВФУ. В 5 часов встречаются Алекминский район, Мегино-Кангаласский улус. И в 19:00 встречаются Намский и Чурапчинский улусы. Сегодня у нас 6 игр. Завтра тоже будет 6 игр. Параллельно идут игры женских команд. Они у нас играют в спортивном зале села Чаран. Тоже практически такой спортивный зал, но чуть немного меньше. Игроки выходят на площадку, чтобы сразиться в третьем сете. Второй судья проверяет расстановку команд. Чуть-чуть не хватает у команды Среднеколымского улуса доводки. Необходимо, конечно, исключить ошибки при подаче. Нужно, я думаю, что в наших соревнованиях подавать можно и простые подачи, не ошибаясь. Если подавать, то надо подавать как Виталий Бандеров. По 3 подачи подряд выигрывать эйсом. Свисток. Хорошая доводка. Через 4-ю зону нападения. Блок был на месте. У команды Среднеколымского улуса. Игнатий Прохоров хотел от блока взмахнуть в аут, но не получилось. Очередная ошибка при подаче у команды Среднеколымского улуса. Счет 1-1. 8-й номер подает. Мяч перелетает через сетку. Подключение Игнатия Прохорова. Второе очко зарабатывает Игнатий Прохоров. 2-1. Продолжает подавать Рустам Варламов. Снова не справляется с приемом. Грубую ошибку совершают игроки Среднеколымской команды. И третье очко в кармане мегино-кангаласцев. 3-1. Подача. Снова либеро не справляется. Остались без нападающего удара игроки Среднеколымской команды. Подключение первого темпа. Но на этот раз Игнатий Прохоров задевает сетку. Опускаясь, задел нижний край сетки. 2-3. Ведущий команды Среднеколымска, 6-й номер на подаче, Георгий Сазонов. Посмотрим, будет ли он рисковать. Подавал. Первый судья делает замечание ребятам, которые подают мячи. Напомню,
игру судит первый судья Аркадий Ефремов, второй судья Афанасий Кузьмин. Хороший нападающий удар в исполнении 7-го номера Егора Винокурова. С 4-й зоны. Да, хорошая доводка и по темпу, и по высоте. Очередное очко выигрывает команда Мегина Кангаласского Улуса. 4-2. К сожалению, ошибается Игнатий Прохоров, центральный блокирующий команды Мегина Кангаласского Улуса. Виталий Бандеров. Подача в прыжке. Исправляется с этой подачей либера команды Аяла Аргунов. Мяч перелетал через сетку. Сергей Лаптев ждал этот переходящий мяч и выиграл 4-е очко. 4-4. Ошибается Виталий Бандеров. Мяч улетает в аут. Хорошая линия нападения. Мегина Кангаласса вышла на передний край сетки. Высокорослые игроки. Блокируют Сергея Лаптева. Я говорил, высокорослые игроки сейчас впереди стали. 7-й номер Егор Винокуров, 11-й номер Владислав Винокуров. У них за 1,80 м рост. Да, опускался после блокирования Владислав Винокуров и не успел перевести мяч руки на сторону соперника. Чуть раньше прыгнул. Ошибку допускает очередной раз Валентин Парилов. Хотел подать в прыжке, но не получилось. 6-5. Мегина Кангалас вышли вперед. Мяч снова не доводит до связующего. Так, подключение второй линии. 3-й номер ждал этот мяч. Иннокентий Андреев приносит своей команде очередное очко. 8-5. Егор Винокуров на подаче. Снова Среднеколымская команда осталась без нападения. Не могут довести мяч до своих нападающих. 5-я зона осталась свободной, куда через блок перебрасывает 5-ю зону 3-й номер Андрей Бережнев и выигрывает 6-е очко. Мегина Кангалас остались без нападения. Подача, передача во вторую зону Андрею Бережнову. Переводил по линии. Попал в аут. 9-6. Владислав Винокуров. Сергей Лаптев. 6-9. 7-9. Хороший нападающий удар со второй зоны. Четырнадцатый номер Максим Попов увидел свободное место, не стал бить в блок, сбросил во вторую зону. Не успел на этот подложить кисть под мяч Нургон Тарасов, немного не хватило расстояния. 10-7.
Остается мяч в игре. Сергей Лаптев оставляет мяч, сам нападает. Судья показывает то, что был поле после удара Сергея Лаптева. 8-10. Прием исполнения Аяла Аргунова. Аут. Блок 1 в 1 блокирует Валентин Парилов. Двустана Варламова. Валентин Парилов, 4-й номер, выигрывает очередное очко и сокращает разрыв в счете, доведя его до 10-10. И снова Игнатий Прохоров в нападении. Практически играет в зону. И от блока мяч улетает в аут. Одиннадцать очко зарабатывает команда Мегина Кангаласского Улуса. Не успевает на такие переходящие мячи 6-й номер команды Среднеколымска Георгий Сазонов. Первый темп. 11 номер подключался. Виталий Бандеров, к сожалению, ошибается при приеме либера команды Среднеколымского Улуса Айсен Батюшкин. И счет становится уже 14-10. Продолжает подавать Джурустан Варламов. Снова прием. Но Валентин Парилов попадает в поле. Практически в край площадки. В пятой зоне 11-14. Хороший прием. Ждал этот мяч по линии игрок команды Среднеколымска. Нападение через 4-ю. Скидка. Просто перекинули мяч. Подключение первого темпа. Связующий подключал Бандерова Виталия. Чуть-чуть не в том месте и не в то время выпрыгнул Виталий Бандеров. Не дотянулся до мяча. Еще становится 15-11. Оставляет мяч в игре. Сетка блокирующего Мегина Кангаласского Улуса. Это у нас Владислав Винокуров задевает сетку. Виталий Бандеров подает. Но на этот раз ошибается. Но в предыдущем случае тоже после первой подачи допустил ошибку. И в этот раз тоже сразу с первого же раза допускает ошибку. 16-12. Напоминаю, что идет третий сет. Счет в партиях 1-1. 1-1. Очко зарабатывает Сергей Лаптев. И счет становится 13-16. Пока еще не все потеряно. У команды Среднеколымского Улуса мы видели, как они
проигрывая 7 очков, добирались до -2. Но сейчас у них -3. Разыграли комбинацию крест канголасские волейболисты. Оставляет только мяч в игре. Так, либеро просто перебрасывает мяч в сторону соперника. И снова нападение через Андрея Бережнева. Ошибка после нападающего удара Максима Попова. Да, делает счет 14-16. Ошибается связующий. Переводил мяч за голову номеру Егору Винокурову. Мяч улетел в аут. Блок. Ошибается Максим Попов. Попадает в трос. И первый тайм-аут в этой партии. В третьем сете берет команда Мегина Канголасского Улуса. Счет стал при счете 16-16. Буквально 2 минуты назад я говорил, что сборная еще ничего потеряна для сборной команды Среднеколымского Улуса, что они могут выигрывать очки с -7. Сейчас из -3 они уже сделали 0. Сравняли счет в третьем сете. Да, допускает команда из Среднеколымска много ошибок при приеме и при второй передаче. Мяч хорошо по высоте не доводится до связующих, либо очень близко к сетке, либо отведенный мяч. Нападают. Не получается сильного акцентированного удара нападающего. Хотел как лучше третий номер. Андрей Бережнов переводил в первую зону. Увидел, что номер 8 Дилуслан Варламов подбежал под блок, но, к сожалению, мяч направил в аут. Справляется в защите Лаптев Сергей. Оставляет мяч в игре после удара первым темпом. Аут, показывает судья. Андрей Бережнов нападал с 4-й зоны левой рукой. Но это говорит о том, что опять не тот мяч для него. Он нападает правой рукой. Ошибка. 18-16. Подарок в исполнении Егора Винокурова. -1 Среднеколымской команды. Нападающий Сергей Лаптев, капитан команды. Да, хороший удар в исполнении Владислава Винокурова по линии. Играли в зону за головой, сыграли ребята. Получилось неплохо. И опять же нет приема у команды из Среднеколымска. Но на этот раз не поняли друг друга связующий и 8 и 1 номер Игнатий Прохоров. Пролетел мяч. 18-19. Команды подходят понемногу
концовке матча, сета. — 18-19. Подает Нургун Тарасов. Блок пробивает доигровщик. 14 номер Максим Попов. И Попов сам подавать. 20-18. Первым. И опять команда Сергеевска без ошибок, без нападения. Но в исполнении мегано-кангаласских игроков подарок. В исполнении Игнатия Прохорова. 19-20. Да, очень много ошибок совершают игроки. 19-20. Хороший прием. Первый темп. Да, чуть-чуть не хватило оставить мяч в игре Андрею Бережнову. Игнатий Прохоров разыгрался в третьем сете. 21-19. Переходит первым рубеж команда 20-очковый рубеж команда Кангаласского Улуса. С этим не согласны игроки Среднеколымской команды. 20 очко зарабатывают третий номер Андрей Бережнев. Извиняюсь, 4-й номер Валентин Парилов. И опять очень близко к сетке. Сергею Лаптеву дали пас. Блокаут. Сергей Лаптев сравнивает счет в третьем сете. 21-21. Через пальцы рук мяч улетает в аут. И тайм-аут второй берет команда Мегано-Кангаласского Улуса при счете 21-21. Послушаем, о чем говорят игроки команд. Улыбки на лицах игроков, значит, сил еще предостаточно. — 21-21. Подача на стороне игроков Среднеколымской команды. Остается мяч в игре после плохого приема. Подключение первого темпа. Остается снова в игре мяч. И опять некачественная передача в адрес Сергея Лаптева, основного нападающего. На этот раз связующий справляется с передачей. И Сергей Лаптев выводит свою команду вперед. 22-21. И снова попадает вот в этот же угол. Мяч незащищенный в глубину площадки пятой зоны. Справляется с приемом. Надо довести мяч до игрока. Подключается Виталий Бандеров. И 22 очко, 23 очко у команды Среднеколымского района. Очень высоко схватил мяч и сбросил в край второй зоны. Глубокий край второй зоны. Второй метр.
Хороший прием. Да, немного не хватило оставить мяч игрокам среднеколымской команды. Вроде бы блок смягчил нападающий, сильный нападающий удар Игнатия Прохорова. 21, 20, 22, 23. Сергей Лаптев нападает, блок смягчает мяч. Аут. Нет. Блок, касание блока показывает судья на вышке. Аркадий Ефремов. Да. Пальцами задел мяч Виталий Бандеров. 23-23. Кульминация с третьего сета только начинается. Хорошая доводка, первый темп. Подключение четвертой зоны. Без нападения, скидка. Лаптев Сергей. И снова Лаптев Сергей. Блок отрабатывает среднеколымской команды. Без нападения остается мяч в игре. Сергей Лаптев в адрес Виталия Бандерова. Виталий Бандеров рискнул и ударил с третьей зоны. Практически даже не видел, будет ли блок. Не стал ставить блок Владислав Винокуров. 24-23. Сейчас надо воспользоваться данной расстановкой, пока основной нападающий Сергей Лаптев на передней линии. Бандеров Виталий подает силовую, ошибается, рисковал, но ошибается. 24-24. На передней линии Мегана команды связующий и два нападающих, центральный доигровщик. Посмотрим, кому доверить. Да, доверяют Сергею Лаптеву. А Сергей Лаптев ошибается. Ему надо пасовать чуть ближе к сетке. Да, попадает в трос. Мяч после удара Сергея Лаптева расстроился. Сергей Лаптев 25-24. На подаче Андреев Иннокентий. Не получается с нападающим ударом. И 26-е очко зарабатывает команда Мегана Кангаласского Улуса. В исполнении пятого номера Алексея Шепелева нападающий удар. И третий сет выигрывает команда Мегана Кангаласского Улуса со счетом 26-24. Да, додавили ребят из среднеколымской команды. Допустили меньше ошибок. И очень хорошо, неплохо начал доводить прием Аргунов Аял в третьей партии. Да, обидно бывает, когда проигрываешь и догоняешь команду, а потом снова проигрываешь и тем самым проигрываешь сет. Отпускаешь своих соперников. Ну ничего, ребята из Среднеколымского Улуса не расстраиваются. Улыбка на лице. Я думаю, что правильно. Игнатий Прохоров говорит, что при какой-то одной расстановке проигрываем большое количество мячей.
Видать, пропадает прием, а после этого приема плохая передача нападающему. Вот, они уже начинают разбирать игроков своих. Говорит, Сергей Лаптев в большей степени играет в незащищенный угол пятой зоны. Там, где необходимо стоять, либо ждать мяч, перемещаться к этому мячу. Начинается 4-й сет. Счет встречи 2-1 в пользу команды Мегина Кангаласского Улуса. 4-я партия. Счет 0-0. Сборная команда Мегина Кангаласского Улуса по волейболу. Женщины активно болеют за своих ребят, поддерживают, подбадривают. Посмотрим в 4-й партии, у кого осталось больше сил. Замен практически в течение 3 сетов не было. Так, на подаче команда Мегина Кангаласского Улуса подает Максим Попов на подаче. Указывает лидера команды Аяла Аргунова, капитана команды, играющего тренера. (0-0). Простая подача. Первый темп. Да, оставляет мяч в игре. К сожалению, хотел очень аккуратно принять мяч Виталий Бандеров, но, к сожалению, ошибся, допустил ошибку. Сложный мяч достал в защите Егор Винокуров. И опять не поняли друг друга Сергей Лаптев и Виталий Бандеров. Подарок, можно сказать, для Мегина Кангаласской команды. 2-0. Второй брейковый мяч выиграли игроки сборной команды. Но, к сожалению, Максим Павлов ошибается при 3-й подаче. 1-2. На переднюю линию вышел Сергей Лаптев. Основной доигровщик команды Среднеколымского Улуса. А на подаче у нас связующий команды да, не смог укротить в защите мяч Нургун Тарасов. Счет становится 3-1. Сергей Лаптев ошибается при нападении. Да, пас, конечно, не ахти. Практически пас во вторую, на вторую линию. Ошибка при приеме от лидера команды Азина Батюшкина. И первый тайм-аут берет команда Среднеколымского Улуса.
при счете 1-4. У игроков Мегано-Кангаласской команды настроение хорошее, боевое. Выиграли 2 сета, лидируют в 4-м сете при счете 5-1. Поэтому вот более уверенно начали играть. К сожалению, Иннокентий Андреев задевает сетку при ударе по переходящему мячу. Да, задел сетку, хотя судья говорил, что мячом. Виталий Бандеров на подаче. Ошибается игрок номер 3. При нападении это у нас Андреев Иннокентий. 2-3. Доктор. 2. 3-5. Извиняюсь. Накат продемонстрировал 7-й номер Винокуров Егор. Свободную зону. Это у нас первая зона, практически 9-й метр. Выиграл 6-е очко. 6-3. Хорошая подача. Не справляется с приемом Виталий Бандеров. Эйс в исполнении Игнатия Прохорова. Снова не ждал перевод с двойки по двойку Андреев Иннокентий. Мяч попал в поле. 4-й номер Валентин Парилов подает при счете 7-4, 4-7, но допускает ошибку и дарит команде Мегано-Кангаласского Улуса 8-е очко. Увы, к сожалению, игроки среднеколымской команды продолжают допускать много ошибок при подаче, при доводке мяча до своих нападающих. И опять же оставляют Сергея Лаптева без нападения, но справляется, скидывает мяч в 6-ю между 3-й и 6-й зонами, выигрывает очередное очко. Подает Сергей Лаптев. Блок смягчает мяч. Подключает Сергея Лаптева. Длинный розыгрыш. И после нападающего удара Винокурова Владислава мяч от рук Сергея Лаптева улетает в аут. Вроде ждал этот мяч Сергей Лаптев, но чуть-чуть не успел. 9-5. Разрыв увеличивается. Не получился удар первым темпом у игроков среднеколымской команды. Одиннадцатый номер Владислав Винокуров пробивает мяч между командами
Между блоком игроков сборной команды Среднеколымского Улуса, да, они чуть-чуть разделенный блок. Аут. Мяч посылается в аут после подачи Егора Винокурова. Эйсом выигрывает очередное очко Нюргун Тарасов для своей команды. 7-10. Протирают мокрый пол. 7-10 на подаче Нюргун Тарасов. Центральный блокирующий сборной команды Среднеколымского Улуса. Нападал Максим Попов. Трос попадает мяч. 8-10. И опять же неразбериха у игроков Среднеколымской команды, но справляется с блоком после нападающего удара Владислава Винокурова. Нет, снова ошибается игрок, попадает в трос. Видать, сказывается уже усталость в четвертом сете. 9-10. Тайм-аут берет команда Мегино-Кангалакского Улуса при счете 10-9. Счет четвертой партии. На подаче Нюргун Тарасов. Снова не справляется с приемом. И счет становится 10-10. Не успевает на этот отведенный мяч связующей команды Дурустан Варламов. Надо было просто оставить мяч в игре, не доводить мяч до своего нападающего во вторую зону. 10-10. Поле. Второй судья фиксирует сетку после нападающего удара Максима Попова. И счет уже становится 15-14. 11-10. Команда Среднеколымского Улуса выходит вперед в этой партии. Грамотно сыграл данный мяч Алексей Шепелев. Левой рукой нашел брешь между антенной и блоком и попав, скинул мяч в пустое место. Не успел среагировать на данный мяч Сергей Лаптев. Еще становится 11-11. Владислав Винокуров на подаче. Эйс в исполнении Владислава Винокурова.
12-21. Застоялся либеро команды при приеме. Снова эйс в исполнении Владислава Винокурова. И счет уже становится 13-11. Не справляется с приемом Сергей Лаптев. Да, повезло команде Мегана Кангаласского улуса. И уже при счете 11-13 тайм-аут берет команда Среднеколымского улуса. Владислав Винокуров своей подачей принес своей команде 3 очка и вывел вперед свою команду, сделал счет 14-11. Владислав Винокуров, игрок 1991 года рождения, рост 183. И опять команда Среднеколымска остается без нападения. Подарок. Переходящий мяч забивает игрок под номером 1 Игнатий Прохоров. И приносит своей команде 15-е очко. Блок в исполнении Игнатия Прохорова. И снова передача ему в третью зону. Добивает мяч до пола Игнатий Прохоров и выигрывает 16-е очко. Хорошая передача, хорошая подача. Заступ у игроков сборной команды Среднеколымского улуса. И счет уже становится 17. Извиняюсь, была как-то сетка у игрока сборной команды Мегана Кангаласского улуса. (13-16). Мяч выигрывают, очко выигрывает команда Среднеколымского улуса. 13-16. Подает Андрей Бережнев. Сергей Лаптев оставляет мяч в игре. Доводка. Подключение второй линии. Сергей Лаптев во второй линии. Сетка у Игнатия Прохорова. Фиксирует судья. И мяч и очко на стороне Среднеколымской команды. 14-16. Команда Среднеколымска после перерыва выиграла 3 очка подряд. Сделала счет 14-16. Не справляется с приемом 5-й номер. И опять же Виталий Бандеров, видя, что будет сброс в исполнении связующего, отходит от сетки, вместо того, чтобы блокировать. Здесь тоже испугались друг друга
игроки команды, сборной команды Средней Колымской Улуса потеряли мяч. Подарок в исполнении Алексея Шепелева. И очко у команды Среднеколымского Улуса. 15-17. Разрыв в 2 очка сохраняется. У нас Георгий Сазонов на подаче был. Мощный удар в исполнении Иннокентьева и Иннокентия Андреева. От блока мяч попадает в антенну. И очко в пользу Мегино-Кангаласской команды. 18-15. Перелетает мяч через сетку. Иннокентий Прохоров в первой зоне, в третьей зоне. Да, ошибается очередной раз Сергей Лаптев, попадая от трос. (19-15). Ошибка при приеме. Не смог укротить мяч Нюргун Тарасов. Вроде ощущение такое, что мяч уходил в аут. 20-15. И снова эйс. У команды Мегино-Кангаласского Улуса. И 21-е очко выигрывает Джилустан Варламов. Очень много ошибок совершают игроки команды Среднеколымского Улуса. Я думаю, что это уже в концовке данной партии сказывается усталость, нехватка кислорода. Застоялся после подачи Джилустан Варламов, не успел на переходящий мяч и проиграл 16 очко. 16-22. Виталий Бандеров. Все, устал. В какой раз у него не выходит силовая подача вот в этом сете. 23-16. 2 очка отделяет от победы команду Мегино-Кангаласского Улуса в этой партии. Хороший прием. Низковат для первого темпа. И очередная 24-е очко зарабатывают игроки Мегино-Кангаласской команды. Игнатий Прохоров. Эйс! Очередной эйс демонстрируют игроки команды Мегино-Кангаласского Улуса. И Игнатий Прохоров ставит точку в этой партии и в этой встрече. 4-я партия выиграна Мегино-Кангаласской командой со счетом 25-16. Спасибо за внимание. Очередная встреча трансляция состоится в 11:00. И будут играть команды Перопчинского и Татинского Улусов. На этом трансляцию игры Мегино-Кангаласской команды и Среднеколымского Улуса завершаем. Спасибо за внимание.
В салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж. Kering dokter. Tawarin balasan yeri gaba. Barata kini bakar betel. Sana abutun kudu. Abis tangan dia. Yeri gudin tengil bestie. Рик Яфен. Астя от покупки своей квартиры. Прокат мужских костюмов в Якутске. Подберем костюм на любое ваше мероприятие. Мы сэкономим вам ваши деньги и ваше время. Обращайтесь. Прокат костюмов Якутск. Ждем вас. Букеты бывают разные, и поводов купить цветы тоже достаточно. Студия флористики Лены Бочковской, Пушкина, 21, 727-007. Ты сказал, нам организуешь. Вот, мы будем охотиться. Центр традиционной китайской медицины Пекина Хуата. Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 260091. Твори, создавай, воплощай свои идеи с магазином «Блеск». Широкий выбор для рукоделия и шитья. Магазин «Блеск», Лермонтова, 63. С 1 по 31 июля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина, 12, 2-й этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Благовещенск еще никогда не был так близок. С 24 августа запускается новый поезд Нижний Пестях-Благовещенск. Прямое сообщение с Преамурьем через день. Продажа билетов уже открыта. Обращайся. Это бесплатное приложение для передачи обращений в администрацию наследия вашего улуса. Следите за последними новостями вашего района, чтобы всегда находиться в курсе всех событий. Можно найти юридическую и бухгалтерскую помощь от квалифицированных специалистов. Обращайся. Доступно по QR-коду. Привет, меня зовут Надя. Это мое скромное заведение на 40 квадратных метров. 3 года мы работали на чистом энтузиазме и стали довольно популярными. Сейчас Китай-город располагается в помещении на 160 квадратных метров. Это уже не как хобби. Кухня, бар, официанты, технолог. За всей работой нужно следить и еще считать прибыль. А с прибылью нам помогает АЭП Бизнес. Бесплатная аренда за терминал, зачисление средств день в день, выгодные комиссии без привязки к обороту. Я доверяю АЭП Бизнес. Üddü karşıla. Kılgıs bir mehiger, türgen tarkan kutula. Min cebin kerketer, mogu mebel. Mogu mebel. Bilsen nemergit. 13 616 87. Приобретайте морозостойкие термодвери 7 дверей СТА в наличии и под заказ, разработанные по своим технологиям с учетом климатических особенностей Крайнего Севера, опытом работы в городе Якутск 20 лет и гарантией 2 года.
ЖК «Атмосфера» объявляет старт продаж квартир комфорт и бизнес-класса. Впервые в городе Якутске уникальный жилой комплекс. Это удобные планировки, улучшенный дизайн вестибюлей, двор без машин, современное благоустройство территорий, удобная транспортная развязка с доступом в любую точку города, беспрецедентное количество парковочных мест. Для наших покупателей самые низкие ставки от всех крупных банков. Клиника «Варикоза нет». Первичный прием хирурга-флеболога с УЗИ обеих ног – 1000 рублей. Звоните 319 019. Yürüyünü berağın örü. Oh toyon mürü en kerağın. Tulo öttüm sandaran. Манна быһыта Дукинин долгураңа, кини бейлеққа, акырай артығынан айгыстан аргыран кирен анардаққа, күн отугар күлімірден көстер, күтір улақан көк болан күтейін көстüөҕэ. Селләқ артығынан селен қаман сегейін киддаққа, сейдерей қатын чаран қаймылақ, жору ат, тобугунан эриллер солканясын отто, истеп курдук нелехеетевгене. Тойон мүрү, аңат муңат айгырсилик аластар, агалатар агалара, иексеттек эбелере. Ол дехин быдан уккан былыргыттан уранкай ужордара, төрөн төлүхүйен өскебит төрүт төрбелерин, улуу аластарын таптан, карыгыян, арчылан, араңычылан, сүдүттен сүдүлерин осномого оңостон, тойон мүрүдо, ден ыры гынан ыпсардактара, тойук гынан тойдактара. Дияка сакаларга мен ала соғытығын ден өйдебіл бар. Бітті. Ол тоқтан өскәбіт өйдебілі де. Бе сақалар қолғыра ұрыт өйлер түгәктергер олар өйдебіт, сілбіт оппыт өйдебілін еті тыл идде хаджар жиғаныбын. Ота сақа әрігер осы 16 түгінші алас бар ден білетілдер, сәбітті үшін айдар. Ол аты бігеге сақалар алағы түрәбіт уябыт сахан ротун бехин курдук өйдөх тахфыттен өйдөбүллахфын мен сеп оннотон бу аластен термин андойдуга кандада хуок бу сакаларга бар аластен ону научныйга чисто барта билинте аластен тулы бе сагатыл бултан таарында туталлар сеп трох жаханада эти эпидем буду 16 тыгынча алас бар сахайрига ден учунайдыр этелдеринен ол гынан баран бу мандык беге аластар бу курдук чоңолок жөлөтү аластар ордук коютук бу беге дойдутугар усалданга балларын наука да билер онна жон серге да билерлер эти амма онна өрүнө алдан онна өрүнө өрүстерикердилана хотолго жон серге тимбулу биттен олар буттара ден атар буллади. Куту сүрі сүдүтер сүдү мүрі барақсан, кихи сая астынық, кебін кийлин керетен, былыр гыжыл чыман улағатыгар, ким эйгин тойон мүрі дебитей. Мүрінен амуэрден аттыглар, bu мүріні. Бардан қаван оны улахан ұдарсы бар болағы жібіта, құрыққа бішекке барда тегілден тұрайын, ұшыны еге барда бидар дем. Онтан мөриден апы сол бұд ити тылттан тақсыбыта жолкай болар, той етеген амуэр ден бұлығы түйір тұлын негар солтата улахан әлдағу ден сол талақты болан тақсар. Бастай көлейін ұчалар анбастан бұл мөріні Сёға жүктергі көренлер туатта улахан утай денлер Байкал көлін күтті тәңгі тұтанлар Сибир бастығы карта тегер. Тығынчал түйіс алтау әтті Аллаха ұрғыданлар келдерін тұралар. Онын бұйыл бігі мүре бәбет сұрыққа бүжікке тегілден ата сола аттан бұда 305 бұмы тақсар бұла солын білет еқпет. Тақа
нучча каден нәгә улык доктора олус күскә төлбәлән алып буттар бит. Ите бурготтар ден атлары да киндәре нучча ме сахарин bir самы улыхан ага уңмыгынан бүленеләр дә. Бу мөрәбәтләтнән хәбилегендәгәне бурготтар ага устара онна королор ага устара төлбәлән алырлар, холора бурготтар ага устарга сугул ден онна сор ден ага устара баллар. Ите баргуттар агаларын устара. Устарын табактар хаҗар. Ден наука билинер. Оннан королор икен хәрәктәре бар монда мөрәбә тулатнан олар ука булдылар. Кора онна бурҗа агатын ухаҗам бар. Ите бурҗа ян бар гурин тукум атын шуга хаҗар олак булыр гүтүн булыр ага устара хаҗаллар. Итләре әтиqa олар билген дагыннан очоттан бачаңырлы эн мен җәһән борготтар дагыны королор дагыны эдемне актык бу эбенесир вот оңостан олар дактарады. Мөрүбе бир кере билетинен айгыр селик аялгаттан манылатан бит катын чараңнах. Кини эбе элин баскуладыгар бочара үрәгә эбәгә кирер төрдүгәр сытар. Манна котудойду манылах маха катыңнар мөрү эбе кере күстүтүн өссү тупсаран ситерен бере тураллар. Кыз кынды катыңың кеппет көмүс ытаргатын бужуркай баттактах махың тенеппет мутукчасытын. Бу тоян мүрү самай кересире нелен. Бу манна киен колку. Кары солко кеп таңас кетен кергенмит. Күп күйөк катыңнар аласпыт сөрүн салгыныгар нуагаха сугунуллар. Бу манны кересирге улуспут бастакы улахан ыгактыры терилли биттерен. Олартан самай биллеринен саха автономиятын төрүттеспит Платон Алексеевич Оюнскай кыттылах Сталинскай конституция бараяга жүллехиллибит 1936 сыллах күнгө хак болар. Бүгүн чараңмыт бараксан силигили ситен көп конутугар сирсимага көбөрдүтелгенмит. Маннык керек өстүүнү, маннык он уралы тоқта уйгур патында. Бу көк сугуну карыстык үйелерге чөл калдырык. Тойон мүрү кулатыгар көне налы хонутугар күңге жолу тардыха маягахым үйнер сайдар. Мүрі алас кулатыгар олықсуян өскәбет улу қорог өнерсі жаннара биһиге маны маяғы сычаттары болабыт. Мен қорын әхлегер түрәбітім оларабын, маяғы сартос кулатын бітерәрі сылзабын. Андайды самай улахан, кәрі алағығар оларар бұттан олыз жаллақпын. Әбігілер біт маннық кәресері уоты қарыстаннар, бейеға қалар бұттара олыз мақталар десаныбын. Биге әме оны қолы бұрыңыстын, кәрер үйнер көрінеға терердерге жылғықтақ бұд. Челген себекке хордақ, жәнке жерекен қонулақ, тула кыры ойырдақ, тоғыз тоғой тұмылақ, араңас талы кырдалақ, тойын мүрі әбеға жоллық үйе тоғыта, күйі ұғыға тұрғырда. Оснымағыр кербет қос үрәққа 1905 сыллаққа 5 айын сүрбе бір күннергер улу күйі ұғыға ұтылы бұта. Улу күйі ұғыға улуспыт историятыгар кербете, онна күн бүгін бар жоңға сергеға, әдер үтчаққа, сақа бұлғырылбат саналағын, түрі бүт дуйтуға перениләқ болу қолы бұрын көрдірір. Саңа үйе сарсырдатын сахарғата сандарды, сайды үйіні сардаңатын сырдық ота сыжайды. Мүребіт сарсыңы саргытын салғықтақ кенчері үтчаппыт, сырдыққа кереға угуя мүрітін қоғуяр істіңнік. Мүрім алағығар өскен түрін сылдырым күндітін. Мүребер үрін күн сағылын құтар. Мүрім қалланы өпірас көп көк. Мүрім кәрі елғата көз сене бер. Мүрім көрегeye жырылы ұллы. Мүрібін арылы құстық қуғар. Мүрім мөттәқ салғының доғыя сынабын. Мүрім кырдалын нүргуын сімейір.
Төрөбүт мүрөбүт. Ис сүрәкпеттен таптыйбыз. Тоян мүрүбер. Үтө үлен жонолорор аяр тутар. Маягатта сағаттан мүрі эбем атырда, эллей ботур барыттан көх бурота унарда. Мүрі барақсан, курдаттардар сүрекпет, сылын ақсын улатан, сайдан үйнен эн керкей. Мен атым Алексей Уваровский. Дүгін ойнютын түрағар бұйыл үсүйін күттігін. Әртчем әбінәрбәр, күз лоқ қомынарбар. Меха чәптік салқын, рас у, көк олгым, көк бері. Әстебет әртчемнәқ, самдыбат саналақ. Чеген күз тұруптақ, қойылақ құтулақ болар бар. Меха әлит ақла, рас у, кемі болар. В новом жилом комплексе «Мир» в самом центре города Якутска у вас появилась возможность приобрести квартиру от застройщика ООО «Специализированный застройщик. Жилищно-строительная компания». Телефон 40 30 97. Проектная декларация на сайте jskyakutsk.ru. Магазин «Унты здесь» приглашает жителей и гостей столицы в наш магазин, расположенный по адресу улицы Рыдзинского, 24Б. У нас большое поступление новых моделей по ценам 2021 года. Телефон 43 20 12. Ачыкын алжанна, ыксал болла. Жакуске коракка үрдүк тахамнаахтык сатабуллаахтык глазко мастыскайгар оңрабут. Ачыкы ханнык багарар устук алдыжанытын эхиги корон турдакатына оңран берепет. Бехиги аржинкедзі улусатын уанхеттетигер бастык дәске үлелейбет. Глазко оптика она ачыкы рмөнін бастык мастерская.
Добрый день, уважаемые телезрители. Продолжаем прямые трансляции соревнований по волейболу среди мужчин в рамках 8 спортивных игр народов Якутии. Сейчас начинается вторая игра между командами сборной Таттинского улуса и Черепчинского улуса. До этого завершилась встреча между командами Среднеколымского улуса и Мегино-Кангаласского улуса. Со счетом 3-1 выиграла дружная команда Мегино-Кангаласского улуса. Представляют судей данной встречи. Первый судья Захаров Гаврил, первая категория, город Якутск. Второй судья Афанасьев Семен, первая категория, город Якутск. Секретарь Трофимова Поросковья, вторая категория, город Якутск. Помощник секретаря Терентьева Агафья, город Якутск. Практически все готово к началу второй встречи. Сборная команда Черепчинского улуса. Заходил в спортзал, посмотрел тренировку. Накал мощнейший. У игроков заряд положительный. Мячи практически пробивали 3-4 метр. Доигровщики центральные блокирующие. Очень отрадно, что сейчас будет одна из интереснейших встреч. Как представили основной состав сборной команды Черепчинского улуса. Сейчас представим основной состав сборной команды Черепчинского улуса. Это номер 1 Голоков Сергей. Номер 9 Давыденко Руслан, кандидат в мастера спорта, Таттинский улус. Номер 18 Потапов Иван, капитан команды. Номер 7 Потапов Ян, 2002 года, 1,188 м, молодой перспективный игрок. Номер 5 Докторов Янсен, номер 17 Находкин Николай и либера команды. Так, ну а с Черепчинской командой сейчас познакомимся поближе. Игрок номер 7 Оконечников Вадим. Игрок номер 9 Ржаков Дмитрий. Показывают первого судью встречи. Захарова Гаврила. Игрок номер 3 команды из Черепчи Иннокентий Филиппов. По ходу игры доведу основной состав сборной команды Черепчи. Встреча началась. Первый нападающий удар. И первое очко зарабатывает команда Таттинского улуса. Это у нас игрок под номером 1 Слепцов Денис. И сам пошел подавать. Денис Слепцов. 1-0 в пользу Таттинской команды. К сожалению, ошибается Слепцов Денис. Мяч переходит к команде Черепчинского улуса. Немного доведу информацию. В 2019 году в селе Амга команда сборной Черепчи встречалась в финале 7 спортивных игр с Намской командой и выиграла со счетом 3-2. Пятая партия завершилась со счетом 15-7. Вот в пятой партии 15-е победное очко принес своей команде Василий Кумфали.
той чемпионской команды. В этом году в составе команды Чурапчи играют Филиппов Иннокентий, центральный блокирующий, Лавров Тускул и Альберт Бродников. Это очень отрадно. Ну, а команда Татты в этом году заняла 4-е место в первенстве Республики Саха-Якутия, 2-я лига, и была отобрана на финальные соревнования 8-х спортивных игр. Счет матча 2-2. Сейчас 3-2. Третье очко выигрывает 9-й номер Руслан Давыденко, доигровщик. Практически без блока атаковал Иннокентий Филиппов по первой зоне. Выиграл 3-е очко. Связующий команды Татинского улуса под номером 7 Вадим Оконечников выигрывает 4-е очко. Подача в прыжке. Расстановку зафиксировал второй судья у команды Татинского улуса. К сожалению, мяч попадает в сетку после подачи Вадима Оконечникова. Счет становится 4-4. Руслан Давыденко, доигровщик, 99-го года рождения, 1,91 м, ошибается. Ну, с первых минут силовые подачи практически не летят. 6-е очко зарабатывает команда Чурапчинского улуса. С места практически по переходящему мячу нападал Аян Кулар, доигровщик команды Чурапчинского улуса. Хороший ответ демонстрирует 7-й номер Ян Попов, центральный блокирующий. Практически атаковал на пустой сетке. Судья показал аут. Хороший был нападающий удар. Оставляет мяч игрок команды Татинского улуса. Блокаут в исполнении Игоря Афанасьева, 5-го номера. Приносится своей команде 8-е очко. 8-4. Чурапчинская команда потихоньку набирает очки. И уже счет, отрыв составляет плюс 4 очка. Татинская команда взяла первый тайм-аут при счете 4-8. Сейчас в данных встречах нельзя упускать своего соперника далеко. Хотя полную противоположность продемонстрировала предыдущая игра между Среднеколымским улусом и Меганокангласской командой, где при -7 сборная команда Среднеколымского улуса добиралась практически до -1. В аут попадает мяч. Ян Попов на подаче. Отведенный прием. Подключение второй зоны. Да. Не доводит мяч связующий сборной команды. И 1-1. Дмитрий Аржаков закрывают Яна Попова. Здесь Сергея Голокова под номером 1. 9-5.
Первый номер Аян Кулар. И опять чересчур сеточный мяч, но с этим мячом справляется грамотно Сергей Голоков, сбрасывая мяч от блока. Грамотно сыграл Сергей Голоков. 5-10. Эйс. Пятый номер. Хороший, мощнейший удар в исполнении Игоря Афанасьева со второй зоны. Приносит 10-е очко. Да, попал между руками блокирующих. И сам пошел подавать силовую подачу. Вот. Не получается силовая у Игоря Афанасьева. И мяч переходит к игрокам сборной команды Татинского Улуса. 8-10. Первый номер Сергей Голоков, доигровщик. 2003 года игрок, рост 181. К сожалению, подает в аут. Эмоции, энергии у игроков выше крыши. Пока не справляются с данными эмоциями, особенно при подаче мяча. Но я думаю, что в концовке первого сета все наладится. Подключается первый темп у татинской команды. Приносит комбинация 9-е очко. Третий номер. Денис Слепцов. И сам же пошел подавать. Либеро справляется с приемом. Перевод по линии. Роберт Захаров. Обвел высочайший блок у Руслана Давыденко. Перевел мяч по линии и выиграл очко. Хороший прием. 5-й номер. Хороший нападающий удар от 9-го номера Дениса Давыденко. Ликуют игроки команды Татинского Улуса. 10-12. Подключение чуть-чуть от отведенный мяч для диагонального игрока. Либеро просто перекидывает мяч на сторону соперника. И снова Денис Давыденко. На этот раз попадает в аут. Ошибается, к сожалению, 7-й номер Вадима Конечников при подаче. Очень много ошибок именно при подаче совершают игроки. Руслан Давыденко, у него силовая неплохая подача. Накатил не сильно мяч. Оставляет либеро мяч в игре. Не был готов к этой передаче Аян Кулар. Ошибается. Не ждал этот мяч. Думал, мяч будет укороченный. Он оказался за головой. Руслан Давыденко продолжает подавать.
Блок. И снова блок. Блок в исполнении Яна Попова и Дениса Слепцова приносит 13-е очко команды «Такты». Игроки ликуют. И сборная команда Чурапчи берет тайм-аут при счете 13-13. Второй брейковый мяч выиграли игроки Тактинской команды. Денис Давыденко. Да, мощнейшая подача полетела. Остались чурапчинцы без нападения. Хороший нападающий удар. Не переместили руки на сторону соперника игроки чурапчинской команды. Хотя был высоченный блок. И мяч от блока проскальзывает между блоком и сеткой после удара Сергея Голокова. Четвертая подача не выходит у Руслана Давыденко. Хотел подать укороченную подачу. Иннокентий Филиппов, чемпион спартакиады АМА 2019. Вторая линия подключается. Хорошее защитное действие. Ошибается 9-й номер. Соскальзывает с пальцев Дима Оржакова мяч после блокирования. Проигрывают 15-е очко чурапчинские игроки. Либеро пасует. К сожалению, в аут улетает мяч. «16-14» плюс 2 на стороне Тактинской команды. Ян Попов на подаче. Готовится подавать. Свисток прозвучал. Первый номер Аян Кулар. Если бы перенесли ребята руки на сторону противника, вообще была бы мощная крышка. А здесь крышка получилась от блока Сергея Голокова на его же стороне. И снова ошибка при подаче со стороны игроков Чурапчинского УЛУСа. Не могут успокоиться чуть-чуть. Сантиметров 20 мяч перелетел линию. Докторов Янсен, 5-й номер, подавал. Не получилось. Нападающий удар у Димы Оржакова. Мяч улетает в аут. Тем временем Докторов Янсен продолжает подавать. 5-й номер. Еле справляется с приемом либера команды Чурапчинского УЛУСа. Сетка. Эмоции зашкаливают у Сергея Голокова после выигранного 18-го мяча. Я увидел, что поставили тройной блок, не стал нападать. Хороший длинный прием. Выигрывают очко
чарапчинские игроки. 16-19. Игорь Афанасьев. Мяч попадает в верхний трос. 19-16. Потихоньку команды подбираются уже к концовке сета. Прием хороший. И снова связующий ошибается при второй передаче. Фиксирует судья на вышке. 21 очко зарабатывает команда Татинского района Улуса. Второй тайм-аут берет команда Татинского Улуса, Чарапчинского Улуса при счете 16-21. Буквально где-то минут 20 назад встречались сборные команды Амгинского и Татинского Улусов. То есть женские команды со счетом 3-2 выиграла команда Татинского Улуса. Остается мяч в игре. Несильный удар в исполнении Дмитрия Аржакова, центрального блокирующего. Выигрывает очко чарапчинская команда, 17-я. Замена в команде Чарапчинского Улуса. Вместо номер 9 вышел подавать игрок номер 13. Это у нас Альберт Николаев. Посмотрим сейчас, какая у него подача. И на кого он будет нацеливать свою подачу. К сожалению, ошибся. 21-17. Замена в команде Татинского Улуса. На площадку вышел игрок под номером 23. Это у нас Олег Малышев. Игрок 2004 года рождения. Рост 182. Хороший прием. Исполнение лидера 1 в 1. Закрывает Руслан Давыденко блоком. Вот это был блок в исполнении Попова Яна. 23-17. Опять ошибка. Непростительная ошибка у игроков Чарапчинской команды. Вроде бы безобидная ситуация. Ошибается либеро. Гаврил Власов на подаче. 24-17. Иннокентий Филиппов продемонстрировал свое мастерство в нападении. Пальцами взмахнул и под 9-й незащищенный номер в первую зону попал мяч. 18-24. Денис Давыденко не справляется с приемом. Фиксирует вторую ошибку. Первый судья. Да, мяч мокрый. Пальцы влажные. Поэтому мяч соскальзывает с пальцев.
Ошибся Сергей Голоков. Хотел сыграть по переходящему мячу Иван Потапов. Чуть не хватило высоты. 20-24. Второй тайм-аут берет команда Татинского Улуса. Тренеры команды Татинского Улуса успокаивают своих игроков. Осталось 1 очко для победы в этом сете для Татинской команды. Перевод Денису Давыденко в 4-ю зону. Ну и основной доигровщик команды ставит точку в этой партии. 25-20. Первую партию выигрывает команда Татинского Улуса. Хороший прием в исполнении Сергея Голокова. Ну и доведенную передачу Руслан Давыденко добивает до пола и выигрывает 25-е очко. Команда Чорапчи по игре в первой партии полностью еще не раскрылась. Практически отсутствуют хорошие акцентированные нападающие удары. Нет хороших акцентированных ударов в исполнении еще не видели Иннокентия Филиппова с 3-й зоны. В зале душно. Поэтому идет потоотделение. Спортсмены употребляют очень много воды. Зрители скандируют «Чорапча, Чорапча», поддерживая свою любимую команду. Я думаю, что сейчас команда встрепенется, покажет хорошую игру, динамичную, результативную. Альберт Бродников повел своих ребят на второй сет. Начинаем второй сет между командами Чорапчинского Улуса и Татинского Улуса. Связующий капитан команды Альберт Бродников, 12 номер Чорапчинской команды, не справляется с приемом игроки команды. Чорапчи и высокорослый Руслан Давыденко ставит блок
преграждая перелет мяча. Начинает потихоньку работать Иннокентий Филиппов в третьей зоне. Пробил двойной блок. Второй номер Роберт Захаров на подаче. Сергей Голоков на приеме. Роберт Захаров в защите. Мяч доводится до связующего. Коротко оставляет мяч в игре. Игроки череповецкой команды после сильнейшего удара. Вот где, как я уже говорил, начинает просыпаться Иннокентий Филиппов. За короткий промежуток времени совершил два результативных нападающих удара. И счет уже 2-1. Сергей Голоков подает. И закрыли блоком Руслана Давыденко. Просыпается команда Чорапчи. Блоком закрыл Руслана Давыденко Альберт Бродников, связующий команды Чорапчи, и пронес своей команде очко. Четвертая подача игроков команды Чорапчинского улуса практически эйс. Не шелохнулся даже Сергей Голоков. Думали, наверное, мяч летит в аут. И счет становится 4-1. Сразу же старший тренер сборной команды Тактинского улуса Турлин Иван берет тайм-аут. Тускул Лавров подбадривает своих игроков. Олег, давай. 4-1. На подаче команда Черепчинского улуса. И подает номер 2 Захаров Роберт. Иннокентий Филиппов выигрывает очко для своей команды. Практически уже третья из 5 очей. Выиграл 3 очка он.
Так, извиняюсь, уважаемые телезрители, за паузу. Здесь был маленький форс-мажор. Альберт Бродников на подаче. 12-й номер 8-3. Сборная команды Черопчинского Улуса выигрывает. Трос попадает мяч после нападающего удара доигровщика команды Татинского Улуса. Это номер 5 у нас Докторов Янсен. 9-3. Альберт Бродников подает, продолжает подавать. Ошибается при подаче. Извиняется перед своими игроками. Руслан Давыденко хорошо справляется либеро команды. Укороченная быстрая передача в адрес Иннокентия Филиппова. Да, чуть по высоте оказалась она низковатой для Иннокентия. И мяч переходит, выигрывают игроки Татинского Улуса. 4-9. Усилил вторую подачу Руслан Давыденко. Блок смягчает мяч. Сергей Голоков в нападении. Тускул. Лавров ликует после своего сильнейшего нападающего удара. Я уже как пробил между двумя руками блокирующих. Иннокентий Филиппов подает. Аут. Да, от троса мяч улетает в аут после удара Сергея Голокова. И 11-е очко у команды Черопчинского Улуса. Иннокентий Филиппов продолжает подавать. Эйс в исполнении Иннокентия Филиппова. Либеро он не справляется. Николай Находкин с приемом. Да, мяч уходил в сторону. 12-7. Хороший прием. Сергей Голоков. Мяч смягчает блок. Альберт Бродников доверяет молодому игроку в третьей зоне. 5-й номер. Янсен, Докторов Янсен от края блока зарабатывает очко. На подаче Ян Попов. Хороший прием. Третья зона подключается. 5-й номер это у нас Игорь Афанасьев. Быстрый взмах по пролетающему мячу. Ликует молодой перспективный игрок. Также в этой ситуации не растерялся Дмитрий Оржаков. Двухметровый молодой парень 2003 года рождения и приносит своей команде 13-е очко. Очень отрадно, что молодые игроки сразу же входят в игру. Особенно играют, если они даже играют в третьей зоне. В роли центрального блокирующего. Сейчас блоком выигрывает очко Черопчинская команда. Высоченный блок. Это Игорь Афанасьев и Дмитрий Оржаков. Второй тайм-аут берет Татинская команда при счете 6-15. В сборной команде
Черепча есть даже игроки 2004 года рождения. Это очень хорошо. И они играют в таких, выходят на площадку с такими грозными соперниками, как команда из Таттинского Улуса. И снова, как я уже говорил, Дмитрий Аржаков, 2003 года парень, зарабатывает 15 очко по переходящему сложному мячу. 16 очко, извиняюсь. Продолжает подавать Тускул Лавров, 10 номер, тоже один из лидеров команды Черепчинского Улуса. 16-6. Отрыв уже составляет 10 очков. Денис Иванов не справляется с приемом. Мощь удара продемонстрировал 5 номер Игорь Афанасьев со второй зоны. Тоже парень из 2004 года. 80 метр 87. 17-6. И снова мяч перелетает через сетку после приема. Не успел среагировать на оставленный мяч Артем Григорьев. Не успел развернуться и оставить, и подбить мяч. 18-18-6. Тускул Лавров стабильно подает. Оставляет мяч в игре. Опять вторая зона. На этот раз, да, Дмитрий Аржаков ошибся. Хотел сделать передачу за голову в четвертую зону. Не получилось. Нападение без сетки в исполнении Игоря Афанасьева приносит результат. В любом случае необходимо, я думаю, что нужно было ставить блок. Мяч от блока попал в поле, показывает первый судья. Замена в составе команды сборной Таттинского Улуса. Выходит 23 номер вместо игрока номер 5. 23 номер это у нас Олег Малышев. Он также выходил на замену в первом сете. Ошибается Игорь Афанасьев при подаче. Счет 28. Черепчинский Улус впереди. Хорошо подстраховывают своих блокирующих игроки Черепчинской команды. Со второй линии демонстрировал нападение Тускул Лавров. Был поставлен тройной блок. Блока не было, мяч улетел в аут. 9-20. Сергей Голоков подает. Силовая подача. Неплохая эйс в исполнении Сергея Голокова. 10-е очко. Выигрывает команда Таттинского Улуса. Настраивается подача Сергей Голоков. Чуть-чуть мяч не попал в поле после касания троса. 21-10. Девятый номер Дмитрий Аржаков
центральный блокирующий. На этот раз грамотно мяч уводит от блока Руслан Давыденко со второй зоны по вторую и выигрывает 11 очко для своей команды. Двойной блок. На передней линии стоит Иннокентий Филиппов. Да. Блоком выигрывает татинская команда 12 очко. — 21. Артем Григорьев подает, подключает Альберт Бронников вторую линию. Не сильным ударом, но хлестким. Второй номер Роберт Захаров выигрывает очередное очко. И сам пошел подавать. Сергей Голоков схватил мяч. 18 номер Иван Потапов. Судья зафиксировал ошибку. 22-12 в пользу команды из Чоропчи. На подаче второй номер Роберт Захаров. Артем Давыденко по линии перевел мяч. Не успел среагировать на этот мяч Роберт Захаров. 22-13. Прием от либера. Комбинация. 10 номер Тускул Лавров. Пробивает блок. И снова начали скандировать болельщики Чоропча. Альберт Бродников на подаче. 23-13. Сергей Голоков. Нет, 23 номер это у нас Олег Малышев. Нападал. Блоком закрыли путь. Блокирующие из Чоропчинского улуса. И выиграли 25 очко. Сет завершился со счетом 25-13 в пользу команды Чоропчинского улуса. Общий счет в партиях 1-1. Альберт Бродников советует своим подопечным принимать сверху, так как подача сверху. И говорит, что нет хороших нападающих акцентированных ударов, которые приносили бы очко. Говорит, что в партиях 1-1 игра начинается заново. Боевой настрой продемонстрировали игроки сборной команды Чоропчинского улуса. Да, отрыв был очень существенный во второй партии. Сейчас посмотрим, как разыграются игроки в третьей партии. Отрыв составил во второй партии 12 очей.
Начинаем третий сет. Встреча между командами Татинского и Чурапчинского улусов. Это у нас сегодня вторая игра. Группа Б. Игра началась. Снова не справляются с приемом татинские ребята. Филиппов Иннокентий приносит первое очко своей команде. Счет становится 1-0. Девятый номер. Дмитрий Аржаков. Центральный нападающий. Первое очко зарабатывает команда Татинского улуса. В нападении был Руслан Давыденко. Мяч коснулся блока. Прием сверху хороший. Да, хотел схитрить Вадим Оконечников, сбрасывая в шестую зону. Но вовремя среагировали защитники сборной команды Татинского улуса. Каждый такой эпизод подбадривает игроков. Достать очень сложный мяч, практически мертвый. Оставить сильный, мощный нападающий удар. Потихоньку начинают игроки набирать именно ту энергию, которая необходима для хороших ударов. Сергей Голоков продемонстрировал удар со второй линии. Два-два. На подаче Роберт Захаров. Смягчают мяч. Игроки Чурапчинской команды. Есть снова Денис Давыденко в нападении. Ошибается Вадим Оконечников при второй передаче, к сожалению. Тоже хороший, перспективный молодой игрок. Вадим Оконечников 2002 года рождения. Рост 181. Это очень хороший рост для связующего. Блокируют Иннокентия Филиппова. Начинает блок подстраиваться под его игру. Это у нас Ян Попов, 7-й номер, заблокировал Иннокентия Филиппова. И принес своей команде 4-е очко. Татинская команда вышла вперед, +2. Ошибка при приеме. И счет уже становится 5-2. И снова в адрес Роберта Захарова полетела подача. 6-е очко зарабатывает волейболисты команды Татта. Блок. От блока мяч попадает в ихнюю площадку Чурапчинской команды. Застоялись страхующие игроки. Альберт Бродников дал рекомендации Владимиру Оконечникову, особенно по высоте передач. Надо сыграть в настоящий момент попроще.
5-2. На подаче команда из Тактинского улуса. Хорошая доводка. Перевод в четвертую зону. Да, при хорошей доводке перевод в четвертую. Тускул Лавров пробивает блок. Зарабатывает очередное очко для своей команды. Вадим Оконечников на подаче. Не успевает Тускул Лавров поставить блок. Ян Потапов, 7-й номер, заработал очко, нападая первым темпом. Хорошая подача. Постраховали друг друга. Тускул Лавров. Блок Сергея Голокова преграждает путь мячу Тускула Лаврова. Переводил мяч по линии. И Тускул Лавров. Руслан Давыденко со своей силовой подачей. Хорошая силовая подача. Да, ошибается. Опять проскользнул мокрый мяч с пальцев блокирующего, с пальцев связующего. 18-го номера Ивана Потапова. Иннокентий Филиппов. Сергей Голоков, номер 1, приносит своей команде очередное 9-е очко. Да, пробил по пальцам Игоря Афанасьева. Ян Попов на подаче. Хорошая доводка. Снова не получается нападающий удар у черепчинской команды. В трос и в блок попадает мяч. 10-4. Рисунок игры поменялся в третьем сете. Тускул Иванов нападал со второй зоны. Так, команда Татты Черепчи осталась без нападения. Но, к сожалению, ошибается Денис Давыденко, подключаясь со второй линии. Мяч улетел в аут. Хотя показывали, где хорошая была, отличная передача. Не постраховали своего принимающего либера игроки Тачинской команды. Провожали уходящий мяч глазами. Снова со второй линии. Снова не получается у Дениса Давыденко по высоте перекинуть блок, опускаясь уже как перекидывал мяч. 7-10. Тускул Лавров на подаче. Разыграли комбинацию игроки Тактической команды. Пятый номер. Докторов Янсен. Сам пошел подавать. Ошибается. Вот такие ошибки могут выбить из колеи игроков. Можно сказать, что эти ошибки непростительные. Еще была подача силовой, где можно было выиграть эйсом. Здесь просто простая подача. Обменялись любезностями обе команды.
Сергей Голоков на подаче. Счет на табло 12-8. Команда Татинского Улуса впереди. Остается мяч в игре. Вторая линия. Хорошую защиту демонстрирует Черепнинская команда. И третий номер Денис Слепцов, подключаясь первым темпом с третьей зоны, зарабатывает очередное очко. 13-е по счету. Перевел мяч и справляется с приемом, но вместе с тем оставляют в защите мяч черепчинские волейболисты. Денис Давыденко. 4-я зона. Блок. Да, блоком выигрывает команда Татинского Улуса очередное очко. Ребята довольны результативностью, постановкой блока. Вышел замена в черепчинской команде. Вышел на площадку игрок под номер 1. Аян Кулар. Голоков Сергей подает. Вторая линия. Судья фиксирует трос. 15-18. Сергей Голоков продолжает подавать. Хороший прием. Денис Давыденко не стал рисковать. Остается мяч в игре. Просто перекидывают мяч. Нападение в исполнении не стал рисковать. Мощным ударом от блока мяч уходит в аут. После мощного удара Руслана Давыденко. И счет на табло 16-8. Очередной тайм-аут берет команда Черепчинского Улуса при счете 8-16. Характер игры у Татинской команды полностью изменился. Доводка, передача, хороший акцентированный нападающий удар. Больше ребята начали уделять внимание блоку. Ну и допускать мало ошибок при подаче. Сергей Голоков, 2003 года рождения, 1,181 м. Буквально недавно он играл в юношах. Уже показывал хорошие результаты. К сожалению, мяч чуть-чуть немного перелетел 9-й метр площадки. — 9-16. Денис Давыденко. Вся игра проходит в большей степени при отведенном мяче через основного доигровщика Дениса Давыденко, который молотит либо поверх блока, либо с 4-й по 4-ю, либо переводит мяч по линии, тем самым выигрывая самые необходимые очки для своей команды. Но в этом эпизоде Иннокентий Филиппов попадает в блок. Да, здесь два высоченных игрока, Ян Попов и Руслан Давыденко. Рисковал
Альберт Бродников давал передачу практически из шестой зоны быструю Иннокентию Филиппову, который грамотно распорядился с этим мячом. 10-18. Мяч низковат. Ошибка при второй передаче Ивана Попова. — 11-18. Перемудрили Сергей Голоков с Олегом Малышевым. Друг другу помешали. — 12-18. На подаче Аян Кулар. Хороший прием. Игра через третью зону, через Яна Попова. Блок. Да, чуть-чуть не успевают оставить мяч в игре игроки Черкопчинской команды. У нас 5-й номер. Игорь Афанасьев. Не успел мяч. — 19-12. Хороший прием. Лавров доказывает свое лидерство, качество лидера своей команды. Выигрывает очко. Чересчур близкий мяч к сетке был направлен в адрес Дениса Балугенко. Быстрый сброс в третьей зоне черкопчинских игроков в исполнении Иннокентия Филиппова приносит очко команде. 20-14. 19-14. Рисковал на отведенный мяч. Докторов Янсен не попал
по мячу. Мяч улетает далеко в аут. 15-19. Плюс 4 у Татинской команды. Татинская команда берет тайм-аут. Разбазаривают игроки Татинской команды свое преимущество в очках. 15-19. Альберт Бродников на подаче. Либеро справляется. Первый темп в третьей зоне. Не ждали Яна Попова. Хорошее взаимопонимание между связующим и игроком первого темпа Яном Поповым приносит свои результаты. Тем временем Руслан Давыденко подает. Отчаянно бились волейболисты Татинского улуса в защите. Но, увы, Черепчинская команда выиграла очередное очко. Филиппов Иннокентий. Среагировали на мяч. Сергей Голоков был в нападении. Лаврова закрывают блоком в четвертой зоне. — 27-16. Сергей Голоков. Ян Попов на подаче. Неуверенно пошел на этот мяч Игорь Ржаков. Допустил ошибку. Низковат был мяч по высоте для него. 22-16. Понадеялись, не постраховали своего принимающего задняя линия игроков Черепчинской команды. Не успел на этот мяч Альберт Бродников, связующий команды. 23-16. 7 мячей отделяет команды. На этот раз хороший прием. Пускул Лавров переместился во вторую зону и принес своей команде очередное 17-е очко. Сам подает. Хороший прием. Сергей Голоков. Хороший удар. От блока в аут улетает мяч. Жесткий, хлесткий. По краю круг блокирующего попадает Сергей Голоков. 24-17. Докторов Янсон на подаче. 5-й номер. Нестандартно, неординарно сыграл Иван Потапов, связующий. В данной ситуации сыграл в амплуа нападающего. И выиграл 25-е очко для своей команды. Со счетом 25-17. Третий сет выиграла команда Татинского улуса.
Прием, опять кинуть, что как задаться. Вот это там прием, кинем же на подъем. Видите, там бит тройка на маску. И такие хай потом. Это надо. Ini adalah contoh penting. Waktu itu dia agak fikir waktu mau pada itu sekolah kan itu kecuali bikin. Ini kan ini adalah lihat. Начинаем четвертый сет встречи между командами Тактинского и Черептинского улусов. Интересная борьба разгорается у нас в данной встрече. Счет в партиях 2-1 в пользу Тактинского улуса. На подаче Сергей Голоков. До пола добивает Иннокентий Филиппов. И выигрывает первое очко для своей команды. Подает Роберт.
А? Раз. Раз. Четыре. 2-4. Пустой Лавров. Блокаут. Выигрывает третье очко для своей команды. Пятое очко выигрывает для своей команды. Не стал рисковать. Перемудрил Руслан Давыденко. Мяч улетает в аут. Шестое очко зарабатывают игроки сборной команды Коробчинского Лука. 6-2. Иннокентий Филиппов подает. Я напоминаю, что идет четвертый сет. Повезло Иннокентию Филиппову. И он тем самым выиграл очередное очко. 7-2. Чаша весов на стороне пока кировчинской команды. Ян Потапов. Ян Попов грамотно сбросил в пустую зону. Мяч перелетел через сетку. Сергей Голоков выигрывает очередное очко в четвертой партии. 5-7. Руслан Давыденко. Мощно полетел мяч. Эйс практически был направлен в конец первой зоны. Сложный, конечно, был мяч для принимающего. Не успел Альберт Бродников на этот мяч. Команда Коробчинского Улуса взяла первый тайм, чтобы сбить, может быть, пыл при подаче Руслана Давыденко. И успокоить своих игроков. И успокоить игроков Коробчинского Улуса. Альберт Бродников уже давно играет, знает своих игроков и игроков соперника. На чистой сетке ошибается, к сожалению, Аян Кулар. Практически без блока нападал. 6-7. Второй эйс из 3 подач выигрывает Руслан Давыденко. Деморализует игроков Коробчинской команды своими подачами. Нужно команде успокоиться. Главное оставить мяч в игре. Не стоит доводить мяч до ведущего.
Третий эйс. При сильных таких нападающих силовых ударах необходимо максимально страховать своих принимающих, либера, а не ждать, чтобы на этот мяч уходящий бежал только связующий. Ошибается Руслан Давыденко. В аут мяч улетает. Первый номер на подаче Аян Кулар, доигровщик сборной команды Черепчинского улуса. Блок одиночный. Седьмой номер Ян Попов расправляется с одиночным блоком в третьей зоне и приносит очко своей команде. Да, там центральный блокирующий 9-й номер Дмитрий Аржаков его блокировал, но опытный Ян Попов перехитрил. Не получается нападающий удар у Роберта Захарова. Неразбериха татинских игроков. Блокируют Сергея Голокова. Руки Тускула Лаврова преграждают мяч. Сам пошел подавать Тускул Лавров. Вовремя помог своему связующему Ян Попов. Отмет Денис Тыцов. Попов помог своему связующему. Тускул Лавров рискует со второй линии. 18-й номер Иван Потапов сбрасывает неожиданно мяч в незащищенное место на площадке. Не успели среагировать блокирующие игроки Черепчинской команды. 23-й номер Олег Малышев у нас на подаче. Хороший прием. Второй номер Роберт Захаров приносит очко. На передней линии Иннокентий Филиппов, Роберт Захаров у Черепчинской команды и Альберт Бродников. На подачу вышел связующий Вадим Оконечников, номер 7, на замену. Усложнил подачу. Оставляет мяч в игре. Апеллируют судьям игроки татинской команды, что мяч попал в поле. Ну, я думаю, тут второй судья это видел. Да. Спора не должно быть. Мяч переходит к игрокам татинской команды. Сергей Голоков на подаче. Ошибка при приеме. После сильного удара Иннокентия Филиппова мяч не возвращается. (11-12). Сокращается разрыв в счете до минимального.
Роберт Захаров. Поле показывает линейный судья. Тринадцать, 11. Денис Слепцов дотягивается своим ростом Иннокентий Филиппов. Поменял направление мяча немного и выиграл очередное очко. Трина 12-13. Разрыв в одно очко держится. Альберт Бродников на подаче. Аут. Показывает Руслан Давыденко. Там апеллируют игроки, что был блок. Нет, мяч улетел выше блока, пролетел. 13-13. И снова Руслан Давыденко, но на этот раз выигрывает 14 очко. Связующий на подаче Иван Потапов. Иннокентий Филиппов ошибается. Мяч улетел в аут. 15-13. Иван Потапов, молодой игрок, 2003 года рождения, 19 лет. Оставляет мяч в игре Иван Потапов. Пусков Лавров. К сожалению, не попадает в поле. Огорчен. Ну там, да, был высокий блок, узкая передача. Чуть-чуть был мяч вроде отведенный. И при счете 13-16 тайм-аут берет команда Черепчинского Улуса. Сборная команда Катинского Улуса по волейболу, женская команда, болеет за своих ребят. Я как уже говорил до этого, что они выиграли сборную команды Амги со счетом 3-2. Тоже была очень интересная, захватывающая игра. Но молодая перспективная команда из Катинского района вырвала победу в пятой партии. Хороший удар. Грамотно развел блок Альберт Бродников. Вывел своего нападающего Аяна Кулара на чистую сетку. Практически в третий метр долбил, колотил мяч Аян Кулар. Таких мячей практически мало в играх. Иннокентий Филиппов ошибается при подаче. Самый высокий игрок сборной команды из Кировчи, 1,92 м. Очень долгое время играл в составе сборной команды СФУ. Иннокентий Филиппов рисковал Руслан Давыденко, но есть у них еще разрыв в
счете, поэтому можно было и рисковать. 15-17. Аян Кулар на подаче. Доводка хорошая. Ян Попов практически не ошибается в четвертой партии с третьей зоны. Хорошо взаимодействует со своим связующим. Хорошо переводит мяч вправо и вход, и влево и вход. Тем самым обманывая блок. Лавров Тускул. Заряжен мощно на нападающий удар. По линии перевел мяч в одиночном блоке. К сожалению, уже второй раз подряд черепчинская команда ошибается при подаче. До этого ошибся у нас Иннокентий Филиппов. Команда очень мощно выигрывает очко, но допускает ошибки при подаче. Это очень, конечно, жалко. Черепчинцы остались без нападения. И опять Иван Потапов левой рукой сбрасывает мяч. И приносит 21-е очко своей команде. 20-е очко своей команде. На подаче Олег Малышев. Хороший прием. Второй номер. Роберт Захаров ошибается. 21-е очко зарабатывает команда Таттинского улуса. Одиночный блок был. Несмотря на это, Роберт Захаров допускает ошибку. Олег Малышев подает. Практически без траектории принимает лидера команды. Но все равно мастер паса Альберт Бродников сделал свое дело. А номер второй Роберт Захаров поставил точку. 16-21. Дмитрий Аржаков, центральный блокирующий команду Черепчинского улуса, не справляется со своими эмоциями. Я думаю, что для него это первые такие серьезные соревнования, где он играет в роли центрального блокирующего. Я думаю, что через год, через два мы будем его видеть уже как основного игрока. Номер 2 Роберт Захаров приносит за вторую очко для своей команды. Мощная поддержка болельщиков черепчинской команды. Скандирует Черепча. 18-22. Хороший прием от Либера. Третий номер Денис Липцов. Ведущий команды из Таттинского улуса при хорошей доводке активно подключает первый темп. Ну а ребята с одним блоком разбираются на ура. Замена в составе команды Таттинского улуса. Вместо игрока номер 3 вышел игрок под номером 2. Гаврил Власов, 91-го года рождения. Игрок 1,80 м.
Опытный игрок. Проспали блокирующие скидку Альберта Бродникова. 19-23. Не успел среагировать Руслан Давыденко. Реагировал на этот сильный удар Роберт Захаров. Чуть-чуть не оставил после удара у Руслана Давыденко. Мощнейший удар. 24-19 в пользу команды Татинского Улуса. Тайбрейк. К сожалению, ошибается Сергей Голоков. И такую же ошибку при второй передаче совершает игрок татинской команды. Никитий Филиппов на подаче. Счет 20-24. Полетел мяч в четвертую зону. А там никого нет. Произошла ошибочка. Неразбериха. Двадцать 21-24. Команда Татинского Улуса берет тайм-аут. Альберт Бродников говорит, что мы все равно выиграем, либо должны выиграть. Настраивать свою команду только на победу. И правильно, так и должно быть. Волейбол — это игра непредсказуемая. К сожалению, Альберт не справляется в защите. 25-е очко выигрывает команда из Татинского Улуса и выигрывает встречу со счетом 3-1. Поздравим команду Татинского Улуса с победой. Поздравляем с победой команду Татинского Улуса. Хороший результат показали ребята из Татинского Улуса. В большей степени, да, это молодые ребята, 19, 20, 21. Хорошо. Прямо сейчас? Сейчас прерываемся на рекламу. В салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж.
Körün doğurdu. Tavarım barsan yürü doğa. Barata kini bakar betel. Sana abudum kudduk. Sabit tanganciya. Yürü gidin tengildeşti. Iri яфен. Астя от покупки своей квартиры. Прокат мужских костюмов в Якутске. Подберем костюм на любое ваше мероприятие. Мы сэкономим вам ваши деньги и ваше время. Обращайтесь. Прокат костюмов Якутск. Ждем вас. Букеты бывают разные, и поводов купить цветы тоже достаточно. Студия флористики Лены Бачковской, Пушкина, 21, 727-007. Ты сказал, прям организуешь. Вот, мы будем охотиться. Кто любит артистов? Помогите! Центр традиционной китайской медицины Пекина Хуата. Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26 00 91. Твори, создавай, воплощай свои идеи с магазином «Блеск». Широкий выбор для рукоделия и шитья. Магазин «Блеск», Лермонтова, 63. С 1 по 31 июля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина, 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Благовещенск еще никогда не был так близок. 24 августа запускается новый поезд Нижний Пестях-Благовещенск. Прямое сообщение с Преамурьем через день. Продажа билетов уже открыта. Обращайся. Это бесплатное приложение для передачи обращений в администрацию наслега вашего улуса. Следите за последними новостями вашего района, чтобы всегда находиться в курсе всех событий. Можно найти юридическую и бухгалтерскую помощь от квалифицированных специалистов. Обращайся. Доступно по QR-коду. Привет, меня зовут Надя. Это мое скромное заведение на 40 квадратных метров. 3 года мы работали на чистом энтузиазме и стали довольно популярными. Сейчас Китай-город располагается в помещении на 160 квадратных метров. Это уже не как хобби. Кухня, бар, официанты, технолог. За всей работой нужно следить и еще считать прибыль. А с прибылью нам помогает АЭП Бизнес. Бесплатная аренда за терминал, зачисление средств день в день, с выгодной комиссией без привязки к обороту. Я доверяю АЭП Бизнес. Ürdük karşılar, kılgıt bilinmehiger, Türkan tarkan tutula, min cebin kerketer, mogu nebi. Mogu nebi, bilsen nemergit, 713-616-8. Приобретайте морозостойкие термодвери 7 дверей СТА в наличии и под заказ. Разработанные по своим технологиям с учетом климатических особенностей Крайнего Севера, опытом работы в городе Якутск 20 лет и гарантией 2 года. ЖК «Атмосфера» объявляет старт продаж квартир комфорт и бизнес-класса. Впервые в городе Якутске уникальный жилой комплекс. Это удобные планировки, улучшенный дизайн вестибюлей, двор без машин, современное благоустройство территорий, удобная транспортная развязка с доступом в любую точку города, беспрецедентное количество парковочных мест. Для наших покупателей самые низкие ставки от всех крупных банков. Клиника «Варикоза нет». Первичный прием хирурга-флеболога с УЗИ обеих ног 1000 рублей. Звоните 319 019. Мен атым Алексей Уваровский. Бүгін ойнетін тұрағат бұйыл үсуін күттіғын. Әртшім әбінер бар, күз лоқ қомынар бар. Меха чаттық салқын, рас у, көк олгын, көк бері. Әстебет әртшімнә сандыбат саналақ. Чекен күз тұрыптақ, көйылақ құтулақ болар бар. Меха элит аква, рас у, кеме болар. В новом жилом комплексе «Мир» в самом центре города Якутска у вас появилась возможность приобрести квартиру от застройщика ООО «Специализированный застройщик. Жилищно-строительная компания». Телефон 40 30 97. Проектная декларация на сайте jskyakusk.ru. Магазин «Унты» здесь
приглашает жителей и гостей столицы в наш магазин, расположенный по адресу улицы Родзинского, 24Б. У нас большое поступление новых моделей по ценам 2021 года. Телефон 43 20 12. Ачыкы далжанна, ыксал болла. Жокуске коракка үрдүк тахамнаахтык сатабуллаахтык глазко мастыскайгар оңрабут. Ачыкы ханнык багарар устук алдыжанытын эһиги корон турдакатына оңран берепет. Беһиги аржинкезу улусатын гуэнхететигер бастык дәскә үлелибет. Глазко оптика она ачыкы рмөнүн бастык мастерская.
Үчүгө кучула тимиттелер. Сайымыр билердикен үчүгөйдик. Атарын.
Продолжаем трансляцию соревнований по волейболу среди мужских команд в рамках спортивных игр народа Якутии «Бородон 2022». Встречаются команды Амгинского улуса и Горного улуса. Это у нас группа С. Представлю судей данной встречи. Первый судья Кузьмин Афанасий, первая категория, город Якутск. Второй судья Ефремов Аркадий, первая категория, город Якутск. Секретарь встречи Слепцова Саина, Мегина-Кангаласский улус. И помощник секретаря Иванова Аилина, город Якутск. Группа С. В группе С 3 команды. Это сборная города Якутска, Амгинского и Татинского улусов. Игроки команд приветствуют друг друга. Второй судья Аркадий Ефремов, первая категория, город Якутск. Судьи на линии Кожуров Василий, Герасимов Влад, секретарь матча Слепцова Саина, Мегина-Кангалас. Приглашается стартовый состав команды Амгинского улуса. Номер 1 Эйсен Христофоров, капитан команды. Номер 6 Денис Шестаков. Номер 7 Сергей Игнатьев. Номер 5 Анатолий Макаров. Номер 12 Егор Верхотуров. Номер 12 Владислав Кутай. Номер 4 Геннадий Михайлов, лидер команды. Главный тренер Романов Александр Иннокентьевич. Представляют основной состав сборной команды. Представили основной состав сборной команды Амгинского улуса. Сейчас на площадку вызывается основной состав Горного района, Горного улуса. Номер 4 Виктор Лукин. Номер 10 Олег Николаев. Номер 2 Эркен Наумов. Номер 8 Анатолий Егоров. Номер 11 Эдуард Чемезов. Номер 1 Афанасий Кузьмин, либера команды. Главный тренер Слепцов Владислав Семенович. Судьи, игроки готовы к встрече. Напомню, что команда Амгинского улуса является чемпионом спортивных игр Якутии, которые проходили в селе Намцах в 2014 году. В золотом матче они встречались вместе с командой города Якутска и выиграли эту встречу. До этого у нас встречались команды из Чурапчинского и Татинского улусов. Чурапчинская сборная тоже чемпион данных соревнований, но уже 2019 года.
Свисток на игру. На подаче 7-й номер Игнатьев Сергей. Команда АМГИ ошибается, к сожалению, при первой же подаче. 18-й номер хороший удар первым темпом демонстрирует игрок сборной АМГИ Захаров Радислав. Блоком выигрывает команда АМГИ очередное очко. И счет становится 2-1 в пользу сборной АМГИ. Хороший прием. Быстрая передача своему нападающему. Но, увы, нападающий ошибается. В аут улетает мяч. Айсен Христофоров на подаче. Основной доигровщик сборной команды Горного Улуса. Счет 2-3. Анатолий Егоров. От его удара извиняюсь, это был Сарглан Яковлев, 6-й номер, который нападал с 4-й зоны. К сожалению, ошибается при нападении 5-й номер Анатолий Макаров, команда АМГИ. В трос попадает мяч. 3-3. Не сумел достать мяч связующий команды Горного района. Попался в противоход. 19-й номер на подаче. Радислав Захаров. Отведенный прием. 8-й номер на подаче. Оставляют мяч 12 номер в игре. Доводка. К сожалению, ошибается при второй передаче связующий игрок. Это у нас Олег Николаев. Судья зафиксировал ошибку. Радислав Захаров продолжает подавать. Отведенный мяч. Не стали рисковать. Перебрасывает через блок в незащищенную зону Виктор Лукин. Не успевает подстроиться под данный мяч игрок команды АМГИ. И снова ошибка при нападении первым темпом. Ошибается Егор Верхотуров. Трос. Пять счет. От блока мяч попадает в руки игрока команды АМГИ и улетает в аут. 6-5 плюс 1. Снова не получается нападающий удар у Егора Верхотурова с 4-й зоны. Сборная команда Горного Улуса повела в счете со счетом 7-5. Пятый номер справляется с нападением. Это у нас Анатолий Макаров. Мяч от блока улетает в аут.
сам пошел подавать. Хороший силовой удар, силовая подача, мяч от блока улетает в аут. Счет 8-6. Это Виктор Лукин, тоже основной доигровщик команды Горного Улуса. Ошибается при подаче Саргалан Яковлев. Семь 8. Оставляют мяч в игре. Простой переброс. Не ждали этот мяч игроки амгинской команды. Третья зона. Нет. Перехитрил блок связующий команды Горного Улуса Олег Николаев. Девять 7 в пользу команды Горного Улуса. И снова 4-й номер, доигровщик команды Горного Улуса, набирает очередное очко, выигрывает. Что-то Сергей Игнатьев продемонстрировал неподготовленный удар. Без блока, без ничего, мяч посылает в аут. Первый тайм-аут при счете 7-11 берет команда Амгинского Улуса. Такое ощущение после данного отрезка времени неловким образом настроились игроки амгинской команды. Много ошибок, особенно при нападении. Хорошая доводка. Точнее, второй линии. На этот раз Анатолий Макаров находит незащищенный участок на поле команды Горного района и приносит очередное 8-е очко своей команде. 6-й номер на подаче. Это у нас Денис Шестаков, 2000 года рождения парень. 1,87 м. К сожалению, мяч пролетает над блоком после нападающего удара Сергея Игнатьева. Сергей Игнатьев тоже молодой парень, 2001 года рождения, рост 1,92 м, самый высокорослый в амгинской команде. Это у нас на подаче 4-й номер Виктор Лукин. Немного не успели после отскока от блока оставить мяч в игре волейболиста Горного Улуса. 9-12. Хороший мощный удар демонстрирует. И снова скидка в исполнении в исполнении связующего. И снова оставляет мяч амгинские волейболисты. После нападающего удара Анатолия Егорова дважды нападал Анатолий Егоров. Счет 13-9. Увы, мяч попал в потолок после перевода Егора Верхотурова. Очередная ошибка при подаче. Олег Николаев исполнял подачу. Связующий команды Горного Улуса. Хороший удар.
хорошим прыжком продемонстрировал Анатолий Макаров. На подаче Айсен Христофоров. Первый номер. И снова нападение через Анатолия Макарова, основного доигровщика. 12-13. В четвертой зоне приносит результат. 12-13. Застоялись в ходе приема игроки команды Горного Улуса. И при счете 13-13 первый перерыв берет команда Горного Улуса. Ангинский Улус отобрался на данное соревнование после окончания по результатам чемпионата республики. Они заняли у нас 6-е место. Команда Горного Улуса заняла 6-е место в первенстве республики и тоже отобралась на данное соревнование. В прошлом году тоже проводили первенство в 2021 году, где сборная команда Горного Улуса показала прекрасную добротную игру. Они встречались в финале со сборной СЛТУ, проиграли, но заняли, показав хорошую игру, заняли 2-е место. Это был для них очень высокий результат. Сейчас они отобрались на данное соревнование, защищают честь своего улуса на 8-х спортивных играх народов Якутии. От блока мяч улетает в аут. После мощнейшего удара Анатолия Егорова на подаче второй номер Эркен Наумов. Поспешил своими действиями Саргалан Яковлев. Судья зафиксировал свой чужой мяч. Да, мяч еще не пересек линию сетки. Произвел действие. И снова в исполнении Анатолия Макарова нападающий удар. Практически с места нападал. 15-14. И выиграл 16-е очко. 19-й номер на подаче. Это у нас Радислав Захаров. Ошибается Саргалан Яковлев. Не смогли укротить мяч, отскочивший от сетки. И снова Анатолий Макаров находит край блока Второй тайм-аут команды Горного Улуса. и выигрывает 18-е очко. Команда Горного Улуса берет второй тайм-аут при счете 14-18.
18-14 счет данной встречи между Амгинским и Горным Улусом. Подает команда Амги. Ошибается Саргалан Яковлев. Не получает у него нападающий удар. Хотел перевести с 4-й по 4-ю, но попал в трос. На подаче 19-й номер Радислав Захаров. Снова не справляется с приемом волейболисты с Горного Улуса. Проскользнул мяч между пальцами связующего Айсена Христофорова. — 15-19. Теперь мощь атакующих действий демонстрирует Анатолий Макаров со второй зоны. 20-15. Мяч от блока улетает в аут. Силовая подача в исполнении Анатолия Макарова улетает в аут. Анатолий Макаров 1994 года рождения, рост 1,90 м, один из высоких игроков команды Амги. Переводил мяч по линии Егор Верхотуров со второй зоны. Мяч где-то на расстоянии 50 сантиметров ушел в аут, улетел. В аут подает Саргалан Яковлев. 20-17. И первый сет потихоньку подходит к концовке. Ошибается при подаче Егор Верхотуров. — 18-21. Успел среагировать игрок команды Горного района на перебрасываемый мяч. Удар Егора Верхотурова находит пальцы блокирующих. Егор Верхотуров зарабатывает 22 очко. 22-18. Отведенный мяч. Хороший пас в четвертую зону. И Виктор Лукин добывает 19 очко. Виктор Лукин тоже очень такой физически сильный, быстрый доигровщик. Пробивает блок. К сожалению, ошибается при подаче. — 23-19. На подаче Сергей Игнатьев. 2001 года игрок. 1,92 м. 19-23. Допускает ошибку. 20-23. На переднюю линию вышел у нас Анатолий Макаров и начал методично расстреливать своими нападающими ударами. Зарабатывает очко Саргалан Яковлев. — 21-24. Подает Эркен Наумов. Хороший прием. И опять Анатолий Макаров
добивает мяч до пола Первый пас со счетом и 25-20. приносит своей команде 25-е очко. 25-е очко. Завершается первый сет со счетом 25-21 выиграет команда Амгинского улуса. Команда Амгинского улуса систематически выступает на чемпионате Республики Саха-Якутия, первая лига. В 2020 году они заняли 4-е место, в 2021 году 5-е место, в 2022 году 6-е место. И в декабре 2021 года проводился Кубок Федерации волейбола. И там амгинская команда заняла 4-е место. Амгинская команда, вообще Амгинский улус, это житница наших волейболистов, что среди женщин, что среди мужчин. Очень много амгинских игроков, спортсменов выступают в различных командах и города, и в городском чемпионате, и за другие улусы. Старший тренер сборной команды Амги Александр Романов и старший тренер сборной команды Горного улуса Владислав Слепцов. Спортсмены настраиваются на второй сет. Аркадий Ефремов, второй судья, проверил расстановку команд, дал разрешение вхождению либера на площадку. (0-0). Начинаем второй сет. Виктор Лукин на подаче. Ошибается, к сожалению, Виктор Лукин. И счет становится 1-0. В пользу команды сборной Амги. Асен Христофоров. Уважаемые любители волейбола, сейчас на канале НВК Саха прерываемся на короткие новости, а после новостей продолжим транслировать. Вещание продолжается на официальном YouTube-канале НВК Саха и на Мамонт. Счет 3-0 в пользу Амгинского
амбиции команды. Начинает работать пушка 7-го номера. Это у нас Сергей Игнатьев, амбинский доигровщик. Продолжает подавать Айсен Христофоров. Счет 4-0 на табло. Макаров Анатолий завершает комбинацию своим ударом со второй линии. 5-0. Мгновенно среагировал на этот мяч Радислав Захаров. Скинул. И при счете 0-6. Дороголорың эги сақасыра информационный бери күніскі тахардың көріғі студия Алексей Семенов үлелебен маңда күлгістік сүрін сонтан. Сөйләғылар өндіктерін ақсын сүбебесті түйінчені ақсаларын тағынан өсі 1 литрі үті хүтбәлі соқовайға тұттарықтыра. Сақасырын ұрыттарын ақсы спортивны ойнылары бұрғонғы сағаланына 4 сылғы бейді болу көріққа бұйыл 5 линчекі аккредитацияланна. Өлін өріс күнін көрсі 9 орыйыңы өріс күтілларын растатылар. Аспыт суқыға балтыра түйінче енна үйбалто үйірбағарын әбей бұлдылар. Саңа тақсыбыт бағардар нерінгірігі, мәңғаңалыс көліңі, алдыңғы, ленскігі, ұсмай орыйынырға тағыстан. Онтон бұл кәмге 6 орыйыңа 12 оту ұмылынардылар, үст бағары төгірейділер. Намлығы модуд нәхілегер саңыз қолы тұтылла тұрар, бұл модуд олықтақтырығар оны өрінәтшілергер күйтілі ақтыген. Үркі үйрақ қығытын қарбақ саңырғыр хекелдерін бұл саас көтірбіттері, оның оғылар 2 сменынан нәшәлі өсколынан, спорт залынан, балағаннан сылден үйрақ зылын түгіттері. Саңыз қолы сывайыта мұсыстар үйгі әргі осколын өртішпеті, тұтудың ұйғы қачықтымды бетнесті ақтарылты сүрділер. Сүз бөлместелі үйрақ қығыты бірек бұйтынан 2 деменнақ, İstin tastığın anıgılı köstüyle sportivna, onun aktivay sağlalarda, kengez körüdürdə, toluru teriliyle kabinetlarda, masteskayda, bibliotekalar boluğa. Nehelek dolguya güter tututa kirenci hürböy sılgı kirekta, gün bugün tutaysılar sayını bir günü kottarbakka külgümne olağa sılcalar. Бұл бұллана нулевой циклары оңғылар. Онтан бейді оқытылар, бейілі бітігер. Білейм бұллана бетонны өрелер, рам балканы баян оның түйәрі әджауд. Атақ күн жыл тұрда, онтан үлі бара тұрар. Бірігәді бітігер оны ұт, оны күннен кәлем баран үлелі жоныр бағылар әме. Үсті өткейі бар. Söyle ağıllar önlüklerin aksın sübebesi tençen aksılların tahından össü 1 litre üyütü hürbeli solkobayga tuttuqtara. Bu çağına kayıstı olardan üyütü soğutopkalağına sana öyöbülü Ildarhan eti kötoğun otuyittan oluqı kiriyağa. Ol bıhıttan soğutopkalır terlitağı litre üyüke olan solkobay verirler, bir otça summanın terlitte beyte uğan yıllarga subsidiyenizlik serer. Tuhana kayıskağa 1,5 milyon Respublika kanıttan tırılına, ondan bugünge Respublikağa hübbek ketince hette yüzden taqsı tonuna soğutup kılına. Ol heger Kapitan Nafka behölegen Vladimirov bağına kayıstı künge 500 litre üyütü Jokuskaydağı üyüt soğutuğa üyüt alır. Аты yüklü bilin koydun durur. Bastı kötörüyakka arayı tuğbalatçılar o bağız. Ondan bilin orumna koydun durur keme. Ona bir naqtanca hami elbağa 15 litranı labıt. Atak ederdir bitkara. Antot bu lemıya besiya bolamıt türdün 3 tonnanı tuttarın alarabıt. Atak bulamıt ağın 5. Suntaruluğar örsül bolan baran Respublikatağı tığ kayıstıtın kollegete bolan astamanda tığ kayıstıtın ministri Aleksandr Atlasov iltümen deputattara tustaq teriteler kelen iytiktarga ülesiler. Ulahan munyakı tığlahtara sarsırdı tügar çugastağı kayıstılar ülelerim listiler. Саман сайын сатылан турар өң бұяң тебер кемегер. Сунтарға қастасыл боламаран республикатағы тығы қайыстытын коллегияда тәреліне. Улахан мұнyak қыттылақтары сарсырды төр чугастағы қайыстылар үлелерін білістілер.
Бастан сунтарга береден сирге сүз 10 ынақтақ керестәқ тұқыпықа үлетін көрділер. Сунтар дөрін көрінігінен мұнды батыр бұл герой. Африканды сөрін көрі қайын тема аманда ұлығын салапты мен көмжері көп біттірі. Татыйына аты ерген тәріктеті ил тосқылден қағыстаны 2 сыл анна түветерінен үлігердәқ өлені ұйықта. Республикаға бұл білім дело вопростарыгар, сөйі семеләген вопростарыгар, саңа технология келдірейін вопростарыгар, оның мұнyaқты тұтын бұл тәрейі дебіт. Татыйына компания ил тосқыл тұқыпықата. Бұлырын, бұ опсай жені илімнеттен көхірін ағалан сабытарден сайлығы хүргітті. Хайлыққа 200 чөкі төбе тақсан күйаққа төлі өйер, 10 өліхет бар. Бұ тәріттіға сәргей көрбітім ұнақтар чәбдік болаларғар, астарғар улақан болқымды, урулары бит. Бастан овес, онтан зеленый смесь, онтан мука, онтан широт, онтан битумна. Сунтардар бұ келлегия тұрорсар бұд әлбәқ. Бастатан тұран, конечно, үйт перервокат нешті шөйді хайынларар күрдік, ғыллақ ұрықтақ биһиги турустар хаджабыт, так onun тахынан өттүгер шөйдүк турусук бутун багар хаджабыт. Эбиттен кие муньякка ол сэлбәки кыттыныла. Хүрүннән ты хасылын жаргырачылар кооператив үлетигер көмөнү, үйтү нехленеттен тутууга онтон татын элбәк вопростары турусалар. Онтон саханаган сайдыдыгар камсааннар тустарынан Александр Антемьев букурдук этиннерер. Ровно 9 американский академик бар, куда ты хасылын Россия министерства юридического департамента это. Кенекелен багита хапаригер юридический берин хетте борода, Россияден bu medenler burada asosiyasyonun nibet onda bir sapatüyetemi bir vasıfına gidiyor. Iraqtan kelbet olcuttар салгы келбелнә крестәк сиргер үле җойында тутугар ыйыктыктыра. Мария Кабдианова Тусбулана, Сахатливите, Сунтар. Билим Жогус академиядагар анды дутаган научный осколага догордуу кехетин өттүлөр. Теречилер этеллеринен осколага оголор хаңардас наукары кайыскатынан болбакка бейга догордуу сыгын олуктугга сынялан кехелери терии олустабгастак. Манна ара хастас дойдутан келбит кыттаачылар бейлерин ороттарын культуратын кытта билихинердилер, онтаханан массовой ойнулар, үнкүйлер, көржө сүгендердах болон олус сергехтик аста. Мехнавар бу үйернер силбитигер хаментирхеден атын арас силбеттен калбит оглоргытта бисерден холбор бүгүн бир турактын бисемен кепсеттим онна кине меха сунир бар демен кине сунир берди. Мен бу палеонтология секстер үйернежон олны бихи он бурас урукку былыргы кыллар оңоктарын көрөбүт, онны вертебит чинчен көрөбүт. Сағасырын народтарын ақсы спортивна ойнылары бұрғанға сағаланна, 4 жылғы бейді болы көрекқа бұйыл 5 түйінші ке аккредитацияланна. Кейінлер орталырғар спортсменнар, тренердар, судьялар, тәриятчы бөлі культура лөхеттері, сұрныңыздар, онна волонтердар балар. Опсай хүлбә сүймердер қаманда тейді, өсі сүлбә бүгін кәлектақ. Ойны болу бір күніне правительство председателін сол бәтші Сергей Местников салайсылақ тәрер мұнияғытылына манна спортивный объекттер төһәбелемнәрен төһәр ахилтиддер. Онна медицинская өңгөне толор хачил битерен соғын жүлестер. Бүгүнгөттен ойны төһөлгөтүттен асага көддөрөр ихнер компания үз каналынан бөһәфиддери тахаран саклады. Транспортная камыгыя, бу жон дровютын карыстыр камыгыя, культура камыгыята, жонну төһөрөр ахатар камыгыя бәйлен үлелерин күннөтө гитектера. Онна бүтүтөктәк ойну Кümüktenen yürülək bıhığı mayığa sapıpıt, onunla yolcettar barı tarqaspıstırın kende bidde teriyer komitet ülete mükten yara. Ondan bu yılgı Sakaserin Norotların Aksı Sportivna oynatın Simbala, Usaldan'a an basta anıtıldı bıt oyunu beletin sörgüten anıgılığın oran cehögöy oğuta bolla. 96 sıldağa bigergen mit Simbal aptırın kıtta kollegam Yurgani Gorova tübehe beren kepsiden asta. Usaldan uluğa, tığ xarayspatın uluğunan bildiler. Manna jahalta ehitinler bitinen uluğuzga 15 sığınçattan taqsa sıspay sellaq var evet. O kutukatın bu uluğuz yerbesiger emi
Түйерен туяқтағы үрің атойылына сылжар онтон, оңю символынан делаға дағаны сылғыны талықтырадым. Ол сылғылары бігегеттен бұл бұрған ұлысталарғар әме көрек бүтін сөп, ондан бұл ақсыз спортивный оңюны ұруйду айқалды мен ұлуыз кербетін бәйім тігірақпар ойлаттым. Улуз дербетин автора Прокопий Колодезников жетин тахагар нехилек тупсагай көстүләк боларгар уханар устуруттур кемигер түбестибит. У салдан белетин тыгынча 996 сыллакка сага серенороттарын бастыка онютун кенне тутоңор бута. Онтон оню символыгар күрәк билдер биттергер бейхен үлеттен хамыгыя Прокопий Михайлович урухуйун кыйлагынан билдер бите. Онон сүрбе 6 сыл анарат түгер курдук, жөһөгө йогота спортсмендери кыйга кынаттыр ситихиге сетер. Олин әдәттән Кунчук булар әлбәх тоқтар бардылыта. Кунчук теңе әлбәхе оқтарыта. Олин ол тоқыллабыта кунчук символыгар. Онаты конкурска кайынтан тамамлан турар. Онатын ол кунчукка тоғын оқтарла тоқтар бардылар бәриялар. Ол металлна ханжар, ол онны көддөрөр. Онда улус булаған шөрін өңінен кені таңахан өңі болар. Оны бұйылғы оңылары факелер бар. Ол ақсы оңылары кейлен тұрар. Прокопий Колодезников эскейінен коллектив көқтөқты қылсан Нұрбуяна Семенова идеятын жөйгөй оңыру олыққа келдерді. Өркін оғы айыр жоғырын кейінін үләхеттерен бұ оңуға анан сұбығырдық сымнағас оңыру бөлімден тахардылар. Кулунчук 30-4 см үрдікте қуықтая 32 оңығық бөлімденді. Бәйті самостоятельно тұрар. Туга бата мягкий материалтан оңғылынна, кені флисовый материалтан. Қарағайын, конечно, готовый кукольный. Искусственный мехтах. Материалы улана, костюмы материалы искусственный, бритох трикотаж унанный материалтан. Уна сублимациянан, дебу именно символ бит знактарын, им батын түйердебит. Күкірақтығыбит сұруға, қасыллаға, атаған таңға бұланы натуральный кожа, барта бүчет байды құғылылар. Бұ күрдік ақсыз спортивный оңю белеті жөһөгөй оғыта кулунчу көсті 996 сылтан олықтақты керен ұсалдан солбылдыват белетінен болды. Юргена Егорова, Артем Алексеев, ұсалдан бұрған. Отын 2 күнігер өлөні өріс күнін үгіз бұлытынан белеті бит. Бұйылғы тәрәхіне бүтін Россияда Вада Россия акцияға сығыран ұйттылар. Онын өлөні өріс кітілгер тұрар 9 орыйыңы кітілі ұрастағансы болуыніға болан аста. Кейін көріккемен нәхілене тағыстан, олар істерге экология министерствінің представителері общественность активіз жон кіттінілілер. Өріс кітілін ұрастыр үләм баран экологияға сығынна сырдаты тәрәхінереме ұйттылар. Қаш күн айы бұл Тоғыз ұлысқа оннаттан республика дедінен Лена кітетер олар олықта жонларға экологический мероприятиялы ұтылалар. О күрдік бұл 5 үйін отут чығылатыттан отойын 3 чығылатыдылы экологический марафон ұтылар. Река Лена гордость Якутии ден. Бұл марафон болана Саха республиката автономныйны ұлбытын 100 сылығар бәлетінер. Куяс күннер сатыланнар үгіз жон сөрін сергерден уны бұлдар. Мандыға кейін көрат 200 ачығы орыяныгар тұрар соғытақ сөтелер кітілі бұны делаға официалнар яқтара. Етер әрі жон қайы үйен сөтел әбдір атта. Олхин пляшқа аспытын дереттен сағалан қарабылары тұрдылар. Сөттөй сезонын бол жақынына арындылар. Антон, күн әйі мұсыр ұрастығыт, қомайығыт. Бұл тоқтыры бойлықтыры хаңартауыт нар у латыр у күтчер күнай. Антон, пока пляж арылалик, но имбир кихелбір. Күнай, блин, ити болды да сразу кихелбір бұл. Бұл жасқа сонымы теденлік кие күні түміктер бері бітен хағысаңар жасқа көрігіден ұмдыман көршіға дері. Ачыкын алжанна, ыксал болла. Жакуске коракка үрдік тахамнақтық сатабыллақтық гласкомастыскайгар оңрабуд. Ачыкы ханнык бағарар устық алжанытын әйгі көрін турдақытна оңран берепет. Бейгі аржинкезді ұлысатын уанхаттетігер бастық дәске үлелейбет. Гласко оптика оны ачыкы рүмөнін бастық мастерская.
Счет 1-1. Один. Третья партия. Горный Улус вырвался вперед. Остались без нападения амдинские волейболисты. Либер оставляет мяч, подключают Анатолия Макарова. К сожалению, он ошибается, для того, чтобы не был готов. Очень далеко оттолкнулся. 3-1. Аут показывает второй судья. После действий Саргалана Яковлева. И у нас на подаче 7-й номер Сергей Игнатьев. Хорошая подача. Практически над сеткой перелетел мяч. Подключает Макарова Анатолия. Он практически не ошибается. 3-3 счет. Ошибку допускает 7-й номер Сергей Игнатьев при подаче. И 4-ю очко зарабатывает команда Горного Улуса. Лидер команды Горного Улуса Саргалан Яковлев на подаче.
Аут. Улетает мяч после удара Анатолия Макарова. Зачехлили Виктора Лукина. Да, там высокие ребята. Это Даниил Шестаков и Радислав Захаров. Вторая ошибка при подаче в исполнении волейболистов амгинской команды. 6-4 в пользу команды Горного Улуса. Сергей Амосов на подаче. Хотел взмахнуть от блока в аут, но мяч улетел наоборот в поле после исполнения Данила Шестакова. Сергей Амосов в предыдущих сетах
В салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж. Көрің доғырды. Товарым барыстан ері жоға. Барата кені бағардытын. Санабытын күрдік. Абыс саңа жия. Үйелігітін тәңілдесте. Рик Яфен. Састе от покупки своей квартиры. Прокат мужских костюмов в Якутске. Подберем костюм на любое ваше мероприятие. Мы сэкономим вам ваши деньги и ваше время. Обращайтесь. Прокат костюмов Якутск. Ждем вас. Букеты бывают разные, и поводов купить цветы тоже достаточно. Студия флористики Елены Бочковской, Пушкина, 21, 727-007. Ты сказал, прям организуешь. Вот, мы будем охотиться. Центр традиционной китайской медицины Пекина «Хуата». Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26 00 91. Твори, создавай, воплощай свои идеи с магазином «Блеск». Широкий выбор для рукоделия и шитья. Магазин «Блеск», Лермонтова, 63. С 1 по 31 июля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина, 12, 2-й этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Благовещенск еще никогда не был так близок. 24 августа запускается новый поезд Нижний Пестях-Благовещенск. Прямое сообщение с Преамурьем через день. Продажа билетов уже открыта. Обращайся. Это бесплатное приложение для передачи обращений в администрацию наследия вашего улуса. Следите за последними новостями вашего района, чтобы всегда находиться в курсе всех событий. Можно найти юридическую и бухгалтерскую помощь от квалифицированных специалистов. Обращайся. Доступно по QR-коду. Привет, меня зовут Надя. Это мое скромное заведение на 40 квадратных метров. 3 года мы работали на чистом энтузиазме и стали довольно популярными. Сейчас Китай-город располагается в помещении на 160 квадратных метров. Это уже не как хобби. Кухня, бар, официанты, технолог. За всей работой нужно следить и еще считать прибыль. А с прибылью нам помогает АЭП Бизнес. Бесплатная аренда за терминал, зачисление средств день в день, выгодные комиссии без привязки к обороту. Я доверяю АЭП Бизнес. Ürdük karşıla, kılgıs bir emeğiger, Türk'en tarakan tutula, min cebinge geter, mogu nebi. Mogu nebi, bilsen nemekir, heptonis, autonomta, seksualitette. Приобретайте морозостойкие термодвери 7 дверей СТА в наличии и под заказ. Разработанные по своим технологиям с учетом климатических особенностей Крайнего Севера, опытом работы в городе Якутск 20 лет и гарантией 2 года. ЖК «Атмосфера» объявляет старт продаж квартир комфорт и бизнес-класса. Впервые в городе Якутске уникальный жилой комплекс. Это удобные планировки, улучшенный дизайн вестибюлей, двор без машин, современное благоустройство территорий, удобная транспортная развязка с доступом в любую точку города, беспрецедентное количество парковочных мест. Для наших покупателей самые низкие ставки от всех крупных банков. Клиника «Варикоза нет». Первичный прием хирурга-флеболога с УЗИ обеих ног 1000 рублей. Звоните 319 019. Мен атым Алексей Уваровский. Бүгін 10 күн турагар быйыл үсүн кыттылы. Әрчим әбінәрбәр, күз лоққымнар бар. Мяха чаптик салқын, раз у, көк олгөн, көк берер. Әстебет әрчимнәр, сандыбат саналақ. Чекен күз турптақ, кыйылақ құтулақ болар бар. Мяха элит аква, раз у, кеме болар.
В новом жилом комплексе «Мир» в самом центре города Якутска у вас появилась возможность приобрести квартиру от застройщика ООО «Специализированный застройщик Жилищно-строительная компания». Телефон 40 30 97. Проектная декларация на сайте jskyakutsk.ru. Магазин «Унты здесь» приглашает жителей и гостей столицы в наш магазин, расположенный по адресу улицы Родзинского, 24Б. У нас большое поступление новых моделей по ценам 2021 года. Телефон 43 20 12. Ачыкын алжанна, ыксал болла. Жокуске коракка үрдүк тахамнаахтык сатабуллаахтык глазко мастыскайгар оңрабут. Ачыкы ханнык бағарар устук алжанытын эһиги корон турда катна оңран берекпет. Беһиги аржинкезу улусатын уорхететигер бастык дәскә үлелибет. Глазко оптика она ачыкы рмөнүн бастык мастерская.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Для абитуриентов в эти дни горячая пора. В главном вузе республики, как и везде, стартовала приемная кампания на новый учебный год. Какие изменения ждут поступающих, какие новые специальности появились в университете, узнаем у нашего гостя студии. Это ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Как началась работа приемной кампании в этом году? Ну, мы очень рады, что в этом году мы воочию можем видеть некоторых наших студентов, абитуриентов, да, которые хотят стать нашими студентами воочию, да, потому что в течение 2 последних лет мы их не видели, они отправляли через онлайн-режим, да, через суперсервис поступает в ВУЗ. Ну, сейчас уже многие, видимо, соскучились, да, и первые дни приемной кампании уже абитуриенты сами уже принесли свои документы, да, и вот таким образом 20 июня у нас началась приемная кампания. Но особых изменений в этом году нет, да, то же самое, что и в прошлом году, да, но в прошлом году у нас в связи с пандемией мы просто-напросто, ну, не запретили, а просто у нас приема в очном режиме документов не было, да, а все остальное сохранилось так же, как и в прошлом году. Ну, в этом году изменения такие, что ну, чуть-чуть увеличились почти на более чем на 300 бюджетных мест у нас бюджетные места по всем направлениям, да, в основном по магистерским программам. А так уже ну, в таком же привычном ритме у нас уже более 1600 заявлений поступило, да, ну и в нормальном ритме мы как стандартно работаем. Какие направления самые популярные среди абитуриентов? Ну, всегда были популярны это у нас инженерные направления, да, направление вот медицина у нас всегда пользуется большой популярностью, да, и, конечно, мы не забываем о гуманитарных направлениях, да, и, конечно, очень рады то, что у нас усилились в этом направлении работы не только по образовательной части, но и научно-исследовательской части. Да, и в этом плане они становятся более вот такими популярными. И то, что сейчас новая программа по гостиничному делу и так далее мы открываем, но это показывает то, что гуманитарное направление тоже имеет очень большой интерес для абитуриентов. Скажите, а какие новые образовательные программы в этот раз появились у нас в ВУЗе? Ну, я уже сказал по гостиничному делу, да, у нас еще продвижение по инженерным направлениям, это обычно у нас автодорожный факультет, инженерно-технический факультет, да, у нас направление по IT тоже сейчас достаточно неплохо развивается, да, и каждый год у нас где-то от 10 до 15 новых программ мы открываем, да, если кому-то интересно, да, то у нас все более подробно на сайте находится, да, можно просто открыть, да. Кроме этого, у нас появились новые совместные образовательные программы с ближайшими странами, да, это с Кыргызской народной с Республикой Кыргызстан, с Китайской Народной Республикой и так далее. Ну, достаточно интересные программы, да, мы стараемся, чтобы наши программы были наиболее востребованы для абитуриентов, да, ну, для студентов, да, чтобы они были подготовились и стали очень хорошими конкурентоспособными кадрами для республики и для всей страны. Анатолий Николаевич, ну вот приемная кампания, и сразу вспоминается, что действительно люди, которые окончили школу, поступают на направление бакалавриата или специалитета. Также есть направление магистратуры. Но почему-то все забывают о аспирантуре или говорят они не так часто. Может быть, вы расскажете нам о ней? Ну, аспирантура – это особое направление, да, тут, конечно, для того, чтобы поступить в аспирантуру, нужно или закончить специалитет, да, или магистратуру, потому что для того, чтобы поступить в магистратуру, нужно иметь определенный багаж, да, во время обучения и иметь достаточно хорошую базу для того, чтобы уже самостоятельно начать свою научную деятельность, да, сейчас мы много разговариваем о том, чтобы усилить работу в аспирантуре, да, это чтобы обучение в аспирантуре не закончилось просто там дипломом об окончании аспирантуры, да, а закончилось конкретно уже защитой кандидатской диссертации, да, и, конечно, мы работаем в этом направлении, да, и не только мы, да, но и все ведущие вузы, и даже сейчас
Академические институты уже на самом высоком уровне говорят о том, чтобы усилить вообще аспирантские направления. Но, к сожалению, у нас кардинального изменения бюджета мест по аспирантуре пока нет. Ну, естественно, невозможно сотнями готовить будущих кандидатов. Но да, это, конечно, не так требуется, да, потому что все-таки кандидат наук — это человек, который в будущем посвятит себя какой-то научной тематике, да, который в будущем будет учить те или иные актуальные научные проблемы и в последующем открывать новые направления, делая свою будущую докторскую работу. Все-таки это определенная, ну, извиняюсь за это слово, каста людей, которые будущую свою жизнь посвятить определенной области научных исследований. Ну, в этом плане, конечно, широкая подготовка кадров, которые только будут заниматься наукой, все-таки кто-то должен заниматься и производством в других организациях, да, и сотнями кандидатов наук, конечно, не нужно для социально-экономического развития. Но, конечно, по прорывных направлениях, да, нам необходимо, чтобы кадры были очень достаточно высокой подготовки. И в этом плане, тем более сейчас много говорят об импортозамещении, о разработке отечественной продукции и так далее. И в этом плане, конечно, мы должны усиливать работу и в аспирантов. Не количество, а качество. Для нас это наиболее важно. Но прежде чем кем-то стать, необходимо получить образование. Когда и как пройдет основной этап зачисления в этом году? Ну, очень надеемся, что сейчас пандемия сойдет на нет, да, и вы все знаете, что и позапрошлом году, и в прошлом году у нас были сдвиги по срокам зачисления, тогда как мы вначале уже думали, что 20 июня начинали, а потом уже зачисление, первый этап зачисления, это те абитуриенты, которые поступают без вступительных испытаний и с особым условием, это где-то конец июля, где-то 28-9 у нас будет зачисление, да. А в начале августа, где-то до 3 августа мы сделаем списки, поступающих по общим спискам, по общему конкурсу, да, и где-то числа 8-9 мы уже выйдет приказ, будет заседание комиссии, да, и выйдет приказ о зачислении по всем основным программам. Ну и в течение августа у нас будут выходить приказы о зачислении на коммерческой основе. Ну, в отличие от позапрошлого года, в прошлом году было то, что до 2020 года у нас было 2 зачисления, первый поток зачисления, второй поток зачисления, в прошлом году стал вот 1 поток зачисления, в этом году вот также та же ситуация сохраняется, у нас будет 1 поток зачисления, не будет второго потока, да, но если останутся бюджетные места, да, как и в прошлом году, мы сделаем дополнительные зачисления, дополнительные конкурсы, да, и на этой основе мы, конечно, закроем, как и в прошлом году, все наши бюджетные места. Но бюджетных мест достаточно много стало, да, у нас уже почти где-то 4500 только бюджетных мест, да, и надеюсь, по наиболее интересным программам нам последним где-то в середине июня еще добавили, да, на магические направления, это в основном направление на IT, на физику добавили, да, и добавили на медицинское направление. Ну, надеюсь, вот этих программ будет достаточно, да, чтобы заинтересовать наших будущих студентов, да, чтобы они поступили к нам в Северо-Восточный федеральный университет. Давайте тогда поговорим действительно о бюджетных местах, потому что в этом году университет выделил и бюджетные места для детей военных. Расскажите об этом, пожалуйста. Мы, конечно же, поддерживаем нашего президента, поддерживаем все сообщество ректоров, да, которое как один поддержало нашего лидера ректорского сообщества. Виталий Антонович Задунчий был совет ректоров, да, где я тоже принял участие, да, и был призыв о том, чтобы мы выделили места помощи именно людей, которые участвуют в специальной военной операции. До вот этого момента, да, мы общались с Министерством обороны, да, и сами тоже выделили 50 мест, да, на определенные направления, да, но после этого поступил приказ от нашего курирующего министерства, Миноборнауки Российской Федерации, да, и в том, чтобы 10% мест по специалитету и бакалавриату выделить на детей, людей, которые участвуют в специальной операции. Мы выделили где-то 320 мест
в целом, да, по вот этим направлениям, да, и я надеюсь, что это будет определенная помощь в поддержку людей, которые выполняют свой долг перед Родиной. Скажите, а как события последних нескольких месяцев повлияли на прием документов у иностранных студентов? Стало ли их меньше? У иностранных студентов, наоборот, я бы не сказал, что их стало меньше. Да, мы в этом году уже несколько сотен иностранных студентов из других государств хотят поступить в наш университет. Это нас очень радует. Конечно, очень большой запрос из Китайской Народной Республики, из стран СНГ. Египет очень интересует, особенно на медицинское направление. И очень надеемся, что сейчас уже у нас почти 800 иностранных студентов обучается, да, их в ближайший год-два будет где-то около 1000, может быть даже больше. Конечно, мы этому радуемся, да, то, что университет становится привлекательным не только для студентов из нашей республики, может быть даже из сопредельных субъектов Российской Федерации, но и в большей степени для студентов из других государств. Но это показывает то, что университет развивает правильное направление, то, что мы узнаваемы не только в нашей стране, да, но и далеко за пределами нашей страны. Это и африканские страны, страны Южной Америки, азиатские страны. Ну и, конечно, в этом плане очень рад, что наше направление подготовки, качество подготовки студентов идет достаточно хорошо, да, и в рейтингах и так далее. Мы действительно неплохо продвинулись, да, и это все показывает то, что мы конкурентоспособны на образовательном рынке, да, и занимаем неплохие места и в рейтинге внутри Российской Федерации. И в завершении нашей с вами беседы скажите, в чем преимущество Северо-Восточного федерального университета перед другими вузами и почему стоит поступать именно в главный вуз нашей республики? Ну, вуз действительно полномерно развивается, да, мы стараемся быть интересными для наших студентов, мы все это делаем для наших студентов. Все-таки мы один из лучших социально ориентированных университетов, да. Молодежное движение полностью поддерживает, да. Мы наши программы делаем более гибкими, да, чтобы совместно с нашими работодателями, да, разрабатывать все новые интересные программы, да, и все новые актуальные программы. Проводим много мероприятий, прорабатываем совместные программы, сетевые программы, программы через онлайн, гибридные формы общения, да, ну и, конечно же, вторая часть дня, ну, как бы называем, внеучебная работа, как в школе говорят, да, это третья миссия университета, она тоже неплохо поставлена, да, и с молодежью мы работаем достаточно хорошо, и вот эта интересная жизнь, интересная работа нашего университета, видимо, становится наиболее привлекательной. Приходишь не только обучаться и сидеть в аудиториях, да, но и провести 4-5, а то и 6 лет своей активной жизни, впитывая не только знания именно тех направлений, в которые они поступили, а знакомиться, стать активными, да, узнаваемыми, да, и даже, может быть, даже тут открыть свое дело и даже продвигаться во взрослые уже самостоятельную жизнь. В этом плане мы активны, поэтому, наверное, мы конкурентоспособны, и добро пожаловать в Северо-Восточный федеральный университет. Будем надеяться, что это действительно так. Благодарю вас, Анатолий Николаевич, за содержательную беседу и спасибо, что стали гостем нашего интервью. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня мы говорили о приемной кампании Северо-Восточного федерального университета. Помните, что учиться никогда не поздно. До встречи. We'll be right back.
Количество бюджетных мест в учебные заведения Дальнего Востока увеличивается, открывая бесплатный доступ к высшему образованию для большого количества абитуриентов. Вчерашние школьники сегодня определяются со своей будущей профессией. И тут самое главное – сделать правильный выбор. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса входит в 100 лучших вузов России и является одним из лидеров среди дальневосточных вузов. Здесь готовят специалистов практически всех отраслей, где сопрягаются экономика и сервис, от гостиничного бизнеса до крупных финансовых институтов. В ГУЭС это не только качественно современное высшее образование, но и гарантия максимального эффекта обучения. 70% выпускников находят работу сразу после окончания университета. Здесь более 400 бюджетных мест, что считается достаточно много. Также имеются и целевые места, ведь это очень хорошая возможность для ребят заранее знать, на каких предприятиях они будут работать, развиваться и делать свою профессиональную карьеру. В этом году у нас больше бюджетных мест. Мы активно развиваем школу педагогики, поэтому по педагогике мы получили достаточное количество бюджетных мест. Сегодня это направление считается в государстве приоритетным, поэтому нам, как и другим вузам, на это направление увеличили количество бюджетных мест. Конечно, информационные технологии, по которым у нас тоже достаточное количество бюджетных мест, и мы приглашаем ребят поступать именно на эти направления, потому что это, пожалуй, самая сильная кафедра Дальнего Востока, на которой можно не просто получить знания, но и заняться очень глубоко наукой. Всех приезжих мы обеспечиваем общежитием. Оно у нас достаточно комфортное, ребята его любят, оно очень удобное. Попасть в общежитие можно через эскалатор, не выходя на улицу зимой, что для многих ребят очень актуально. Поэтому, конечно, все, кто приезжает к нам из других территорий, они все обеспечиваются общежитием. У нас есть не только программы высшего образования, но и среднего профессионального образования. У нас прекрасные есть колледжи. В этом году мы открыли новый колледж, хаб-колледж, аналогов которому нет на Дальнем Востоке и не скоро будет. Обучение в Дальневосточном федеральном университете – это начало большого пути к перспективному трудоустройству и успешной карьере. Все 9 научно-образовательных школ Дальневосточного федерального университета предлагают различные направления подготовки по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, в том числе и на английском языке. Он является самым молодым и крупным вузом Дальнего Востока, ведущий центр международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кампус по праву считается лучшим не только в России, но и одним из лучших в мире. Он расположен на берегу Тихого океана в экологически чистом районе острова Русский. Это настоящий студенческий смарт-кампус, удобный, светлый, гостеприимный и безопасный, в котором вместе учатся и дружат студенты из России и других стран. В этом году университет объявил набор на уникальное количество бюджетных мест за всю историю ДВФУ. Набор будет производиться на 3077 бюджетных мест бакалавриата и специалитета, а также традиционно выделяется как минимум 25% целевых мест. В прошлом году студентами нашего университета из республики стали 272 выпускника ваших школ, чему мы несказанно рады. Мы очень рады, что интерес со стороны детей республики к нам растет, они сюда приезжают. В свою очередь университет им готов предоставить практически неограниченные возможности в части инфраструктуры, в плане, естественно, подготовки качественной как будущего специалиста, но и о бытовых условиях мы не забываем. С 2011 года у нас реализуется так называемый конкурс высокобальников. Это абитуриенты, которые набирают большое количество баллов при поступлении, становятся нашими студентами. Вне зависимости от того, бюджетники они или поступили на договорную основу, им компенсируется приезд во Владивосток. То есть деньги за билет университет им возвращает. Все студенты размещаются в комфортных общежитиях, мы их называем гостиничные корпуса кампуса ДВФУ на острове Русский. Все студенты имеют полный доступ к замечательной библиотеке, к чудесным объектам спортивной инфраструктуры, стадионы, 3 бассейна, различные секции, игровые виды спорта. Очень насыщенная молодежная жизнь, огромное количество молодежных объединений,
самоуправления. Доступен для посещения, для участия творческий центр, начиная от знаменитого нашего академического хора, ансамбля эстрадного, народных танцев. То есть любой молодой человек, вне зависимости от того, какие интересы он желает в себе развивать, в нашем учебном заведении имеет для этого самые широчайшие возможности. Морской государственный университет имени адмирала Невельского – старейшее и крупнейшее учебное заведение водного транспорта на Дальнем Востоке России. Здесь готовят морских специалистов для судоходных компаний, судостроительных и судоремонтных заводов, предприятий водного транспорта, портов и транспортных терминалов. Университет ведет подготовку по программам среднего общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования. Будущие офицеры гражданского флота в стенах мореходки изучают множество профессий, причем не только связанных с морем, судовождением и эксплуатацией оборудования, но также и специальности в таких областях, как безопасность, управление, юриспруденция и машиностроение. Все вместе это уникальные современные технологичные знания, которые позволят получить хорошую, высокооплачиваемую работу во флоте, так и на берегу. Также в университете в прошлом году открылся тренажерный комплекс, где проходит обучение по управлению судами, отрабатывают навыки по выживанию в холодной воде, работают с электронными картографическими навигационными системами и многое другое. В данный момент мы находимся в тренажерном комплексе по выживанию на море. И сейчас курсанты будут отрабатывать элементы по оставлению аварийного судна. Уникальность комплекса в том, что все происходит максимально приближенно к реальности. Давайте посмотрим. В этом году, впрочем, как и всегда, мы ждем абитуриентов из Якутии. У нас учились, обучаются и, надеюсь, еще будет много, кто будет учиться с Республики Саха-Якутия. Мы знаем множество примеров, когда ребята становятся успешными профессионалами, завершив обучение в нашем университете. Многие из них учатся. И, конечно, в этом году, впрочем, как и всегда, мы с удовольствием ждем ребят из Якутии к себе в университет на любые специальности и направления. Для поступления в наш университет предлагаем очень широкий спектр мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, более 800 мест бюджета, которые выделило государство для поступления на многие специальности и направления инженерных и IT-специальностей. Кроме того, в нашем университете в этом году порядка 30 мест для целевого приема. Прежде всего, это плавательные специальности. Конечно же, топовое на сегодняшний день направление, связанное с судостроением и судоремонтом. Мы, безусловно, предоставляем общежитие. Если ребята поступают на плавательные специальности, на бюджетные места, мы обеспечиваем их не только проживанием, но и полным внесезонным обмундированием и питанием за счет государственных средств. По сути, ребята, поступившие на плавательные специальности, находятся на полном государственном довольствии. Я здесь обучаюсь уже 3-й год. На самом деле мне нравится здесь учиться. Первое время было очень сложно, потому что тяжело проходила сама адаптация и очень сильно скучала по родной Якутии. Потому что у нас здесь, во-первых, разный климат, во-вторых, жила я в общежитии, а не у себя в родном доме или где-нибудь с родителями рядом. Поэтому было довольно-таки тяжеловато. Но сейчас я более-менее привыкла, и на самом деле обучение нравится. Сначала было тяжело, но сейчас я пытаюсь брать максимум от студенческой жизни. Я участвую во всех студенческих активностях, состою в якутской организации «Кескиль», которая помогает студентам из Якутии в адаптации в среде Владивостоке, в новом городе для них. Также я состою в студенческом совете своей школы экономики и менеджмента, то есть стараюсь брать максимум и обучаться на хорошие оценки, и пока все получается, думаю, хорошо. Желание поступать в мед появилось уже в школьные годы, получается, если быть точнее, в 10 классе. Выбрал Владивосток, потому что мне об этом городе много рассказывала сестра, она тоже училась здесь, в Владивостоке. Поэтому решил
посмотреть, какие здесь есть вузы. Нашел Тихоокеанский государственный университет и решил поступать сюда. Тихоокеанский государственный медицинский университет – это ведущий инновационный и образовательный центр Дальневосточного региона. Университет выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 5 отраслям наук. Выпускники университета работают практически во всех регионах России. Многие из них являются организаторами здравоохранения общероссийского и регионального масштаба. Осуществляют научные исследования в крупнейших отечественных и зарубежных научных учреждениях. У нас представлены все уровни подготовки, начиная от среднепрофессионального образования, где мы набираем и обучаем по 3 специальностям. Это сестринское дело, фармация и стоматология профилактическая. Программы специалитета у нас представлены 7 специальностями. Это такие, как медицинская биохимия, лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело. Кстати, очень популярное у вашей республики. Ребята сюда к нам приезжают именно на эту специальность. Далее это у нас фармация, клиническая психология. Если взять по всем программам, то в этом году мы возьмем более 700 обучающихся, примем на бюджетные места. Целевых мест представлены на каждом уровне подготовки. Больше всего, опять же, на специалитете. Здесь у нас будет более 350 мест выделено для подготовки по целевому обучению. Высшее образование Дальнего Востока сейчас трансформируется, появляются новые уникальные образовательные программы, улучшается инфраструктура университета, ведутся перспективные научные исследования и разработки. В каждом университете большое количество бюджетных мест, что считается большим показателем. Всех приезжих обеспечивают достаточно комфортным и удобным общежитием, что тоже немаловажный фактор принятия решения. Так что с уверенностью можно сказать, что абитуриентов из Якутии ждут в вузах Владивостока. Желаем абитуриентам выбрать учебное заведение, которое сделает из них профессионалов и обеспечит интересной и полезной работой. Студенчество – это увлекательная и яркая пора в жизни каждого человека. Помимо знаний нас ждут новые знакомства, победы и открытия, преодоление преград на пути и, наконец, получение заветного диплома. Желаем всем успешно пройти отбор и начать этот увлекательный путь. Маны уйгутунах ыгах күннен ырақтан чугастан келбет ыңырылақ ытык маны ылжыттары эғарделян тураммын бир дойдулағым намылуғын таланнақ чағылыққай олон қоғыта баракопайабыз Едрахинскай бәжәлі жырывна жырлықта кыз бұқатыр олон қотуттан бұхатардан әхияқа ихтиннерербін көңіллән. Былыры гыжыллары быралыйбыт быгыланнах мындаларгар урук коконуктар уларыйбыт оксугулах уаргаларгар эргете гыжыллар илбистех ирэннэх эңеридеригер үс сака үөскүүлигине түөт сака төрүүлигине бес сака бихилигине суба арыгыран айгыстан турар атааннах меңөннэх айгырастах силиктех ание дойду диен ананан айыллыбыт эбитеһү сирие барактан симектех сирии сексигин сагарыдагаттен сирие диен ситен телгенен терээдиен томтохуят болан үөскүүрүгер Тулқадыйы ден соғыруытнен туналғаннақ добын қая тулағыннан айгыры ден арқағытнан аңатыват аңат морама жоғылынан еғін не ден илнөтнен мәңнәғі тибай қалың әрденен қолбарыйо ден қотығулағытнан бұдылғаннақ мұз морама жоғылынан қарабай қалқаймыланан көйек мора тулынан көр мұз түгәтінен сымара тақ сыттықтан қайыр тас қаппақтан өң бор өріттенен дуй бор кырыстынан синне жерекен бекен нәқ сибекки бичі қоғырдақ үгіс әлбәқ жөхілген нәқ кеме суақ кейіс үйі қалың ақсана қамсығыр қарамай илі чәчір
симактенен айыллан үескен турдага. Субарагас маңан қаллан, анбастан айыллы тыгара тарагай таба кулгағын чечәтін сағырайдағыттен тарғанан тарадыян кинтен кеберен томтауя тулан үескі үрігер. Тулағына туллаңны ден тоғыс өргөстөк толаман маған күннен толыр көнтөстінен сиенкен ие ден сәтті тиікті жәлік мағанынан ситрен тәхинненен қолбор үйо ден қолбағынна үргел кулкуланан. Қойу суыз қойдың үгі суыз үріктенен жәліңі суысыңардың арға суысқылыңна уаттақ солбады оғысынан улақ бұлы дуйдана қарда бұлыт қалқалынан. Ити бұлы тиенненен жайға бұлы жайыңнанан саман сайын садырыннанан өңірі құя сөріғөлінен ойын тақсар уаттақ күнненен ойоғылан сүйрер тебен ұйдынан арағас маған қаллан айылдан өскен тұрдыған. Субатаннақ мәңгеннәқ, айгырастақ, селіктәқ, аң едойдым сарғылақ тағатығыр, жоллоқ тонатығыр, алғыстақ нүргір, қайдаға ата сирдойды херері бітебітейден уанна қарчағы уқ қарғылығынан, одулатын көрін тұрдақы сұборты тұрудойды жоғжойыр сағылығыр, келбер кейінігір, қабылдар қабар тотығыр, улағата көстібет, ұңорбыта білібет, ұнар, мұнар, ұсынна ортотынан күн тастар, толу барған толуан толағы өскен тұрар әбет доғыттар. Субытын алғандақ толу маған толуан томтырғылақ нүргір, келбеннәқ кейінігір, күпайка кырдалын кырыланар жердейтігір, Ортан едойдым барақсан арбаға бұғыланан елдібіт, ағыз салалақ ал күдікмас. Ортан едойдым арағыз далбарғар айылан өскен тұрар әбет. Бұмағы боллаған ойчатағы жан үтуелері үскінікті әсіптен өтірі батыры өрі хары көрін, ұнытары сүрден келек тоқту түйен тұлабатта толу барған жүгінін күнеттүйен көйе қаман көрі түспіттері жәгердер. Силиhe мұтуға силігіләбет, лабата халата тахамнабыт, түнкетек өтінен арғын алағай жабалақ, үс қос үріметиер өң өрсін қатырықтақ, үгіз кейкелен үлімнәхен бұластатығына төгірімтетін бадақтабатақ, лөкөй баран үскелләқ, үтем ас барақсын өңір сүйеуінен тұрар әбет. Бұмас боллағына тулатты тула сүйеге ярыты чөңірі чөмпелерді, қая қарыты қараңа далайдардақ, урағас тейбет ойгу бұяң олақ сұйбыт, талақ тейбет арағас бұяң алла-балла барғарбыт, барғаймас барақсан бай-бая үйінен тұрар әбет. Кені ұғын кехейтігер ойгу бұяңар кенкені еркен қаллаған кіпті крескін аттақтары бұқа бары мұстаннар, ахан аран тоқтан чоғыған ұллан лабытан өрен өңірген ахармастыр әбет. Ынаға айығытың рамбыт сылғы жөгі еңер сейббет, айығыт қотнай қаллабыт, ейексет қотнай ғарделәбет, кескілләқ керемест мастыра кейбе үйінен тұрар әбет. Дебу мас келін өттер кере отынмағын силигилән көрдөккә хәтта алалах сирем күйөгат силигиләбит агыс салалах ача күйөгат аңарыбыт тогыз салалах солкон олор отнускайбыт кен кескил чечерәбит кескилләх керемес мастыра кейбеюнен турарабит. Маннык жоллоқ дойдуға қайдаға атақ, кеймақ кергілләқтірі ұранға сақойдың астыра байтыла, де от олық жағақ чечеретін олыр дейін сұрағалан бұлдаққа ерден тұрдан, ехіттеқа бұт олу дойду әргечер жо жатығар кырынды ұлман кырдалын кылбал жер кырсығар кыстық дебет болым ден, тоғы суан сахан туаралақ, ағы суан сахан ұсталақ, манылақ, масмақтар балағаны тұттақ суыттыр әбет. Отырдур дебет болым ден, бобырын ұсқал бұлыңар тоғыз мағылақ, тамаран соғыз тұтулақ, бор қолыманы тұтты бұттыр әбет. Сайылықтыр дебет бол ден саргы таңалай қалжайғы тек жарқалақ далатыяр то сұрағыны тардан кәбіс біттеребет. Жетікендіктен толу баран толон толыр ортотынан дуғуя қаманихан тоғыз тұллық бағын туырақсан бірақ бұтығын дуарас тоқтаппат жылысқанна жыло маған тусағаларын егер кейлен тұран кәрітші көрдіққа. Бастың кейкелен атын бағайдың ген матар ойу баттағына бабығырғы лорар барақшы күгілақ бастың байбарын сергені байбатчанны бұттыребет. Орто кейкелен тоқтақтың ген овор жарға ойулақ құллуғыр олары құрғатшы қылақ ортолық сергені олардан кәбіс біттеребет. Келин кии келен кескилленнин диеннер кегeye кепсилары кега кыллах кейбе маңын сергени кеккелетен кебис биттеребит. Жетикеннигер сетти тилие килебинеле агыс аркаран бардак тогуз тула котондок кыбы каха кыгырбыт күрө каха күсәбит толон айтын тоно сериен чугойбут ала сала сайтын алыс үйе аласпыт калжайытын кара сүйе каныласпыт үре айтын үрүң сүйе үрдөспүт сыгы айтын сыспай селя сырсыбыт кула коча айтын куга сүйе койдубут уралан кырмоста утуян үескебит айкала тактак аллахан набыт балысқан қалысқан байдақ үксүй тұрар үгіз сөйләқ үтіе жанолықтыры болла. Жабу ал оттақ, лаға желі, қанны қалбан жаға атақ, туық жоғын сөліліқ, жон аймақ чулулары ұранқа сағырдықтары олар ден, сұрағалан бұлдақы ерден тұрдауын ехіттәққа, андойды аты болбыт арылы тойын ойныр, сир Сибири еті болбыт, керемес қотны мәқін, керет алықсый бұт кейіндер ағлаға бара делер әбет. Келіндер детек жон саллар сағыстырын үлдер үйелерін тұқары көңілдерінен көділгектен билелерінің берен тәмен, таптабыттарынан далағайдан көмірің оғының көміс тиістерін чеңетен самал кымына саналарын жәржетен, арақтақ кымынан аяқтарын сайған, соғын сағылынан моқсу орақсан қалың қағымна қарчауынен ахан сен атам бөден байынтайын олар бұттар әбет. Ол гынан баран манны күтөжін әдір сенер састырғар оғыр өтірен отой түрі әбетіқ.
Көмүс уңуоппутун көтөгөр, алтын уңуоппутун арастыр, ал уоппутун оттар, алаха диебитин бахылыктыр, албан жахагааппутун аттатыр, оору жолуттан отойматтыбыт диеннер, олус коргутан хомайон түлүктүүгө түмүлле мунчаарар болбуттар. Кемне кенагас комно коют эмеакына уон саахан томтойо тоолуута жылга хаан жайытынан ой өскен оғыстақ болын уғынан дугумут уолону төрөтен түөлбек өел саға үйөрүйлері үксәбіт, сар бұлгын яқсаға үйөрүйлері үрдәбіт. Саппағыр бұт санағылары салғын қоты хайғаммыт. Маңнайғы уолларыттан маны бәйләқтен оғынердоға мәқсін, көп ачылырын әрәндер күннерін ыйдырын тахарын, туяғын сағатыттан чүчігір чуғыратта жароғына хоты тойон жөллүйд болын ден таптана аттауыттыр. Жетікенліктен әмәқін емес қыта сыынағылан, улақанны күгдерен ұя кәлен ықсан, күнне кәлен күйен киіз тірейті тәллағар, сағыл тірейті сорғанығар, кырса трита сыттығар, сыта сыынағалан, үнчігік саппытығар, әнәлген бәбітер, оғанер амыргутыя құттаны олық мағығар олары түсті дағаны оламала көрітеләді. Уолаттарға оны ордатан кәбісті. Сұрып болыр олы сұлбы қалбы сұбы білінің ранкілдерін деді. Оны оқар ойдырынан көрбіт орталарынан дүгімі татырай матарай оғаттары йоқылахан тақсаныр сұрып болыр олы сұлбы қалбы ыңырдылар. Тәбәнәтті өқтәрей бәті үйенне қыңой бәті ғылеп қан қалқанар тәлелі түхәрін қытыры. Бұр таяқ қыл тірейті соннақ, өрағытын тірейті ұстанақ. Илин тыһы түлүктәк, келин тыһы дәрбәстәк, баттагын тирите бергәһәлләк, сулбуччу хорукка хылжар сорuk боллур ол. Кирен деләк тойын оғыннорго чоба ачыды ойан сүгүрүбәкти турда. Онуға арлы тойын оғыннор сорuk боллур ол деке алгыстағынан амарақты көрін оларын сорудақтылы сұбы көрдік ден әтетін оларды. Soruk bolur ola canım ayağına güne bulana batan bitin korodok korodon aran taksıdan amanatan tuz ilin oloror ayot kötüğütçü ayon varalayan emeksine atara selinden tiyengen ayot koton alacakça anlabat üdem yekset koton ölacakça yeni gibit üdem bara oksangan ayot kotono alagan silen ataran Нетен ағай бүтін кенттен сорық болыр ол хиттім істібетім дейттіліға тәләрін тігіліға қараран көрек бәтірәт түгір әміскел үгір әлес кынан қалды. Өретер болбаты өрі көрін үйе атынан айығыт көті қойчыны ағылы қоста. Арықта қалған арылла түхерін қыдары бұр таяқ қыл уарғатын түнеті ұнағылақ сонна өріғатын түнеті қыбақалақ елін тұға түліктәк, келін тұға лочылақ, баттаған тірейті жабака бәргәләк. Сүрәғі бұйыры маннетар сүдәе бәреләк әмәқын, у долгының күрдік долгыл жөн келен желәк тойын оған йорғы, Уруй тус
туско, айқалайылы тini болуқтон, дейді сүгірі бәқті тұрды. Онуға қаңас текеттен қағас күрді қалқыны саңла қаналжен қамыр қатын жақталар қабылықтаған кәленлер үті көл тастаған тарбақтарына қасты тардан қайырқаста қапақчы қаңас өттер түп тапқынан табығынатан ұян кәбістілер. Алғыстақ тойықтақ ағыныға сынағлақ айығыт көтіғачы, айын оралжыны мәқсін желі қотын сары ұнясын бұғын арғы арыян антақ теке аға тұрды. Бала әмә батыр ұрастылар, ихиллер бәттік хитіннік дәхістілер. Әмәқін әнәлгенел бәті сынылғаны хытыр қайда аян талыты кейрен жалығы бақтанылла. Онуақа ағыныға саналақ айығыт көтіғачы айын оралжыны мәқсін сары ұнясын бұғын арыян тұран. Нұқылар, тұттымақтан, кіргіттір, қансамақтан, олаттар қатын тоғына қабатардан қарса хуақ келдер оқсын. Кыргыттар аласкытың атымын ұтабыт, ачақ өғыттан ағылан алнара тәлгетін деді. Онуақа иеттібет тоғыз тұрой оғылтыр бөтіріңнен тақсанар қанылаған үміт қатын чарантан, үз қатын тоғықты үнтті құмалаған келдерін оран анығар сайын табыр қатын кәмесілер. Хеттегі талы кыргыттар кылбалдихан тақсанар аластарының атымын ұтабыт, ачақ өғыттан ағылан мажығынатчы көтіған ағылан алнара тәлгеттілер. Қара қоруанға қажағыннақ, өрін қоруанға үйдәхіннақ, қығыл қоруанға қытылақ, күйек қоруанға көтітілақ, арғас қоруанға ардайдақ, барча көмес байбаралақ, сары нясын бұғын алычы таттылар, кейді таққы әлбәті сібігіне хибатуғырағы үксәді. Әмәқінен әлгәнеттен әрдеттен ейттаққа, чулулан білгеләтаққа, чобатчы бұқатыр оғой өскәбет бұғылақ дәйістілер. Онуаға алғыстақ, тойықтақ, айығыт көті қойча, айын оралжыны мәқсін. Ал отынығлар айқалы аңыраты ұруйду сүгірүйді умаян көже тұрар ал отығар ұйгутынаға құта астыйбыт икки чанчығын бабы көмес бес тарбағынан емерінен кебе сұбы көрдіктен алғы сили тұрды. Уруйу туско айқалайылы ақанини бол оқтон ағырылақ делебәттәқ ағынықтақ ұтыстақ ары сау едәстәқ күрәңе маңан баттақтақ мәңәне қо бәриктәқ ан айыт қотун әбәкәм отонан аяқтан atan сиетен atan көрден ағам ынақ арағас арытынан алыстан ақан әрәбет тускулақ жолы ботон кысоғо кылан чыпчақайын аян кереден бер демет өз жүрген көліккер өңен сүктен әрәбет күстәқі оройда бойу
диэн ыллаан туоян баран тиере кедере күлен чачыгыраата онуака кеккелеһен турбут керген чагар жактылар үтүктүспүт курдук үрие үрек күрүлүү устарын курдук күлен күүгүнестилер айыгыт котну айкаллаан атаарын алларастаан аярдылар. Өрөтөрө болбата катан өлүгөр куаласта кыысого ытыр саңата олор жоннор тура түйөктергер турар жоннор олор түйөктергер дере эхенне кайдааны хилинне. Огоннор бараксан өрүттен оyon тура олордо сүйүттен ытыр бытыр үрбүт сынаата үтен кэспит үрүн кара көлөһүнүн сеген тирите бегаччегенен туара мары соттун мактаата ону халгыстаак тоюктаак ахыныга санаалаак айыгыт көтөгөчү үтүө сурага субу курдук тен эте тыына турда. Күннәгір күнді бәләк, көмісті чақтарын күнді далбарайдарын, албан жағағаты жылы маңан қаллантын, иле бадой алын түспіт, жырбына жырылытты, кыз бұқатыры ден болла. Кыз оға қылан тұйгынуар, чугас сирдәғы чуараннан, ырақ сирдәғы қобалағынан қомыяннар тоғыз қоны құстаты дұғырыбыт, түйелбе көл саға түйілгені төріттен, аспыты хатан тұбырабыты тұтырын тұнағы ғыға тұрғырттылар. Олон қолын қоқырды комуннақ соғыз болды. Боғылар үст қонын үсте қоғырсаға өңірсүйе үйінілер, 5 қонын 5-те қоғырсаға бетчен бардылар, 10 қонын 10-наға қосаулағатан істілер. Кыз оғайының толауыңа кейрен сырыстақтарына тұлыппат болан істе қабылықтаға өңетіқтарына қапсағай білінне, мағату бұл жастақтарына қарсы оқ батырда қарбыр қатан еңеддәқ, сұты сұрайдақ, кыз оғы қылан чыпчықай болар мағоннанан істе. Жеті күрдік оғанерді оға мәқсін сыры ғыллатағы кызтағы олығылар әрбей тейін күрдік әмдей сәмдей әрбәл жehen бұрғынас моғын күрдік тегел улатын эрдиен истилерим. Ала саяран, толон айы тоқтан, сығы айы сырстан, чәлей күйек сол көкі күні бұға көрілен көчуер болдылар. Олығы барастан чачар саңнан ойнан, саты диделенне кыз оғы барастан, кыптыйынан кырағынан, кыры игі күйе қоты тұтан кығылғаты бат болдылар. Олары болдағына бұдын ете бұған сихин ете ситен Бұқатырғы мұғаннақ, күстәқі көріңнәқ, бұспытынан тиет күрдік бұтчаныңда, сулабытынан тиет күрдік саталарда, қастабытынан тиет күрдік қаралардақ, үс бұлас өрбәл жүйер өттіктәқ, сәтті бұлас көріңнәқ, жірі бұрай систәқ, ағыс бұлас көріңнәқ, дада дұрай сарыннаға бет. Алтан үйін тербәхін күрдік, арылқай сыты қарақтақ, памат қылың оғын ұғаты тұппыт күрдік, сыйылдағас көні мұрыңнақ, орбоғырдың уастақ, кечігір тас тистәқ, ары сахыл едестәқ, Терген ыйсаға терели маңан кулгақтақ, жүхіннәқ өтіөте сирейдәқ берді, уран қайттан улулара, сақаларттан чулулара бола тойгуду улатан есті. Сирин Сибирин сіксігінен сылжан, сығылары сыйтталан, ойырдар ойман, тығылары керестетелен, бур таяғым онуттан сиеден қардан әхіні сабырқағыттан сыған, барар тыытын иччете бай-байына ехете мечік кындағыны өрін қара түйләғі өлгөмнік өлірін өһірін түйігір көтіған санныгар сүген бойын бұлтан алтан келер болбуд. Жеті күрдік сарсығырдағыңы саппағарбат күн сыжайы үйінүйті үнкілән барық күрдік үс атақтақ сандылы мағын остоларын тула түмсен, харсығырдағыңы хылықтарын саңа ахан әрдәқтерінен Бұруйдақ бұғойбатақ айылақ, атыллабатақ лип қан қалғанлары тәлелі түйерін кітары Догдон сонно догдолдубут была жоғыз чөпчар саңалақ сорук болыр уал тенки тинин күрдіс тегірен ойон керен желерін ортатуары бидді бар бола тұсты. Өгірік төгірік көрі-көрі субы күрдік тен өгі тойық бұластақ ұлды тойы тұрды.
아울라해단 아니니 너희도 아가가 bulbut arlı toyan oğunyor sirini sibiriye de bulbut keremez kotun emeksin duyaktarın sağıttanını çuçuğur çuğur ahtağ joru onu soğutu toyan yöllüt bu hatır tusturini beğe tere tulluk köder sahaga doro babın tutaktan tutağıktan kahayadaydı kanlı katak kihite kege kıgıruduk kepsetihinde dergit tusilindeki andı balır oğunyor körköytme kaymeksin bu kalbı sırıla soruk balır vallara tuğra tebnemin tuğbu gellim kuruduk çay oldu yeter git sirey de küçügeye sirey sol kol suğukta sıralıma kuhonu doğuz bügüyak sistek köy tuğut kölölök timir çokçordan küsettüne kütötten külük bolan külüğünden barık bolan barından bayı dolu barata çay erençey elestenen diyenin durda kaka bolanın örüyün kuruduk çay den kuluda turda onu turan toyunca lüt bu hatır turuoru tutan tolkuyda tasıdırı tutan sığınılatı bu sütten köntöstök künürkün ustıra argahıttan tehinne gayı khan aymaktır anan minen attas pıttarına kastıharken gebi her acas satanmatken üngülağından batastağını ötürü batırı körön gebistem. Barar sirdere bağına üyüte bol batın, keler sirdere keli üyüte bol batın, munçaran munar batınlar, sanargan sappağar batınlar, keskil bit, saydığa örögöy büt ürdüğe diyen bıha battatalağıt kurdu, bıhal tehel eppitin kenditten, uңa diyeketten, Turuya kurduk dorğanaq saŋalaq tolu körüŋnäq toyan kihi otut muunta istäq çoron hikke joruat bidirgaqtir arılaq samık kımıhı ağalan dolguppaka soruk boldur bolga sügürüye tuhayda onwaqa oğaças körüŋnäq soruk boldur bol yörbüt köppüt kihi bıhıtnan arılaq samık kımıhı ikkiliitinen tapkına ılat ayağa ringleri tutan kebistem. Jetikennitten toyan jöllüt bu hatır Iqsabıt diyeteybit kihi bıhıtnan bergehe sağını belleŋneten, bota sağını boltoŋnoton, ütülük sağını ülleŋneten, utarı tarı oban, kardarı tarı kabılan, ahan sen kimiribäkten baran, Ağız olan kihi albahınan ahıllar arıqta kalkanın arıya battan, jellik mağan telgehetiger, tegiliyen kiren, ağız argaran pargar bir de bar bola tüste. Katanan turar, katan timir ulurdarı, uŋoqta oton kurduk turda tığlan, ulağa amparga kiren köre tüspüte, jeduo doğor bu hatır kihi taŋnar taŋaha tuttar terile teriyebete, ayı oto atıgar simektäq sebirgele, alttan sardağınağa anyıllanağın turar ebit. Manı kören baran, bihi kihi bit, sörü diyen söktü, beri diyen berkiheti, yürüydütten öttügün bahın oqsunan, örögöte tühem baran, ıstanan legihi bitiyeri erçimnäq tiŋilek tığıttan tiliye tergen ihe kıtta iňeljiye kurduk bolanıllam. Jetikennitten toyun jöllüt bu hatır, ayannır terilin teriyebetin majıgınaççı kötöğün ağalan bastın serge tördügör çömeğölü urda, iteenne yerime jetiger ergillen kiren, Al otugar söhürgesti tühen sügürübäkti turda. Onu haqqaŋas sekitten qaas kurdu qalkına saŋala kanaljen qamar qatın jaktar masımıya kıtıyaga kıl imeriye tobustolur kutuldu attaq at batı çaktır arıla salamatı ala sıhı bıhağın sağa algısta qolumtaŋa ağalan bilgihiçolordan biste sellaq der birgilaq ıhıq eberi qamiyağın utaruunna. Onu oqotoyun jöllüdü baqatır oyun turan üstügül toloru baha al otun ahatan siyeten alğan silen attahan kördehen kutan kügüneten kebistem. Jetikennitten subu kurduk diyen saŋalaq sitigiddik diyen toyuktaq bololor buta onnuga bitehü. Geng
kinger ipit olon ağız ağrağalak ayan swolon arıyon ayu ayımağın atas tabıttarın iyen gen artığı arıyan delege bitten teleyer teregen günüm ünne kotar olar sağa yolabon toskolan Oğton birebet oğa kulum Gökten birebet keskildim Düğün birebet tölükölüm örgülün gölükler diğeri otobot oppon umur varumum lepkan kılgamın arıttarımım gen öz bara gülüker olacaktak beyim konkoyan toran göreceğiz atastağım bolğanlar Den baran süöktär bete sügürüybäkten baran ayan solun tutan gebiste. Jeti kurduk ayannan küstääkti kımnyılan kıtanaktık tıbılıyan ihen alaman çağan alastırın ahıtalan tunalğannak tolondorun tuaratalan kilbennek keң sığıların çeres tetelen üeme sağmazday batan tusilindiki julurtan ihen köre tüspüde tunarar menerer tunalğannak tolon tuolar orta tugar toz koloma tunalıyan turar ebet. Ol kolama uңат түгәрі тоғыз тулуй бұтынан турия кыл курдук субан олаттарынан орол жыттаммыт ағыз кыгый бұтынан кыталы кыл курдук кыргыттарынан арыл жыттаммыт көрө түстәкка күн кыгын көстөр үтө түһүннәгә айы кыгын таллам сарык бастыңа Kini innigeri kacıkten, kanardan, eriyükten, meterden, sörükten, düöcerden, sağırdağının sandarıçı görün, müettağının mölbörüçü görün, unutarı oyu biçikükten, kelle dağını eten tığınan eğilciten kiren bardam. Göre bo, gör bo. Duydu toyunu duyağın sağatıttan çuşuğuru çuğur attak jarağını sata toyanı cellüt bu katır
деген исти сегерем. Қантан қаннақ қысоғы қылан берді келі детерген. Арағас маңына қалаңы айылан өске бет дегей тойын ағалық. Сидирин қотын иелік. Улақ бұлыт дугүйдақ уюлан көден болабын. Әнеби керегенни болын тәліқі келие сытарғы тіңнәқтәрінен кәскіләмет әбіппет. Қойғы қонығылы сытарғы қаланақтарынан тұскыламыт әбіппет. Туанақ доғы чуғым кере қайыстақына кәскілі бит кәлітәріен. Оны бары ән аналы минәлі суақ атны жақтары ойықылары дұрған суалы тұппықын. Биленнер суабаран суалығар тойытардылар. Лена Маркова, улахан мақтал, Лена тоқтаты бұғылақ, тек ұлғатты бұғылақ. Көрдіхінен. Христофоров Анатолий Николаевич, татты луға, үтістеға. Чурапчы, бір чурапчы луға. Анатолий Николаевич чурапчы бір білген тарбаққа баттанар олон қоғыта. Олон қоғыта олар айтшыта. Білген де олық жарықтанар. Бағалыста Анатолий Николаевич, яқадылы. Жолысқаннақ, жолумаған қаллан, жүратығыр тұры түребет. Жолысқан сұбия сүйрік, жыра қараттақ, жолыр ерін елгін батыры бұрғы, Аллаға тақ чаятардығынан алығын атыран, олғын сұрағыран, Ağısıyla sağlağa niyedaydı tınalgısta barıgar jolloq tuğuna tıqır jogjer sağlığır yüktene tühet yüz yütkürünü dünen köstürürüm etçimağın attağırın olan barıqsan bastını hüyebağır batarı tan kəspit baltağınayın oğun üzör göstağınan örü körünür küten kebispite tüyle ağuva tüet sirinen emek olan emtirite hıtıybıt korunaq mahın kurduk kovariya kurbut bastını hüyebağır batırı tüspit siritten semehenne kanınan sikretçi tağık kurduk öhüqta kanırı üllen taqsan qardaq bulsa qan hıq örülübüt. Onu kören barın orta doydu ulu dolana acıra yolun kurduk acırız kına tüste cekidiyen oğlun kurduk cebidis kına tüste cebin ohuyda nayga bulut kurduk naqara xandan nakirer xana kiren kiilmaz kurduk kineçi tattıran barda çarulmaz kurduk çanoççı tattıran barda küste gıttırı küylen tağıstılar yene keden näten iralın kınata uğu qarağa uğun dikum sarı tattı xamas qarağa qahın yeki qanyarı tattı üstte sulanı oynur üngüy bata sörgehini kurduk soğuda soğur ki bor qayasağa buksa Çülden tağısta, qağıttan, qarağıttan, qata tuota sakratı, sireyittan, qarağıttan, seyre uata sircinata. Ol kurduk ortadoydu, ulu dolana, solana kalana, suudayalar doğuna, tosarga diyekitten toman orguy, budun kurduk, külük köstübet küden orguyda. Buur katılında, buur orguyda, küden kötte,
Қопты бағыбыстар қолырға тылында қара бұлыттар қаларығы көттілер, үрің бұлыттар мөрігі түстілер. Теңес қоғасы тегір куғын қағын, сепсік-сапсық сіллә болла дүбдір-дабдір дүрбие-дарбие тірілі таңыны түстем. Теңес ұлғыны тілік бұғырынан тібі-тіпті ебені етчақ тәбірінен қыраға қарқыдам набытнан бадды оғыл кәнеттен ортодойды орайы долғы оғынан кейін қалдан кебе қамдығынан қорсын тұға қуғыны түсті, қынат тұға қырылы түсті. Қоллығыз бұғыған сауқыдойда құта оттаңдары сатылан тарадиян түсті. Оған жаңы қотуырын ұмсарты тұппы құддық деге қаратын ұрақтақ, қаралабытан ені қардартаспыт күрдік, жылдырғыт қарашын қынас темір түйләқ, он бұттағылу қойғын ұмсары тұппы құддық оттақ жайу қаратымыстақ, қаллан бар жағыл қыла қайланы қая салан түйен ағыл салалақ айдамарық ал дубмас. Өрігойдақ тәбі төр өрігіленен кәлен үлләс күнә түсті. Үсті түртті сарақ қынан сапсынан кәбісті чан ұлғый тағибі күрдік тағылайын тұға таңын күтісті. Ғыртты тайылатығар, ғыран-ыран үргін болым, көтін-көтін көміс ұрыққын көрген бар ebitнесегер. Жолысқаннақ жылуымаған қаллан жүратығыр тұра төребіт. Жолысқан сұбыя сүйрік, жүра қараттақ, жылырген жүргін батыры бұрғы, дор кеге дорабыты тұтой. Кем-келен кебірдің детерген, тоқ сұрықтақ, туғайдың детерген, қаллан оғыты қатарчатақ, қылыя дәғыз қыдығырас баранчай, қоды ойым оғыты қотулақ болан, көрән көтім күстәқ болан, көрән келдім. Үсүйт көрен үрдінен көстірірім әтчі маған аттағырың олан барақсыны, өрүйен көрөр өлістім бұғанылары бұста үстім. Аллара оллара тарап olan köreyden kara tığımın kallaydatın, üyehe ollar görbe olan tüstün ürün tığımın öllöydetinden üne süktet halbıta. Gördür karagan cükkatın, kötüdder tihin mületin, örüyen körör hüddakını önürüyen. Otu hutaqı burgum savuran, onun skaldan erda buluğa. Ürün olan baraksan, yüz külerin yüken yüdenin tübağıtten, ütümekten taharıp ütütütün töleri, muğurum bullar batak, muğuz kodulu baygal, iççite olan yeni yetelli ocuğanın tuttar batak, uğrağayın bullar batak. Ürün olan, ordak tühütten üstek isten ölesi hamın, ürün tığımın kuattıran keldim. Örбүтік сабыт күйі көрген, үтік өмірін күйебеккін, құттамыт көйбіт күйі көрген, құттал жұлан күйебеккін, кәдет солғын кәрі өйбен, ұғын солғын өйбен. Тоғыдақ солғыттан 9 күндік сөрттен латуаран берер болым, бір тыл беге сана, бұдан жыллар кыдылы, бұралые бұрасты дет, үлтістанан үрел гынат, қамса бір отын көрдік қалдан орайғыр, соғыс жоғықта сұбыриян тақсан, тұз соғыру декі тұман болан тұнар іскінна. Жолысқаннақ жолуымаған қаллан жүратығыр тұра төребіт, жолысқан сұбыя сүйрік жүра қараттақ, жолыриян үргін батыры бұрғы, аналлаға тынарға декі салаят атта саңаллайда, Uyulğanda oňaça ot kurturk uyulabıtnan sobulda tüste. Sette bulastaq nələmən qara selsilli burğa tıybatın kudduk. Settel bistenen 9 tuğuydanan seri otnan sirjigini tüste. Üst bulastaq yörbe çağan kol. Örgöyda qallan öröte duodiyan örötılınna. Aniye doydat yataymanıyanan antalga tаңнары satılata. Qallan qara sapqa qahırbıtnan tаңнары atılınna. 9-90 қолырық тоғытылдан түсті. Елбес күйі иреремегет, өтігін тағынан ғықтына қалы, олулар ойын тоңсынан орулу қалы, аллара дойды айманығынан алжар қайда аян болы, үйе дойды үйгілі онан үліскен нақ сіргі болы. 9 күндік сірінен толыннақ тобырық тоғы түсті, 9 күндік сірінен алжар қайда қан талғатаңдары сатылан, жас қибытынан бадда 7 күндік сірінен себен нақ сілі сірілі түсті. Елбенек көтті әлбісілла тоғрай үшін құнаты ол жүгдарды, күден оргүйді 9 turya baha toğutan yılında. Ol kurduk ortoluydu ulu dolana. Aniye daydıtıttan araksan barda bulağına tiydi. Günün siritten kürenen iste. Tunalğanna tolağına toğakta kurduk. Tonalıyan kallı tuğundırostun tuman orgutta. Örüyü sirin öremegel gitti. Andılığla bıybatar olgastı bitil bitlebiye baygal. Betelek balehin betereyatum ulu var soğuz çoğu toktu. Sobruz kına tüste ol gınan baran ortodoydu ulu dolana. Ölüyü sirin öğen olaran. Muğurun bollar batak muğuz kodulu baygal içite bolan yenigeni öskabit. Otuhta Koburgo tut 9 oragaydağı Allahu oruguna koydum bağlaq. Ölü sirin örügaydağı Jaqqay sirin ata ağvan ağsağıral basmuğutan 9
Котор кобул катмугутан кобулумат болбатага булуга. Илеһи иле бердигер иле бебинен киддакмына. Оголга устарыам ошурга тептериам онон мен даганы аугонагы саарал бастырым 19 кулан желди кобулгаттанан көрүмден аналлага тахыттан аллага тыттан ортодойду улуу olan oyun tühoksan ata baraksanı ayı serindiki salaya tatta samığa usta üyedeki yüren kebiste üstte tüyörtten kürüs köyle hıskınat yüz kırıla yürbe olan üyetten allara yeki kılbas kınat kırılı turda. Al jarkayda allara doydu onağı sahar albastağın arıya attağı 19 kotor kobulgattağ duolan suraqtağı Ağız salatakta alttan sadağa moğoy bolan ölü tağlasını ödöröttükten sıttağına. Aljar kaydağı artık appаңdır ayağın yönnaq bələhін ürütöttüver. Üstemeğer üddük kirbiteğer derespe tastığı adel beristastanna ölüskannaq üskülerin yıkan yövlürgeli bolla. Otağı bolbata ot sadağa moğoyu oluğun ütün ustunan köksün karağanan köbi yoktür sürüğanın üst kırgıla yörbet ayın erdağınar çıgını üte hamaran aharaqsan berdi. Üst kırgıla yörbe baraqsan Üst külerin ölü tağlatın, solana hıtarın yurun soptu diyen baran, ere tayan taqsan, oğat sadağa moğoyu oluğun ütün ustun uğulu kötener dağına, ağız salatakta alttan sadağa moğoy, üyehün tartanan yöğülü diyen baran öltöz tanan ürelgınan berdi. Üst kırıla, üyedbe baraqsan bara, üst külerin yıkan üller kine bolbut, sorbata sosta olbanı soptu diyen baran, Bu hağın bıta kurdu bu hetemen kebiste öret ayan kelen ölü tağlasın üller büyürüyor yüz kos kürbet tas yürüyor kılbar bıtan kelen kınkırgına düştü. Joluskan nağ joluğumağın kallan juratıgır tura turuyubit. Joluskan subuya sürük jaru qarattaq joluruyan yurgun batara burgu toң borga toğumağı bırak bu kuduk joroskana düştü. Kirer xana kiren kiil maskuddu kinekçi tattaran barda üller öhöllen ürütötünen bor kaya sağa buksayıldan tağısta otçu bulbut ki horoyun tımıra oynata güstah sanatı küet yülünne karağıttan kağıttan kata tuota çireyittan karağıttan siyere ota sejjigine ata uğa karağa uğan dikum sarı tatta kangas karağa kağın diki kanyarı tatta Sandın bayatıga dılı sabırıya yünen tüspüt kudaralağa kulun kotoruğun koddu koluruktu ıtırgen ıtıldan koraya rilinden. Uyan katatu otom sarıta saksan barda, eğirin tığalın kınata, ilbihrbit kudduk bolda, tarbağın tığalı çıkırata, tabak oksubu kudduk bolda. Joluskan subuya süydük jıra kıratta, joluryan yurgun batur, oburgu. Söller etin tüspütün kurduk süyedeye sıgullen sağlar çağılganda apsayıbıtın kurduk. Sabuta saksan sabırıyan turan, kırıkta bile kılağından oğullu butum, sulğanna oğukta oğudan kutullu but. Kakay kıl kaygaqtağ bırın kanıgar katarıllı bıt, ölü yeribiney balık öğür uharıllı bıt, uolan ki huvastağ diye, 100 günlük sirtten üstte tüyerte turtal jiyen köster, turağa soba yutaqtağ tüyedon tüyette tüm tüt bütürüyennek, 39 oğurukta qobat sollan büylek, öğük qancayda ölü yerben çoqtağ, ilbe sağanıdağ, tiyxanım çaqtağ, kıcık ölü kılağına, kraskala oqtağ, kırıqtağ üytün eret opputunan, Hөгөйдө ончоқтақ, хөк қанам сяқтақ, кыз оғы бұрақсан қылама нақа хақырықта битер қыртал жен көстер, кығыл сұбайыдақта қылыя битер қыланар үлбістақ қырықта үңітін өрі тұппытынан өлі тағалатын ет жағырдылы білігіген тобығырдылы тоға қаман, үс үйт күренір дүнен көстер үріметчі маған атта өрін olan барақсаны, үсті түйеттер ге қаман, сол кейті суудая тұрдаға, аян кейті аман өвін амал ет ойдаға. Kırda bu kırılır körbettir kök sütten tehinnek Kök sütten tehinnek köster kınayı ağların Köstübet bin ustara Gülengit, gömçülengit Kül kömür oğurdugut Argıttan tehinnek Aktırayı oğların Ayıray bir
иен устары атағыстаңыт баттаңыт оңуқтарын урус қал оңырдуғыт мұғырын бұллар батақ мұскудулу байқыл ечетен отутағы унсордук ойуғангын туттар бакка орояқын бұллар бакка алысыныңын айыған оғылырын атығастатын дуа науяу Тегил дойдутан тәңнәғоң ир солғын ирден кирден қол дойдутан қолондық доғырың тоң солғын тұрдан кәлін Үсіт күрені үрдінен көстір үрімәтші мағынаттақ үрің олан оғық қабын оның оқтарын ұрыс қал оңыр бұқын Кылгызук оғын көжемақ оңыр бүкін Оройғын ойбан үйдің көрдік табыламын Сөлігі сүйтін көрдік сүйінегін үттәмін Қайғықтақ қара бөргін қаннақ илебінен қайыта қарбамын ноқтылық тойын болу сүрәккен тоңылық Пордылы тобулу табул коямын Селбектақ елебенен сен үйін чеккәлдетче тардамын Иегір әппәтәк әңін түлгін әтетегім Ağır öppetek aman özkün amılıtarım boluğa Aniye daydıgın atı yakta kurduk Ay mıhamamın Allah'a baran yağın alcadan tasığım Al okun küle küle külleri taptayığım Toğuz mılastak tunalğannak nurdak Toyarıma kobarak sanı tüptürü tügen tügağitten köretemin Ahınıya daydı tügar Allah'ı baran getiger Yeyen yeyüksü tüger Ergiterim boluğa
көстүбет көлжүнө ажырай аққаға куттанан куаян куатыңды бағда Бор сирей, бор қалжы сота, қанны қаяқ, қара төкін, кәлірген да ағалым, кәлбәтірген да ағалым. Ден, тылы бұта болы тылы өс еті тұрдағына, қантан дағаны кәлбетін қарақ табаққа қалла, қантайыр муас қабарғатығар жылы қамса бұғытын күрдік, әрен күл кәлін әрелді түйін кәбісті, қыз бәрбәкегер жылы күчігір әттер ейді. Сәтті бұластақ, сейкей тыймы тылынан, саллырға чоқ сунан салбанан кәбісті, ордай біз кейі бұғытынан орғы тыба орая түйер дері, етің нергі бітін күрдік, саңа ран сатарытта тұрда. Жері наян бағда, жергей бітіңірі берді, бәғабіккін бәлескінен таралықпына, илләрәкін абыт, искәріңер бітаскін, әмән етінәні білітәп тәрәлікпін, төк үстәк күтіребіккін, төлімөкстен көрі, Куан бұғатыр құлға чын құнан құлғыйыр дері, үшігай бұғатыр үйін тартыран өгілі түйет дері, лысавай темір құдалы шығырат жарыйда. Түн сырылақ, түлі құлыңақ, түптірі түгін түкінім. Албыз күнін әрәбірт ажарай аққағым. Қойутын қойут қомыруя сылжаяғын. Сәріппікі себітәден Чирай хараған яяғын, сәрбін ден, тыл бұта болы тыл өс әті тұрдағына. Тыл әс әті тұрда, оныға бары болағыны ол дойды ұлу сүнкені үйен тартыран өгілі бұластан күлен аллар астады. Үз қос үйемек мәнеғай төбеті өміріз қына түсті, тиері қанары таңнары дағыр, темір жебедік тиістері көғырыз қынан көстен астылар, екі сала емәңдәге от сопсырға күтірға ойнылыз қына түсті. Айыққабин, Айыққабин, алатығар олар, бары тәметтігі болан, басатық баллырға тағани, сен барақсан, сәрәтәрдіға, Сүрдәқ тоны, сүстәқ тұллақ үстәқ, сүйне үйәңе біккін не? Мен бәйекәләқ, мемметім кәнне, қанны күскінен, қаял басқынан, төлірітер бол бұттырық тұрағын. Ден қабар қатын мұғынан қайығын. Жолосқаннақ, жолуаман қаллан, жүратығыр тұра төребет, жолосқан сұбыйы сүйілік, жыра қараттақ, жолырген елгін батыр обырғы. Өгілі теген барын үз түгіл четчігінен тылландығдас қына түстелі шықыратчы тылын ала шықыратчы қабырынна, әрен кыл әте түрейте біліті барағыстан, ерен түе әмәқсіге күрдік кішігір қына түсті. Жөргін батыр обырғы көп жігіргі теген баран қыланан ұлла да, өліскәннақ Өлүйті алатығар, сатарын аққанның саға сымара қаратағы,
Ыһы көрөгөйүн бир үрдүк чипчалынан оһуохай күрәгә болла. Буллар бада гот утага бургу или әйбердәле бәдә тамаяна каракка кактасыннан ситәдәбәдә бугутан сидәйкә хәлләспитән карда карьясага халат кулат темир суын кечеткәскән. Ая кайды бүтән курдык кайта аты ибут каспакта. Сыр бысты бүтән курдык сылдыры таты ибут. Таматап сырайда сәттәрдән сырайда ибут. Сикәет бу бергә бу солок курдык сота каратта сотага тактага тобугуттан улайкы сала болан ту. Тера мары теремет тактак сотага лилага тоголугуттанла. Тора мары сабабы тилилак. Тоғыз үйе тұғары тоғытаға дейін тұтты ұтын күддік терініңнің темір сәләпілі ұтыд бұд тағылы очыма тәрбестақ. Тоғыз қос ұлат құят құту темір құяқтақ мәрепес тіритін мәні қайдауыр үйен бәрге күдді білімет. Қақай тіритін қалты соңыстымыд. Сарығын тібейті сабыла сотун тірейті соннақ. Ажарая тамана аман жаман аян ағабаттан аржақ қынна қоллағыз бұғағанса қодығойда отынан өрі ұғытан өргітан кәбісті. От ұғыта қабырғы ордай біткейі бұғытынан Уара қаны олығын үйтін аниян өттігін оқсын өрітәк кірамәқтәді. Үгім-үгімдікін салыян қатан-қатанлық қағытан. Эппет калағай болан әхәли часқай бақтан бөтөрейті оқты бөрөлі ұлый бақтан саға-сағаран сарылы тұрбыт әбетігі. Әр жалы, әр тәтәй, ағыз артыққа түрбіт албана бар, суалақсын сұрағыр бәт, сонмадын сұрақ бар, қолдайдыттан қоланнақ дорым, Тегілдайдыттан тәңнағатан, тәмтәйін жәргәйін, тәләйін кәлбіт бұлық. Буя кө, дая кө. Тоқтайды томойын білін ағыр, торолыйын өскәбет, қайадайды қанайыр жалы қатын жақтарын, Кен келетін киепті тәбән тақсыбыт, түліқ тұғын түлі тәбән түребіт, екі кәрі тағыремейін, әмсақтанан етілібіт, таң күстәқ тоғытты батын уақтақ, сер бұар сіңнәстеқ, сизаққан сілгәләқ, уран қайсақың тойгуна, орайынан анябыт, ажунас бәрдік кәлбіт-әбітей. Орық көкінлер кәмнұлы бұт жылларға, Үйәдайды төбеләқтірі, үрдік солалақтыры, үлбәт өстәғ өрігойдәқ сарғылақ. Бәтін күстәғ бір бәтін арулақ, өстайды үйір өтілі біт, әті хигеті ирәңет әтілі біт, әті хигет әрілі біт. Тоғыз қалламдам еті бол бұт, ағыз қалланы ажыта бол бұт. Айым сұрыдан аптақ қаятығар, қайылдан өскәбіт, қарағылынан етілі біт. Жолусқанна жолуымаған қаллан, жұратығыр тұра төребіт, жолусқан сұбыя сүйрік жұра қараттақ, жырылыер жүргін батыр ден тоғызта оны. Оғылла орта дойдуға, оқ құрдуғамнан құсты құрдық қуған, келлер биттер үйден, кеңер қаңыр кәпсетер әтілер. Нелба бұлы дебетім, нел түйіз күлнақ, барбақ бұлы дебетім бар қабаттақ сырыннақ, Бұрақ құрдық бұй бұлақ, бордойдой бат, бұлағыты бол бұт ebikкен. Жен аян бұқты, жеркей бітің әрі бәрді, үте бәян өттіғін ямын, өрағаш тиуан ем, ұғыны уаққын ұрыс қалаға оруам, қырқасын уаққы күжімаға орым. Иттен әуран искін түрем. Кәтет суалкин кәспедайым суаға, ұғын суалғын аймабыт бұрым суаға, тосты туара таатайым сөйдің. Үтіст күрені дүнен көстір, үріметчі мағанаттағы үрін уалана бұрғы. Мен бәйекәләқ кәтет суалбын кәнтікке ұқсулы бұта, ұғын суалбын айман, ұрыс қал бол бұта, қанағандағыра жанан, қаны тоқты бұта, қараға сабылы бұта. Бұлан бұлсыр кегет, мен да, түйтар кегет мен да. Сәрәппәкке себет әдейгей, сәрен сәрбән, сәббардым, барда диетеді,
Kantan dalbıtın karakta baka kalla. Kanı hakkı dahi batıyanan orta doydu otun. Oroyun ütün üstün toğuz bulas kolla ostak. Kolorukta kuta kutu toğsan tüherde. Ayı oda haroksan bir yerde. Yegeye dikkat akta ustatın burunna Kur'an kaysa kohun tuyguna orta doydu huk tuyguna Allah ohun sula batağından acaray oğlun allara berdin dövetin siğine tüher bitnen barda. Acaray ola bara ağırok son bir yerde ayı buqatırı acaray tağlatın doğuz beçeretine iri toğurksan kebiste. Nerespet astığı delperzastanna lüskanna üsküler yüken üyülürge valla. Sözler eten yirgide sağlar çalgan dapsayda. Kakay kana kahıtağa tühen baranlar kaykaktağa karı bırbıt kanan ebite boldu diyen kahıtağa tühen baranlar kaya tüspüten kuda kap kepkine haysan kebistiler. Tüspüt güsteritten tüptürü tügen tuğağa tülle tüste allara alcar kaydağ doydu atıya taymanan jalkıydı üyüleri üye doydu elinne oğsuğular orta doydu elinne. Sürekli tüspütleri süncüge bersispütleri uğun sula batasları uğtanın tördüge diri yemek dala kudugar elden kalırlar uğun sula batasları Uğukların tövten yağlılar kaldı kaleyi bir can boyutundan kelleri eleştiler. Doğum bu tağı çampa hüllü gösterin. Orulaha orayıdırın yüzünde oyban nasıftan bardılar. Yetçağay toy borkunduk. Netçiri 90 kebestiler. Beyhan bu tağı berilin meyaciklerin çeçayı gebesen çeldirge diyen bardılar. Yetçağay telde kunduk delperi 90 kebestiler. Allah tevere ollar amadı doğur. Koppa kırca sağa koran dalaytız komulla tutulunna baytağın oğuz başçağın sağa baybara mağın soturuk balta tığın konduk ballargaçça oksan barda. Evir çilgebeyli aktari bir dağından körbetiler. Üyülehe ülbü soba kurduk üyümelehe tüstüler öttüktehen baddılar. Kahıtağa kalbartıgan baddılar üyet talak kurduk üttü kumalastılar. Bu doydu buğlağa tağlatın yetçakları dılığı bili töktetilir, tobukları kırılı toğuta kestiler, öttükteler dılığı üttü kestiler. Üddük serin amtağatana mıhaq serin alığı kolunu tomtoyulunna tomtor bolla. Öhök kan kayalar örgüste öktebelerin toğuta sonlar toğuta tepsenler. Mağırın bullar batak muğuz kodulu baykal. Gekilderin koloruk kurduk itiyen koru kurduk kuttular. Kodu korum yola kallan komuğuna konuğuttan, kodun koktoy kora her koduğuttan, orana orağayttan, otağı koloruk umsatıldan tüste. Hopta bahabıstar koloruk atılından boror gör burkata bolla silahta ki silahı silde sirge tüspet sildiyete bolla. Acaray sirin atiyatın kamnatar ağın talga tanları satıglata kallan kara sahpaha kahıra atılınna. Sözler etin yergide sağlar çalgan dapsayda. Yiğite sağata soğuk, giren tördel bete bahata soğuk, balay baddama soluta soğuk, sokor soduğuma. Manna var bolla. Ölü dübdürgene hök karı ıstıta sağ bıhılağına satadar bana. Aksağına billi bet alcar kaya bulağına öksöcüyle köstübet ölüver törülüyene. Manna var bolla. Kiya sığda kirer taksar keris parancı hünnak kelteği iddere künnere. Tiyerbes yitin kuduk tiyerer diye kaldılar. No, Anatoly Nikolaevich. Götөһө багарар барыккын себебит, уунну катыяккын себебит, ол гынан баран ыахпыт күнэ кемекылгас, биһиги толору хытан истибеппит Анатолий Николаевич. Ононжа кыһын эйигин ханнары ыңыраммыт, олох толору барытын олонкон истияқпит. Жер Анатолий Николаевичка мақтаны хайын эре. Мақтаны хайын Анатолий Николаевич чурапчылууха. Уанноттон хайын боллага диже ох курдук оңостоңун жоңун сергеген олонхогунан күндүле маныла улахан эяха мактал болохтун. Жере билигин бу ортотугар тоо сурахабыт ортотугар ыңыры хайын тааттаттан анам менен оңостон ох курдук оңостон келбит Алексей Николаевы жере тыстыгынан көрсө кайнера олонхону толорочу Алексей Николаев кендики сылларга олох уутуян туранча жарыктанна канна багарар түйүндө туорда хатна олох Алексей олонхолан кирен барар кыахтаа. Же бахалыс Алексей бүгүн ханнык олонхону толорору оңостон келди. Көгөне Петр Егорович Светников орда кылынак ордая кандин олокотуттан буятарды. Но, же сагалаты бет. Böylere bulacakta canım bularayan bırman mında tüger urukku oksuğula canım ularıyor ulağı öttüger alcar kayda aspıt canım anarıyor andrata tüger ördöğüde köten aspıt günlerim elbedi bitnengü öttüleger kahanara kerem aspıt kendilerim kepsemete katak kiribileri ger
Ikke ataqtaq inninen sireyde, ustatu ulungaqta, bokuyur tabukta, boskobasta, boron oron kayder ihille bille ilikterine. Üç sakı yüz küylüğüne, töt sakı tölüğüne. Alcar kayda kallara doyduga adağıyan yüz kebit, abağı aymaktara iliyehe itçilere, köstübet döküttere, otu dalta bir sustra ol bu bir nuhodin ihille bille ilikterine. Soğuru sokkor sodundan hallan ürütüldüger büyüdüğün yüz kebit ulutuyon huktar ulu suorun. Uadan adan kotun kuqtiya orulur otut toğuz bisterin ustra tuğunan orta turu doyduga suraqsacık bugatın soğardağına. İlinni ilgelen hallanım ürütüldüger ürün kür anlıgar oloqtaq, ürün ehe trite olbaqta, üytaq ta süktellaq, üç kis trite öllürgelek mergehelek, yüz as beylek, üker kuyasınna, ürün artığın kün kübey kotun, toğuğun toğuz ulu urulara ağuğun ağız ağıttaq aymaqtарын tuğunan, orta turu baran doyduga bugatın dağanı suraqsacık suğa hardağına. Juluskanna juluman kallan, allara jura tuttan tutumda sağa tutuluga suaq, aljar kay, ağı silaq sağalaq, alar kay, an doydu, tan ağı silaq sağalaq, an doydu tan allara kattıga hıttan, karıs da sağa karagata suaq. O suraq ayılla iligine. Ortotunan kurdaq, ortotunan kurdaq, orto turu varan doydu tüy mäçe kurduk tögülüyen üeskebit ebit. Bu orto turu varan doydu orguta billibet, ulagata köstibet, ulu utunar usrundaq ebit. İnne kenne billibet, kennelemen yenne ilgiste ergi oloror, erilliga sülüktaq, iti baykal engerdaq ebit. Tüge köttü kürgülemetek sağalanıda billibetek, İlgis kırılığı kığınca turar kığı kumak kırıdayda ürülüğü usta turar ürün kumak ülktellek. Taas kaya moçoğalak mus kaya cayınlak. Kırılığı usta turar kığı cımak mus kırdırlak ürüye süyle turar ürün mus ülktellek. Baham elbek bolunay mus ülktellek oyoğustoğ habit. Oroy buraya kallanım oroyun diyeko oroyun ülen taksıbıt otuğuz taas kaya oroydoğ habit. Sıralmagan günüm sıralasın tariye tıgar sıtar kayasın dыстaq. Kilenerer günüm kilbiyene kildeci tıgan taksarı taas жаңы kayalaq ebit. Batta takamatal cibat baragay tahalaq. Suyunan aksanlaq suyulugudda sıtar suyuna elbek örüsterdaq ebit. Konu kolu vura bildi be. Aksana tuga bildi be. Derin dara köllerdaq ebit. Settuğun sette seskel seslerde kağuğun ağı sadar kayalarda toğun toğu sulu tuğray tumullarda hebet. Ükte töküğül cüybet ütüemesünne kebilede kekebel cilbek ketik keliler annelar takka kamsabat ağrağa akılapbaq. Ağı silak sağlaq altta lepselak ağlar kaytelerker aygır segilik anedaydı ayıllı bu tebet. Oyan taksar künne koygulan kiler ıyda koktan biter mastaq uğulan biter uğulaq. Otoktan tönür sühülek, oruhulan tönür oğulaq. Orta turu doydu oluk suybut ebet. Sülen üyeler süylükte ürek uğutun kurduk. Ustan subuhan ağan istekterin ayı. Orta turu doydu onluktan tutsan. Kündü kök köbürü kögetçi barak bu kurduk. Kök nasın otundan kögeye birilen. Siyelere sides nağı saksıyan baran sabah barak bu kurduk. Ara sibekke ömüne birilen siden tupsan siriyeden taksib debit. Bu bilemeğe ol kemne bılırgı cıllarga ağan doydu içite ağan alakçın kotun. Alamağa haymağın kallan allara karttıgağır olaqtaq. Ayıhıt sağahının yeksit eceğinin süs küsübetin kol. Bunlar ağuğun ki tolkuydan orta turu varan doyduğu olaq bar boluqtağın tuğundan öndölü mağan kallan. Sorba ta kene geçer soruldu bu boluqtağ den. Üker kuyastığında hütes bayele hülün artoyunga taksan. Üs bara xara külüger üngən sütten tonağostaq beyto tonkoyan süyəqtaq beyto konkoyan ala çoğuran ayağın atan
Eten tığınan eğer cüta turbut ebtehi. Den alttan çoğuran ayağın atan sağa eğeri olur bu teptehim. Ürün artıyon, önce bağın kallan sakonu suruldu bu sette sirinin tehilikte, toğuz sirinin surugu takiniyetin ürdük ayılarından ağaltaran baran araya battan öndes günden öğüyen körün baran sön koloğunun söngüdüğün subu kuruduk den sağara olur bu teptehim.
Hotunga Oğloktan taksın Bonoydu baydak dualak Boğuluktak Olmaydan sürer hataktan götür kınattaktan süsü görünü bulan tüheren oloktan taksın diyen ılbat ayağı suğralıbat sorudağı biri olurdu. Önden mağan kallar üddük ayılara ayı sarın cılqa han odun han istibet deytiler da arga kallan allara eŋetinen köde süren soğuru kallan uluğu öttünen uğutu süren elin kallan eŋetinen ergeye köten Valla kıl soğunu bula oksunlar ulu tunalığı ebe kotunga tüveren oloktan oksubuttar. Bu doyduğa baya duola bolun diyenler sürer kınattağıktan süz taqtağı köter kınattağıktan süz körüngün yönü köyürü ülletçi diyenler ağız kartıgasta kalamay mağan kallan allara kartıgağın araya bartanlar. Orta turu doydu tomtör tüygör jogdör sarga talandak tağıtıgar ulu tunalığı ebe kotunga oloktan taksıbıttar. Üç sakanı üyeskeppi, töz sakanı töreppi, saka sarın toyan sabıya bay kotun, toğuz bolların tovağa bolbut, ağız kızların ardaya bolbut, künge körbüt soğutok hızların tiske kistebittir, sarbağa sahırbıttar, kappakçıga hatabıttar, onton kündere taksan ülüt turanlı güçkeye bağaytık olur buttar ebit. Bu olur doktorunu önden mağan kallan ürdük ayıları öyden cüylen körbittirem. Soğuru soqqor kolorun hallan ulağı öttügör uğutan olurur. Soqqor koloruk oğonyor soqqor soppan emäksin uğallara. 39 bisterin uğustara edimerdäk bettere orta turu doydunu öňöň körör bolbuttar. Alcar kayda allara doydu acaraydara idimerdäk idihey bistere öňöň körör ügestenmitler. Onu bilenler üldü hök ayılar suuralıbat sokuğunu taharandar, ıyılıbat ayağı ılınandar. Orta turu baran doyduga alamaya mağan kallan aksız kartıgahıgar olurur. Ayı jargıstay toyan acına siyer kotun emäksin kıra uvalların alamaya mağan kallan ürüt öttütten üteyen tüherenler. Ken keme ebe kotunga orus ayı jonun araŋatçılığı gün jonun kömüskede oloktan taksıbıttar. Edegen netten bılırgı günlere ahan köten ispitler. Ulu tunakı ebe kotunga toğ koyduk olur butları diyen ergiyen gelen elen seren kören turdakka. Saka sarın toyanı sabaya bay kotun günün seniger közdörü böt ağız bulas soğukta. Kaytalığına kuo kızların kiske kistebitler, sarbağa sağırbıtlar, kırsağa kıvıpbıtlar, berelge bispitler. Kardakka kampatak, şiittaka şirbetek, ösünnäk öňöýbetek, bılıttaka bılıtpatak, ağına ağabatak, şikeyi sibetek, ağız bulas soğukta kaytalığına kuo Bırakkan taŋas bütey tamana sandarby, taman bütey bültö köstübü, bültös mötö silite, jalkıybı, bıt iki kara, tiz kuturugun karçınları tutan käspi kurtuk kamsır kara kasta, habit
Taksan erer günüm sardangatın kurduk, sardangalak sırayda, kiren erer günüm kilbenin kurdu, kilben nehiye destek, busput o ceyen utun olan, sotan kəspik kurdu, ikkiti jelkey imnerde xebet. Tayak kırşilitin turoru tupu kurduk, sırlıqa ayılaq, sıyıllağa smurunna xebet. Uus ki uğran tutan oğur butun kurduk, uğraqa ayılaq, obuyukan vasta xebet. Ulu turar ulan biye kurduk, ularıççı körübüt, tömçük tas kurudu, ütüye mesünnek, kız o kırığı baya talalan göskebit ebit. Ağız bula suaqta qaytalığına kuva baraksan soğun surağı ortu doyduğa surağır bıt. Ye doyduttan oyan körör bol buttar alto doyduttan surağın körör bol buttar allara doyduttan kantayan körör bol buttar. Onu bilenleri saka sarın toyan sabıya bay kotun kalın kalkanların katan temirinden katağır oğutlar buttar soğun mocoğulur gorton temirinden olur oğutlar buttar soğun durdaların kalın kakkaların eziyeder buğatırı harcıt bergeni soğuru kotu tomtordorga karı bulanan ana buttar o kurduk olur doktoruna bir ütüye gün Bulata soğuk kallağına etin epitin kurudu, soğuru, sokkor koloruk kallağın anın diye, ketten ulu burga ıtılla tüspüt, ton toburok toğu tüspüt, ulu koloruk toğu ıtıyan sıbıhtasın nibıt, ol kenne soğuru kallağın anın diye, ketten abahı ola temin tinsirike, ile beytinden bağdas adas ıstangalan, agdas oyulan, ruh kallan, tomturgor oyan kölen ol bu deki odbulu turda. Kallan kara sapan, kaya tardan olan ıtыстahınar karanganı, tüerde ağız bular suwakta kaytalığına kuo, ilime cetin üst kos, ürdün üreye battan ağız bulas soğuktan ta sabara ıtığınan üst tögül eriye battan ılan baran utap pıtınan soğuk pıtınan soğuru kallan alnın jeki tuğuspan koloruk buğulan toğu ıtıldan tüye turdağa. Ağız bulas soğukta kaytalığına kuo ıtığı soğu barbıt sanata rak tanımı çığşak ırıta buğulan ılman yeni edinnağa.
Ытı soğu var bu sanata rağıktan simediğin süten kalla. Sakasarın toyun sabıya bay kotun. Ondan soğuya yanın sanalara astarın ağal kılgan, köksülere inni büyütüne bir kıtcan, barar sildere bağına büyüte boğulan, kere sildere kediyi büyüte boğulan, karığa karbılan, kalan kallılar. Koyutun koyut kemne kenara, söydürün töydürün bulanlar. Sakasarın toyan sabıya bay hotunu sorup bozul oğulgar subu kurduk diyen sorudak beri olur bu tebitehim. Cebum oh soriri bit sürer hatak bıt soruk balur olobut arğalanan nıgar oluktuk ayı conun araçta gün canun sonundur dadam orada kılına orada yakan buğatırga barangın eterem soğuk kısmıtın acıray ola oranım talanım barandam onu hirisonu nirinden Toro sonun torunun diyen günü görsün küresi bu cahanı körün üdem diyen soru olur oğlun soruk bilen soruya olurdu. İttem istibetim diyeceğler talala kubaha orgata sonda örgüte ıstanda ilintihe ütülükte kelintihe öterbeste battağa bergehere soruk boldur uor ulu uoragaytarın ilmeciyelerin atta kalahaların çukdandak tusahatıgar tergendak tergehetigar turoru süren taksan ton tohuğa turoru bayırlan turartı Tıy hatın ürüdüger kartın köpü kapçı kurduk çörös kını oluru tüste da arka kallan deki salaya battan soğuz soğuz tohto unar buru kurduk subırıskınan kallan. Edebili mega ol kemine kiren keme ebe kotunga ergen kelen ol bu deki olotan körde kavorda kılında hordaya kan bugatır Ji altın tagar taksan alatın attıgar turan ol bu diyeke olotu turudağına ürün tuman kennitten tıhı tıyat baratız kına tüste soğuru tumu ürdügeri keren çoros kına toktu tüste ol ürdük mındatıtten üyehe öttütten soruk baldır oyan ıstanan tüste Çağrı sağa da boğular orada kılındak ordaya kaniniger tuğra mağara kamta onunla oğunurdu ömeğintü ilcitlerin eden diyeten kebiste. Onu isteyen orada kılındak ordaya kan bugatı tığır oğunurdu ömeğinge subu kuruduk diyen ilcit ıta turbutu. Kırabı
кербом сорук болурулагам эмексинне коганнорга тиеңин эте оғыз мен айы жонун арчыта күсан жөкүн жонун суонун дурдата этем онон кинилер ağzı bılı soğuk tok aytanına kuva kıstarın bıhan ağalım solun dammin ton solun dammin tiyen acaray ulun yenin dammin küresi bu cahanı diyen ilcitin ete turupu teptebim. No, Алексей бигин көрәт тағаны биремен бүтті болағ диетем. Алексей төһө бағарар ұғынны кетері. Молбатта. Жейді кетер. Eretemesite motoktanı
салоне «Времена года» новая стильная коллекция. Скидки до 70%. «Времена года». Торговый центр «Силуэт». 2-й этаж. Керин доғытты. Таварым барықсан, ері жоға. Барата кені бағар бітін, санабыдың күрдік. Табыс саңа жия. Ері күдің тәңгілдесте, ері яфын. Асте от покупки своей квартиры. Прокат мужских костюмов в Якутске. Подберем костюм на любое ваше мероприятие. Мы сэкономим вам ваши деньги и ваше время. Обращайтесь. Прокат костюмов Якутск. Ждем вас. Букеты бывают разные, и поводов купить цветы тоже достаточно. Студия флористики Лены Бочковской, Пушкина, 21, 727-007. Ты сказал, прям организуешь. Вот, мы будем охотиться. Центр традиционной китайской медицины Пекина «Хуата». Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 260091. Твори, создавай, воплощай свои идеи с магазином «Блеск». Широкий выбор для рукоделия и шитья. Магазин «Блеск», Лермонтова, 63. С 1 по 31 июля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина, 12, 2-й этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Благовещенск еще никогда не был так близок. 24 августа запускается новый поезд Нижний Пестях-Благовещенск. Прямое сообщение с Преамурьем через день. Продажа билетов уже открыта. Обращайся. Это бесплатное приложение для передачи обращений в администрацию наследия вашего улуса. Следите за последними новостями вашего района, чтобы всегда находиться в курсе всех событий. Можно найти юридическую и бухгалтерскую помощь от квалифицированных специалистов. Обращайся. Доступно по QR-коду. Привет, меня зовут Надя. Это мое скромное заведение на 40 квадратных метров. 3 года мы работали на чистом энтузиазме и стали довольно популярными. Сейчас Китай-город располагается в помещении на 160 квадратных метров. Это уже не как хобби. Кухня, бар, официанты, технолог. За всей работой нужно следить и еще считать прибыль. А с прибылью нам помогает АЭП «Бизнес». Бесплатная аренда за терминал, зачисление средств день в день, с выгодной комиссией без привязки к обороту. Я доверяю АЭП «Бизнес». Үддік қатысуыла, кылгас білемегер, түрген тарған құттула, мен жебен кергетер, могу мебель. Могу мебель. Білсем нөміргіт. 713-616-717. Продолжает наш эфир срочный выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 8-е спортивные игры народов Якутии в Усть-Алданском районе не успели официально стартовать, как село Барагонцы накрыл ураган. Стихия и порывистый ветер разрушили некоторые конструкции стадиона, вследствие чего пострадало 18 человек, в том числе 3 детей. Прямо сейчас с нами на прямой связи находится наш корреспондент Виолетта Засимова. Виолетта, здравствуй, расскажи, какой ущерб нанесен объектам игр, какие меры принимают и как себя чувствуют пострадавшие. Здравствуйте, Сергей. Зрители, да, во время открытия стадиона Маягатта Бертхара в Барагоне пострадали 18 человек. Во время торжественной части внезапно начались сильный ветер и ливень. Конструкция LED-экрана, установленная к открытию 8-х спортивных игр народов Якутии, не выдержала капризов непогоды и обрушилась. А в результате пострадали 14 человек, из них 3 детей. Все они экстренно были доставлены в местную больницу. По последним данным, к числу пострадавших добавились еще 4 человека. Более подробно о состоянии пострадавших расскажет Любовь Бурнашова, замминистра здравоохранения республики. Все пострадавшие средней степени тяжести, они все в сознании. В настоящий момент происходит
погибших нет, значит, тяжело раненых тоже нет. И по итогам обследования, значит, дополнительная информация будет чуть позже. В администрации Усолданского района уже прошел ВКС с участием председателя правительства Андрея Тарасенко. Создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Уже начались работы по восстановлению. Со мной рядом заместитель главы Усолданского района, первый заместитель главы Петр Сивцев. Петр Степанович, вам слово. Да, сегодня прошелся сильный ливень и ветер, и в результате чего у нас очень много чего пострадало. И в первую очередь это стадион Майгатта Бердхара. На данный момент идут восстановительные работы. Еще пострадала линии связи, линии электропередачи. Вот в связи с этим, наверное, у НВК Саха сейчас в данное время неполадки с интернетом. В течение до конца дня мы постараемся все это исправить. Все плановые работы, все плановые мероприятия, они проходят по штатному режиму. Сегодня в 9 вечера, в 21:00 состоится генеральная репетиция, и, как планировали, завтра будут открытие игр. Сегодняшние мероприятия, спортивные состязания, это футбол, волейбол, они какое-то время остановились. В данное время им предоставили дополнительный источник питания, и они возобновят свое соревнование. Вот у меня кратко все. Так, на этом все. Сергей. Виолетта, спасибо за информацию. Будем ждать от тебя новых подробностей. Но что касается пострадавших от ураганного ветра, то им окажут всю необходимую помощь. Глава республики дал поручение региональному правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим от урагана в селе Барагонцы. Как сообщила СН Николаев в своем телеграм-канале, вследствие ураганного ветра произошло разрушение конструкции экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 14 человек. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время примут все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия. Также во время разгула стихии пострадали опоры электропередачи. В настоящее время в Барагонцах нет электричества. Заявленные на наших телеканалах трансляции по понятным причинам не могут быть продолжены. И вот как прокомментировали ситуацию представители центральных электрических сетей. Сегодня, 4 июля, Барагонским РЭС зафиксированы технологические нарушения в результате урагана на воздушных линиях 10 киловольт, Барагонцы-1, Барагонцы-2, Сельхозхимия, Маягаз и подстанции 110 киловольт Барагонцы. В настоящий момент стихия утихла. Без электроснабжения продолжают оставаться жители сел Барагонцы, Мындаба, Маягаз и Чаран. Персонал Барагонского РЭС приступил к срочному осмотру линий, выявлению повреждений и устранению технологических нарушений в сетях. Энергетики будут работать в усиленном режиме до полного восстановления электроснабжения. Елена Васильева, пресс-служба центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». И по только что обновленной информации мы узнали буквально только что, пострадали 20 человек от ураганного ветра в селе Барагонцы. По информации оргкомитета, все запланированные на сегодня мероприятия продолжатся. В результате шквального ветра приостановлен матч по мини-футболу. Предварительно еще 2 матча запланированы на сегодня. Стартуют игры в 19:00 и 20:30. В данное время неравнодушные местные жители и сами спортсмены вышли на спортивные объекты для проведения восстановительных работ. Мы продолжаем следить за обстановкой в Барагонцах. Увидимся чуть позже. Чуть позже. Приобретайте морозостойкие термодвери 7 дверей СТА в наличии и под заказ, разработанные по своим технологиям с учетом климатических особенностей Крайнего Севера, опытом работы в городе Якутск 20 лет и гарантией 2 года. ЖК «Атмосфера» объявляет старт продаж квартир комфорт и бизнес-класса. В
Впервые в городе Якутске уникальный жилой комплекс. Это удобные планировки, улучшенный дизайн вестибюлей, двор без машин, современное благоустройство территорий, удобная транспортная развязка с доступом в любую точку города, беспрецедентное количество парковочных мест. Для наших покупателей самые низкие ставки от всех крупных банков. Клиника «Варикоза нет». Первичный прием хирурга-флеболога с УЗИ обеих ног – 1000 рублей. Звоните 319-019. Мен атын Алексей Уаровской. Бүгін 10 турагар быйыл үсүн кыттабын. Әрчем әбінәрбәр, күз лоқ комынарбар. Меха чаптык салкын, раз у, көк олгым, көк бере. Әстебе дәрчемнәк, самныбат саналақ. Чекен күз туруктақ, кыйылақ құтулақ болар бар. Меха элит аква, раз у, кеме болар. В новом жилом комплексе «Мир» в самом центре города Якутска у вас появилась возможность приобрести квартиру от застройщика ООО «Специализированный застройщик. Жилищно-строительная компания». Телефон 40 30 97. Проектная декларация на сайте jskyakutsk.ru. Магазин «Унты здесь» приглашает жителей и гостей столицы в наш магазин, расположенный по адресу улицы Родзинского, 24Б. У нас большое поступление новых моделей по ценам 2021 года. Телефон 43 20 12. Ачыкын алжанна, ыксал болла. Жокуске коракка үрдүк тахамнаахтык сатабуллаахтык глазко мастыскайгар оңрабут. Ачыкы ханнык багарар устук алжанытын эһиги корон турдакатына оңран берекпет. Беһиги аржинкерди улусатын урхатетигер бастык дәскә үлелибет. Глазко оптика она ачыкы рмөнүн бастык мастерская.
Уважаемые телезрители, начинаем 4-ю встречу между командами Усалданского улуса и Северо-Восточного федерального университета. У нас была остановка в течение 2 часов из-за отсутствия электроэнергии. В этот период времени сыграла команда из Амгинского улуса с командой из Горного улуса. Общий счет в партиях 3-0 в пользу Амгинского улуса. Ну а сейчас переходим непосредственно к игре Усалданского улуса и Северо-Восточного федерального университета. Команда Северо-Восточного федерального университета и Усалданского улуса. Команды приветствуют друг друга. А я между тем представлю вам судей данной встречи. Первый судья Ефремов Аркадий, 1-я категория, город Якутск. Второй судья Кузьмин Афанасий, 1-я категория, город Якутск. Секретарь встречи Терентьева Агафья, город Якутск. Помощник секретаря Трофимова Поросковья, 2-я категория, город Якутск. Вам представляют состав сборной команды СВФУ. Сейчас к вашему вниманию состав сборной команды Усалданского улуса. Последние наставления игрокам от тренеров команд. Афанасий Кузьмин, 1-я категория, город Якутск. Судьи на линии: Геннадий Назаров, город Якутск, Семен Афанасьев, город Якутск. Секретарь матча Агафья Терентьева, город Якутск. На ваших экранах главный тренер сборной команды СВФУ показали, Сабарайкина Семена. Представляется стартовый состав команд Северо-Восточного федерального университета. Стартовый состав Номер 1 СВФУ. Номер 1 Эркин Киров, капитан команды. Номер 4 Айтал Алексеев. Номер 7 Андрей Мерикянов. Номер 4 Айтал Алексеев. Номер 4 Айтал Алексеев. Номер 8 Алексей Устинов. Номер 8 Алексей Устинов. Номер 16 Аян Сыромятников. Номер 16 Аян Сыромятников. Номер 17 Сергей Ветчитов. Номер 17 Сергей Номер 6 Ветчитов. Евгений Пермяков, либеро команды. И номер 6 Номер 9 Евгений Пермяков, либеро команды. Номер 22 Константин Андреев, либеро команды. И второй либеро Главный под тренер номером 22 это Константин Андреев. Представляется стартовый состав Усалданского улуса. Стартовый состав Усалданского Номер улуса. 3 Егор Наговицын, Номер 3 капитан Егор Наговицын, капитан команды. Номер 4 Владислав Ковалев. Номер 4 Номер Владислав 7 Ковалев. Егор Щербак. Номер 7 Егор Щербак. Кривошапкин. Номер 10 Миргустан Кривошапкин. Номер Следующий. 11 Максим Феоктистов. Номер 11 Максим Номер Феоктистов. 12 Григорий Тимофеев. Номер 12 Григорий Тимофеев. Номер 14 Номер Нюргун Колодейников. 14 либеро. Нюргун Колодезников. Номер 15 Первый либеро Степан и Предезников, номер либеро команды. 15 Главный Степан тренер Акаемов Семен. Предезников. Степан Предезников, второй либеро. Главный тренер команды Семен Акаемов. Центральная встреча. Команда Усалданского района чемпион нынешнего года первенства республики. А команда Северо-Восточного федерального университета заняла 3-е место.
И по итогам первенства были определены лучшие игроки, которые сегодня на площадке. Это у нас Нергун Кривошапкин, лучший связующий. Лучшим игроком был признан Егор Щербак, который под номером 7 защищает цвета усалданской команды. И лучшим нападающим в первенстве республики был признан Эркин Киров, номер 1, Северо-Восточный федеральный университет. Ну и хочу также напомнить, что в составе сборной команды Северо-Восточного федерального университета играет под номером 6 Евгений Перемяков, либеро команды, который является чемпионом спортивных игр народов Якутии АМГА-2019 в составе сборной команды Чурапчинского улуса. Ошибку допускает Андрей Мерикянов. Уже какой игрок, какой команды при первой же подаче допускает ошибку. 1-0. Эркин Киров на нападении. Выигрывает первое очко для своей команды. Счет становится 1-1. Неудобная передача была для Эркина Кирова, но он справился с этой задачей. На подаче 8-й номер Алексей Устинов. Хорошую защиту демонстрируют игроки сборной СФУ. 4-й номер Владислав Ковалев. С 4-й зоны не успел либеро команды СФУ среагировать на этот сильный удар. На подаче Егор Щербак. 2-1 общий счет. Переходящий мяч задевает связующий сборной команды СФУ Алексей Устинов. Первый судья зафиксировал ошибку. 2-3. Ошибается при подаче игрок команды Усалданского улуса. Мяч переходит к команде СФУ. Центральный блокирующий под номером 4 на подаче Айтал Алексеев. Высокий центральный блокирующий, ростом 1,93 м. 3-3. Уводил мяч от блока до игры команды Усалданского улуса. Не попал в площадку. Отмечают со второй зоны Владислава Ковалева. Блок не справляется с нападающим ударом. И счет становится 4-3 в пользу Усалданского улуса. Земляки активно болеют за свою команду усалданскую. И опять же очередная ошибка при подаче. Эркин Киров подавал силовую, попадает в сетку. Обменялись любезностями подающие. На подачу выходит Владислав Ковалев. У него тоже силовая подача неплохая. Посмотрим, приложится ли с первого раза. Сорвался мяч, не попал. Аут. Пять-пять.
Сергей Бетчитов. Эйс. Степан Предвестников показывает, что вроде бы был аут. Ошибается при приеме Егор Щербак. А тем временем Сергей Бетчитов продолжает хороший мощный удар в исполнении номера Григория Тимофеева. Блок даже не успел среагировать на этот прострел, на прострельную передачу связующего. Степан Предвестников оставляет мяч в игре. Подключают Эркина Кирова со второй линии. Ошибку допускает Сергей Бетчитов при доводке мяча. Ну и высокорослый Егор Щербак двумя руками сбрасывает мяч на незащищенное место площадки соперника. 7-6. Помогает Эркин Киров своему связующему. Мощно со второй линии пробивает блок Владислав Ковалев. Потихоньку начинают заводиться команда Усть-Алданского Улуса. — 8-6. Егор Наговицын на подаче при счете 8-6. И снова ошибка при нападении первым темпом. Либо мяч низковат, либо блок высокий. Да, вывел связующий своего нападающего на двойной блок. 9-6. Поле попадает мяч прямо на край площадки. И Егор Наговицын зарабатывает 10-е очко для своей команды подачей. 10-6. Снова не справляется с приемом лидера команды Евгений Пермяков. И снова подключается во второй линии Эркина Кирова. Егор Щербак сбрасывает мяч. На этот раз среагировали защитники, но, увы, Эркин Киров допускает ошибку. Хороший был эпизод, особенно в защите. Первый тайм-аут при счете 6-11 берет команда СВФУ. И опять речь идет о приеме и доводке. Простая, говорит, при простой подаче необходимо стремиться мяч принимать сверху. — 11-6. Сборная команда Усть-Алданского Улуса впереди. Продолжает подавать Егор Наговицын.
На этот раз хорошо справляется с приемом Евгений Пермяков. Трос. Попадает Сергей Бечитов. Не по темпу вышел на этот мяч. 12-6. Преимущество у солданской команды растет. И снова не справляется с приемом игроки сборной университета. 13 очко завоевывает команда Усалданского Улуса. Вроде бы подача не такая сильная, сложная. И снова мяч перелетает через сетку. И в ударе 12-й номер Григорий Тимофеев, центральный блокирующий, подключается к игре первым темпом. — 14-6. И снова ошибается Евгений Пермяков. Готовится нападающий удар. Владислав Ковалев попадает в либеро, извиняется. Мяч попал в лицо Евгению Пермякову. 15-6. В этом отрезке игры игроки усалданской команды очень хорошо раскрылись. Ошибается при подаче Егор Наговицын. — 7-15. Пошел подавать Аян Сыромятников. 1,85 м рост Аяна Сыромятникова. Степан Предвестников грамотно довел прием. Ну а Егор Щербаков выиграл 16 очко для своей команды. Прямо попадает в котел и выигрывает 16 очко. 12 номер. На подаче Григорий Тимофеев. Силовая подача. Вау! Улетает мяч после нападающего удара Андрея Мерикянова. Мяч пролетел над блоком. Григорий Тимофеев. Вторая подача неудачная. — 8-17. Подает команду СФУ. Эркин Киров сбрасывает от блока в аут. От рук Миргустана Кривошапкина мяч уходит в аут. Оставляют мяч в игре игроки команды Усалданского района. Не справляется Егор Наговицын. Мяч от рук улетает в аут. Вроде бы удар был не сильный. И при счете 17-10 тайм-аут берет команда Усалданского Улуса.
Семен Сабарайкин пояснил своим подопечным, кто как бьет из доигровщиков у солданской команды. Просто говорит, необходимо выйти в то направление, куда идут нападающие удары, и спокойно доводить мяч до связующего. 7-й номер продолжает подавать Андрей Марикянов. Справляется с приемом либера. В высоченном прыжке Егор Щербак над блоком пробивает мяч и не оставляет шансов для защитников Северо-Восточного федерального университета. 18-10. 8 очков отрыв между командами. Нургуштан Кривошапкин подает планирующую подачу. Эркин Киров. Блокаут. Лучший нападающий сборной Северо-Восточного федерального университета Эркин Киров, номер 1. 8-й номер Алексей Устинов подает на Егора Щербак. Среагировали блокирующие, опускающийся мяч. И снова скидка в исполнении Егора Щербак за блок. И 19 очко в пользу команды Усалданского улуса. На площадку выходит игрок номер 1. Замена в команде сборной команде Усалданского улуса. На площадку вышел игрок под номером 1. Это Алексей Готовцев. Посмотрим, какая у них подача. Силовой будет подавать. Эркин Киров не справляется с приемом, но к этому переходящему мячу не был готов капитан команды Егор Наговицын у Солданского улуса. Замена в команде Солданского улуса. Вместо игрока номер 1 на площадку выходит игрок номер 7. Обратная замена в команде Солданского улуса. Возвращается на площадку игрок под номером 7. И снова очередная ошибка у связующего. Мяч снова проскальзывает между пальцами. Вроде бы успел на этот мяч Миргустан Кривошапкин. Но у нас на подаче Айтал Алексеев, сборная команда университета. Оставляет мяч в игре. Сильный нападающий удар. И очко выигрывает команда Северо-Восточного федерального университета. Егор Щербак просит привести площадку в соответствии с нормам, вытереть где мокро. Ну, а Айтал Алексеев продолжает подавать. 14-19 счет в первой партии. Эркин Киров нападает с 4-й зоны. С 3-й зоны нападает Егор Наговицын. Но, увы, ошибается при подаче. И при нападении мяч далеко улетает в аут.
15-19. Разрыв между командами постепенно сокращается. К сожалению, Айтал Алексеев допускает ошибку при подаче. 20 очко зарабатывает команда Усалданского улуса. Одиннадцатый номер Максим Феоктистов. Эркин Киров со второй зоны попадает в площадку. Эйс в исполнении 17 номера Сергея Бетчитова. И счет становится 18-22. Настраивается подавать Сергей Бетчитов. Второй эйс подряд в концовке первой партии. Не справляется с приемом Степан Придезников. Сергей Бетчитов выигрывает второе очко подряд. Делает счет 19-22. И снова адресует Степану Придезникову. На этот раз Степан справляется с приемом. И мощнейший удар Григория Тимофеева первым темпом. 23 очко приносит команде Усалданского улуса. На подаче капитан команды Егор Наговицын. Хорошая доводка. Начинает понемногу разыгрываться в концовке данной партии Сергей Бетчитов. Хороший перевод мяча. И от блока мяч уходит в аут. Аян Сыромятников подает. Егор Щербаков справляется. Ну а Владислав Ковалев добивает мяч до пола. 24-20. Проделывает большой объем работы Владислав Ковалев. 24-20. Увы, не справляется с подачей игрок сборной команды Усалданского улуса. Мяч переходит к игрокам сборной СВФУ. 21-24. Андрей Марикянов.
на подаче. И снова адресует мяч в адрес Семена Бекчитова, Светланы Придесникова. Хорошую комбинацию Первую партию разыграли со счетом 25-21 солданские ребята. выиграла команда у Солданского Улуса. И 25-е очко зарабатывает сборная команда Солданского Улуса и выигрывает первую партию. Счет в партии 25-21. Показали хорошую игру ребята. Команды подключали практически все зоны нападения. Вторая, четвертая, третья. Со второй линии подач потеряли Семен Соборайкин своим игрокам. Но при счете 21-20, проигрыш при счете 21-25 и при 8 потерянных подачах, это, конечно, очень много. Счет 0-0. Буквально через пару секунд начнется вторая партия. Второй судья проверил расстановку. Вторая партия начинается с подачи Григория Тимофеева, 12 номер, Солданский район. Парень 1,93 м, 2000 года рождения. Силовая подача. Справляйтесь с приемом. Ребята из СФУ. Американов Андрей приносит первое очко своей команде. 1-0. Дальше Степана Придесникова. Егор Щербак сравнивает счет. Жестко сбрасывает по линии.
10-й номер. Миргустан Кривошапкин. Подключается к нападению игрок со второй линии Северо-Восточного федерального университета и зарабатывает второе очко. Не справляется с приемом. Егор, 2 мяча на поле. Свисток последовал сразу. Остановка игры. 2-1 в пользу Северо-Восточного федерального университета. И на подаче 8-й номер Алексей Устинов. На этот раз Егор Щербак доводит до своего связующего. Пробивает блок Владислав Ковалев. Счет сравнивает счет 2-2. Егор Щербак на подаче. Не справляется с приемом Евгений Пермяков. Эйс в счет Егора Щербака. Три-два. Команда Института Алданского улуса выходит вперед. На этот раз и снова не справляется с силовой подачей Евгений Пермяков. Мяч перелетает через сетку. Четыре-два. Концентрация мощнейшая у Егора Щербака. К сожалению, допускает ошибку. 3-4. Замена в команде СВХУ. Вместо игрока номер 4 Айтала Алексеева на площадку выходит игрок номер 11. В сборной команде СВХУ замена. Вместо игрока номер 4 Айтала Алексеева на площадку выходит игрок под номером 11 Данил Лисачев. И пошел сразу подавать. Это парень 2004 года рождения игрок. Увы, к сожалению, ошибается. Подавал планирующую подачу. 11 номер 5-3. Максим Феоктистов. Сейчас нужно воспользоваться ошибку допускает Владислав Ковалев. Резкий сброс игрока сборной команды университета застал врасплох защитников алданской команды. Седьмой номер Андрей Американов приносит своей команде 5-е очко. Пропала доводка у обоих команд. Эркин Киров. Силовая. Эйс!
Плохая доводка. Мяч смягчается блоком. Простой перевод через сетку. Еще раз подключается четвертая зона. Мяч оставляет Евгений Пермяков. Но уже второй раз допускает ошибку Алексей Устинов. Вытирает пальцы рук об футболку свою. 6-6. Ошибка при подаче у Владислава Ковалева, 4-го номера команды Усалданского Улуса. 7-6. Сергей Бетчиков, 17-й номер. И снова не справляется с приемом игроки команды Усалданского Улуса. Простой перевод мяча через сетку. Эркин Киров в высоком прыжке со второй линии сколачивает мяч. Пробивает тройной блок. Стучит себя. — 8-6. Не был готов к этой передаче Андрей Американов. И снова мяч не доводится до Андрея Американова. Очень сумбурный период игры. 7-8. 8-7. Не ждал этого сброса Андрей Американов. Из его рук мяч улетает в аут. 7-8. В этот раз блок не пропускает сильный удар в исполнении Андрея Американова. И команда Усалданского Улуса сравнивает счет 8-8. Егор Наговицын. Отведенный мяч. Подключение Эркина Кирова. Попадает Эркин прямо в угол площадки. Несильным ударом переводит Замена в команде СВФУ. мяч по линии. Номер 16. Аяна Церемятника. На площадку игрок номер 4. Замена в команде СФУ. Вместо игрока номер 16 Аяна Церемятникова на площадку вышел игрок под номером 4 Айтал Алексеев. Владислав Ковалев выигрывает очередное очко для своей команды. 9-е по счету. Григорий Тимофеев. Команда СФУ осталась без атаки. Вовремя постраховал своего нападающего. Мяч, прокатившись по верхнему краю троса, попадает в площадку сборной команды СФУ. Выиграно 10-е очко команда Усалданского Улуса.
Продолжает подавать Григорий Тимофеев. И снова мяч не доводится до связующего. Не получается атака у Мерикянова. Ну и нестандартно хотел сыграть Миргустан Кривошапкин. Не достал мяч, улетающий мяч. 10-10. Андрей Мерикянов будет подавать. Степан Предвестников справляется с приемом. Но друг друга не поняли связующий и центральный блокирующий Максим Феоктистов. И проиграли 11 очко. Не стал сильно бить Владислав Ковалев. Мастерство сброса продемонстрировал Егор Щербак. Чередуют сильные нападающие удары со сбросами в шестую зону игроки у солданской команды. Ну и ошибку допускает при подаче игрок сборной команды у солданского улуса. 12-11. Подает Алексей Устинов. Скользит мяч по пальцам у Степана Предвестникова. Ну и эйс зарабатывает команда Солданского Северо-Восточного федерального университета в лице Алексея Устинова. На этот раз Степан справляется, но не справляется с нападающим ударом Максим Феоктистов. Да, низко по высоте мяч. Миргустана Кривошапкина, игрок номер 1 Алексей Готовцев. На площадку вышел Алексей Готовцев, игрок сборной команды у Солданского улуса, вместо Максима Феоктистова. Вторую ошибку допускает Степан Предвестников при приеме. Его заменяет Миргун Колодезников. Сейчас по новым правилам заявляется по 2 либера в каждой команде. И они могут менять друг друга. Хороший прием либера. И хороший нападающий удар в исполнении Максима Феоктистова. На чистой сетке 12-15. Лидирует команда Северо-Восточного федерального университета. Не стал рисковать Егор Щербак. Мяч от блока попадает в голову Эркины Кирова. И улетает в аут. Егор Щербак планирующую подает. Эркин Киров помогает своему связующему. Долго сопровождали отскочивший от блока мяч игроки команды университета. Все подбежали к своему нападающему. Но повезло. 16-е очко выигрывает команда Северо-Восточного федерального университета. 16-13. Аян
Айтал Алексеев подавал. (16, 14-16). Центральный блокирующий Максим Феоктистов. Эркин Киров в нападении. Неплохая доводка. И снова Эркин Киров. Но на этот раз перебрасывает блок и попадает в незащищенный угол площадки. 17-14. Сам пошел подавать Эркин Киров. Неплохая силовая подача. Остается мяч в игре. И опять ошибается связующий. Восемнадцатое очко зарабатывает Андрей Марикянов. Хорошая передача Контенне. И хороший нападающий удар продемонстрировал Андрей Марикянов. И при счете 14-18 тайм-аут берет команда Усалданского улуса. Вы, наверное, сами прекрасно слышали то, что кому сказал. (18-14). Эркин Киров, силовая подача. В поле попадает мяч. Не столь сильно, но эффективно. 19 очко зарабатывает команда СВКУ. Укороченная подача. И ошибка связующего. Алексея Готовцева. 20 очко выигрывает команда Северо-Восточного федерального университета. Блок смягчает нападающий удар. И снова Андрей Марикянов в нападении. Смягчает блок нападающий удар сильный Владислава Ковалева. На одном блоке хотел обмануть Андрей Марикянов. Не получилось. Зацепил Григорий Тимофеев и выиграл очередное очко для усалданской команды. 15-е очередное. 15-20. Андрей Марикянов приносит своей команде 21 очко. Игроки сборной команды университета ликуют. 21-15. Подает Сергей Бетчитов. Егор Щербаков не справляется с приемом.
Подключается первый темп. Это у нас Григорий Тимофеев приносит своей команде 16 очко. Егор Наговицын. Вау! Посылает мяч Егор Наговицын. 22 очко у команды Северо-Восточного федерального университета. Аян Сыромятников. Планирующая подача. Рисковал Егор Щербак. Этот риск оправдался. 17 очко. (17-22). Вторая ошибка подряд при подаче игроков сборной команды Уфалданского УЛУСа. Подарили 2 очка. Счет уже становится 23-17. Андрей Американов идет подавать. У него тоже неплохая планирующая подача. К сожалению, в этот раз он допускает ошибку. — 18-23. Эркин Киров вышел на переднюю линию. Пас в четвертую зону. Не хватило высоты при скидке у Эркина Кирова. И 1 в 1 Максим Феоктистов блокирует Эркина Кирова. Закрывает ход. — 19-23. Хорошая доводка. И Айтал Алексеев добывает 24 очко. Не успевает блок подняться с первым темпом. Счет становится 24-19. Егор Щербак. Не успели перенести. Не успел Эркин Киров перенести руки через сетку. Мяч от рук попал в лицо. 20-24. Алексей Щербак на подаче. Линейный судья показывает, что мяч попал в площадку. 21-24. Оставляет мяч. Эркин Киров забивает до пола мяч и приносит 25-е очко. 1-1. Результат двух партий. Со счетом 25-21 выигрывает вторую партию сборная команда Северо-Восточного федерального университета.
Нету, да? Кланя, кланя. Давай выиграем. Уверенность, тогда выиграем. Начинаем третий сет игры между командами Северо-Восточного федерального университета и хозяевами спортивных игр народов Якутии сборной командой Усалданского улуса. Счет встречи 1-1. Болельщики Усалдана активно болеют за свою команду, подбадривают, заряжают энергетикой для победы в третьей партии. Андрей Мерикянов будет начинать третью партию. Ошибку фиксирует первый судья. Ошибку при второй передаче. И первое очко зарабатывает сборная команда университета. На подаче Андрей Мерикянов, 7-й номер. Егор Щербак выигрывает очко. Сам принял, сам осуществил нападение. 1-1. Аргустан Кривошапкин. Эркиндиров. Попадает в аут. Был хороший перевод с 4-й по 4-ю. Мяч попал в аут. Нападал 17-й номер Сергей Бекчитов. Но блок в исполнении Максима Феоктистова преграждает полет мяча.
3-1. Ошибка при подаче. Очередная. И счет становится 2-3. Алексей Устинов. Хороший прием. Мощно зарядил Егор Щербак. «4-2». Команда Талданского района Улуса вырывается вперед. Эйс в исполнении Егора Щербак. Справляется с приемом Андрей Нарикянов. «5-2». И снова адресно подает Егор Щербак. Ошибается доигровщик сборной команды университета. Высоченные руки блокирующих у талданской команды. Блокируют полет мяча. 6-2. И снова ошибка при нападении. Сергей Бетчитов посылает в аут. И при счете 2-7 главный тренер сборной команды Северо-Восточного федерального университета берет первый тайм-аут. Хозяева болеют за свою любимую команду. Счет 7-2. Подает Егор Щербак. В аут попадает мяч. Улетает мяч. Счет становится 3-7. Чуть не зацепил мяч Андрей Нарикянов. Айтал Алексеев на подаче. Грамотно распорядился мячом Максим Феоктистов. Не доставал, но пальцами просто-напросто сбросил за блок. Киров. Зачехлили Эркина Кирова. Девять 3.
Сельских Кистошева подачи. В аут. С большим запасом улетает мяч. 4-9. Срывает Эркина Кирова. Владислав Ковалев со второй зоны пробивает мяч, пробивает блок. Да, центральный блокирующий не успевал на постановку блока. 10-4. В аут улетает мяч после подачи Владислава Ковалева. Сергей Бечитов. В аут улетает мяч после удара Егора Наговицына. И счет становится 6-10. Хороший прием. Не поняли друг друга. 10-7. Тайм-аут команда у Солданского. Связующий. Третий номер Егор Наговицын у солданской команды. И команда Солданского улуса берет тайм-аут. Сборная команды СВО постепенно приближается по счету. Сетку зафиксировал судья у 12 номера Григория Тимофеева. 8-е очко выигрывает команда университета. Сергей Бечитов подает. Владислав Ковалев перебрасывает через блок. Не стали нападать сильно. Не справляются в защите игроки сборной команды Солданского улуса. Это у нас Егор Щербак. Мяч улетает в аут. И счет становится 9-10. На площадку выходит игрок номер 5 вместо игрока номер 3. Николай Неустроев. 9-10. Минимальный разрыв в счете. Ошибка при второй передаче у Алексея Устинова. И опять сыграл свою роль мокрый мяч.
Андрей Мерикянов приносит своей команде 10-е очко. Десять 11. Аян Сыромятников на подаче. Егор Щербак не стал рисковать. Поле показывает судья. 11-11. Связующий игрок Алексей Устинов выигрывает воздушную дуэль у Егора Щербак. Сравнивает счет в третьей партии. 11-11. Хороший прием. 12-й номер Григорий Тимофеев подключается первым темпом. Пробивает двойной блок. Выводит свою команду вперед. 12-11. К сожалению, он ошибается при подаче. Замена в команде, в сборной команде СУПУ. Вместо игрока номер 7 Андрея Мерикянова выходит на площадку игрок под номером 10 Артем Дьяконов. И сразу идет подавать. Эйс. Ошибку допускает при приеме игрок команды Солданского Улуса. Замена в команде у Солданского Улуса. Вместо игрока номер 5 Николая Неустроева. На площадку выходит игрок номер 3 Егор Наговицын. И сразу же заменили игрока номер 5, который не справился с приемом в солданской команде. 13-12. Подает вышедший на замену Артем Дьяконов. Оставляет мяч в игре Артем Дьяконов. Простой перевод мяча в сторону соперника. Нападал Эркин Киров, 4-я зона. Егор Щербак приносит своей команде 13 очко. Не сильная атака в исполнении Егора Щербак. Дозированный удар. И результат 13-13. На подаче Миргустан Кривошапкин. Неплохая планирующая подача. Эркин Киров. Владислав Кауденко оставляет мяч в игре. Противоход. Был пойман игрок команды Северо-Восточного федерального университета. Целенаправленно Максим Феоктистов переводил мяч в первую зону. Выиграл 14 очко. 14-13. Подает команда у Солданского Улуса. Успевают подставить свои ладони.
Но Эркин Киров застоялся, не смог своевременно среагировать на отскочивший от блока мяч. Уходил назад, тоже попался на противоходе. 15-13. Мощного удара Егора Щербака мяч попадает в блок, и от блока отскакивает либеро. Не успел подставить руки. Нургун Колодезников. 14-15. Страсти на площадке накаляются. Никто не хочет сдаваться. Максим Феоктистов ставит точку в этой комбинации и выигрывает 16-е очко. 16-14. Хорошая доводка. 7-й номер сборной команды. 4-й номер сборной команды СФУ Айтал Алексеев добивает мяч до пола. Сам же пошел подавать. Счет 15-16. Третьей партии. Айтал Алексеев на подаче. Обменялись любезностями в нападении первым темпом. Максим Феоктистов. (17-15). Хорошие нападающие удары демонстрируют ребята с обоих команд. Аут. В предыдущем эпизоде тоже неоднократно ошибался при подаче. Вместо игрока номер 10 Артема Дьяконова на площадку выходит игрок номер 7 Андрей Иреганов. Первый номер Эркин Киров, капитан команды сборной университета на подаче. Силовая подача. Справляются ребята с солдатской команды. Подключение Владислава Ковалева. Перемудрил Владислав Ковалев. Хотел сыграть на тоненького, но не получилось. При одном блоке. 17-17. Эйс в исполнении капитана команды Эркина Кирова. Вот что значит капитан. Вот что значит лучший нападающий. Эркин Киров демонстрирует на протяжении 3 партий стабильное нападение. (18-17). Но, к сожалению, третья подача у него не получилась.
Владислав Ковалев. Силовая в исполнении Владислава Ковалева. Андрей Мерикянов. От блока мяч улетает в аут. Никто не хочет уступать в третьей партии. — 19-18. Мяч, задев трос, улетает в аут. И 20-е очко выигрывает команда университета. И при счете 18-20 тайм-аут берет команда Усалданского улуса. Третья партия может стать решающей в этой встрече, потому что все-таки в зале очень душно. Идет обезвоживание организма. Усталость. У кого больше физических сил, тот и выигрывает. Номер на подаче. Сергей Бетчинов. Первое очко зарабатывает команда Северо-Восточного национального университета. Пас, можно сказать, никуда. Стоит на второй зоне основной доигровщик Владислав Ковалев. На второй линии. Стал рисковать Сергей Бетчинов. Также команда Усалданского района улуса осталась без нападения. Сергей Бетчинов признает свою ошибку, извиняется перед своими коллегами. 19-21. Готовится подать Егор Наговицын. Ошибается Эркин Киров при второй передаче. Да. Влажность пальцев дает о себе знать, поэтому надо быть готовым ко всему. Непредвиденные ошибки. 20-21. Ошибается при подаче Егор Наговицын.
И счет становится 22-20. Ян Сыромятников. Егор Щербак не стал атаковать. Эркин Киров атакует со второй линии. Владислав Ковалев. От блока мяч улетает в аут. Немножко не достали уходящий от блока мяч. Замена в команде у Солдатского Луса. Вместо игрока номер 12 Григория Тимофеева. Счет становится 21-22. Первый номер Алексей Готовцев. Свежий игрок вышел на подачу. Андрей Американов справляется с подачей. Сам же нападает левой рукой. Не смог укротить этот нападающий удар Егор Щербак. И счет уже становится 23-21. Не был готов Егор Щербак к приему этого мяча. Хороший прием. Чуть не оставил в игре мяч Евгений Пермяков. Но, увы, мяч улетел в аут. — 22-23. Хороший прием. Эркин Кира очень грамотно сыграл зрячий. И выиграл за свою команду 24-е очко. Все ждали сильный нападающий удар в исполнении Эркина Кирова. Он перехитрил и блок, и защиту сборной команды Солданского Луса. На подаче Алексей Устинов, 8-й номер, сборная команды университета. Хорошая подача. Остался мяч в игре. И в концовке матча допускает ошибку Максим Феоктистов. 25-е очко у сборной команды СЛФУ. Третья партия завершилась со счетом 25-22 в пользу команды Северо-Восточного федерального университета.
Четвертый сет встречи между командами Уфалданского улуса и командой Северо-Восточного федерального университета. Счет в партиях 2-1 в пользу команды Северо-Восточного федерального университета. После этой игры на площадку выйдут сборные команды Алекминского улуса района и Мелино-Кангаласского улуса. У нас группа А начинает второй круг. Игроки сборной команды Уфалдана активно аплодируют, болеют за свою команду. Третья партия будет решающей для Северо-Восточного федерального университета. Им необходимо выиграть третью партию. Сборной команде Уфалданского улуса проявить настойчивость, выиграть партию и сравнять счет в партиях 2-2. Посмотрим, кто сильнее в четвертой партии. 12 номер на подаче Григорий Тимофеев. Перемудрили игроки сборной команды университета. Не был готов к этому мячу Айтал Алексеев. Счет стал 1-1. Аут. Очередная ошибка при подаче. Андрей Мерикянов. 7 номер. Чуть-чуть не успел на этот мяч Эркин Киров. Даже не Эркин Киров, а Айтал Алексеев. Не смогли оставить мяч в игре игроки сборной команды университета. И вперед вырывается команда Уфалданского улуса со счетом 3-1. Они повели в четвертой партии. И на подаче Мергустан Кривошапкин. Хороший прием. Эркин Киров. Неподготовленно пошел к этому мячу игрок под номером 7 Андрей Мерикянов. Совершил ошибку. И счет становится 4-1. Снова закрывает блок нападающий удар Эркина Кирова. Простой переброс. Егор Щербак. Эркин Киров ошибается. Пятое очко зарабатывает команда Уфалданского улуса. Не получилось Эркину Кирову просто взять, перевести мяч на сторону соперника. 5-1.
10-й номер на подаче. Августан Кривошапкин. Эркин Киров выигрывает второе очко для своей команды. Сыграл чуть хитрее, перебросил мяч через блок. Выиграл второе очко для своей команды. 2-5. Мощный удар в исполнении Владислава Ковалева. Приносит команде 6-е очко. 6-2. Егор Щербак на подаче. Вау! Мяч летел. На этот раз Максим Феоктистов допускает ошибку. Мяч улетел в аут. 3-6. Уводил мяч от блокирующего. 3-6. Айтал Алексеев. Блокаут. Отыгрывает Егор Наговицын. 7-е очко от блока в аут. 7-3. Максим Феоктистов на подаче. Остается мяч в игре. Сетку задевает игрок команды Талданского Улуса в противоборстве за верховой мяч. Но это у нас капитан команды Егор Наговицын. Ошибается. Эркин Киров будет подавать. На этот раз мяч улетает в аут. (7-4). Разрыв сохраняется. Ошибается Владислав Ковалев. Счет становится 5-8. Сергей Бечитов будет подавать. При счете 5-8. Справляется с приемом. Двенадцатый номер. Григорий Тимофеев. Приносит своей команде 9-е очко. Капитан команды на подаче Егор Наговицын. Эркин Киров рискует на отведенный мяч и зарабатывает очко. 6-9.
Вибера оставляет мяч в игре. Элькентиров. Выигрывает очко. Сыграли наподобие пайп. 7-9. Хороший прием. Так, мощнейший удар Егора Щербакова. Егора Щербак, извиняюсь. Не оставляет шансов игрокам сборной университета. 10-7. 12 номер на подаче. Не успели подстраховать нападающий удар Андрея Мерикянова. Рибера чуть близко подошел ко второй, четвертой зоне. 11-7. Аут показал судья. Там мяч летел далеко от рук блокирующих, пролетел блокирующего. Еще становится 12-7. Игроки сборной команды Солданского улуса не дают приблизиться сборной команде ОСФУ в счете. Счет 12-7. Разрыв держится уже несколько эпизодов. Чересчур близко. Сетку зафиксировал после нападающего удара второй судья у Андрея Мерикянова. 13-7. Готовится при счете 7-13. Первый тайм-аут берет команда Северо-Восточного федерального университета. Сами слышали, что сказали ребята, что разрыв составляет 5 мячей. Это немного. Надо сделать прием, головку и догнать. Продолжает подавать команда Солданского улуса. На подаче Григорий Тимофеев. Не доводится мяч до связующего. Андрей Мерикянов приносит своей команде результативное очко. С 4 по 4. Андрею Мерикянову дали немного отдохнуть на задней линии. И на площадку вышел Артем Дьяконов. Будет подавать. Справился со своей задачей. От блока мяч улетел в аут. 14-8.
Не успел среагировать на этот мяч Сергей Бетчитов. 14-8. Успел подставить ладонь Сергей Бетчитов, но, увы, мяч прилетел в аут. (15-8). Разрыв составляет 7 очей. Оставляет мяч в игре Владислав Ковалев. Много раз сам ошибается. Там длинные руки Айтала Алексеева. Не хватило высоты, чтобы перебросить Владиславу Ковалеву высоченный блок северо-восточного игроков Северо-Восточного университета. И счет становится 9-15. Не готов Егор Щербак к этому удару. Также растерялись в этом эпизоде игроки сборной команды университета. Эркин Киров оставляет мяч в игре. Снова простой переброс. Блок. Не успевает подстраховать своих игроков. Свой блок. 9-й номер. Мяч попадает в площадку. 16-9. Егор Щербак на подаче. Девятый номер. Ошибается сборной команды университета. Это Сергей Сипцев. Эркин Киров выигрывает очко. Продемонстрировал затяжной нападающий прыжок. Выиграл своей команде 10-е очко. Айтал Алексеев подает. Владислав закрывают блоком Владислава Ковалева. Одним блоком, 1 в 1. Эркин Киров закрыл Владислава Ковалева. 11-17. Аут. Показывает линейный судья. С этим соглашается судья на вышке. Да, буквально сантиметров, наверное, 5. Мяч в ауте. Максим Феоктистов в подаче. Очередная ошибка его в исполнении.
игрок номер 7. После отдыха возвращается на площадку Андрей Мерикянов, 7-й номер команды СФУ. 12-8. Эркин Киров на подаче. Подскользнулся связующий игрок Усалданской команды. Сейчас в душном зале идет интенсивное фотовыделение, поэтому девчата постоянно протирают пол, капает пот. Очень осторожно надо будет, осторожно, внимательно играть. Сборная команда Усалдана берет тайм-аут. Это чисто успокоить. Давай, мужики, дожмем и Передохнуть. Тринадцать 18. Поле показывает первый судья. Никто с ним не спорит. 19-13. Счет становится 19-13. Хотя все игроки апеллировали, что это был аут. Владислав Ковалев на подаче. Андрей Мерикянов по пальцам попадает и выигрывает. Очко 14-19. Аяна Теремятника. На площадку выходит игрок. Разрыв 5 очей сохраняется. На подаче Сергей Сивцев, игрок 2001 года рождения, 172 рост, готовится подать. После отдыха Андрей Мерикянов пробивает блок. Мяч проваливается между блоком и сеткой. Ликует после своего победного результативного удара Андрей Мерикянов. 15-9. И снова Андрей Мерикянов обманным ударом сбрасывает мяч. Немного не успел подбить Тайм-аут команды Усалданского. Владислав Ковалев. И при счете 16-19 тайм-аут берет команда Усалданского Улуса.
При счете 16-19 готовится к подаче Сергей Сивцев. Справляется Егор Щербак с подачей. В поле попадает мяч после нападающего удара Владислава Ковалева. И счет становится 20-16. Капитан команды Егор Наговицын на подаче. Хорошая доводка. И снова в ударе Андрей Нарикянов. Третий подряд нападающий удар доверяют ему. И третье подряд очко приносит своей команде Андрей Мерикянов. 17-20. Замена в команде университета. На подачу вышел игрок под номером 11 Данил Лисачев. В предыдущих партиях он также неоднократно выходил, чисто на подачу. Посмотрим, справится ли он с волнением четвертой партии. С концовки четвертой партии. — 17-20. Данила Лисачев. Увы, к сожалению, он не справился и подарил 21 очко сборной команде Алданского Улуса. 21-17. На площадку сборной команды Алданского Улуса вышел игрок под номером 1 Алексей Готовцев. Он также выходил на подачу, стабильно подавал, но в этот раз также не справляется с волнением. Максим Феоктистов. Элькин Киров показывает, что он состоит в сборной команде университета. Эмблему университета показывает телезрителям. — 19-21. Андрей Мерикянов подает. Очень грамотно укоротил мяч Владислав Ковалев. Не стал рисковать при двойном блоке. А даже там при одиночном блоке прыгал на блок Элькин Киров. Айтал Алексеев не успевал. Бросил правой рукой мяч. Алексей Устинов. Неожиданно. 20-22. Необходимо сборной команде университета выиграть этот мяч. Но не дает этому выигрышу никаких шансов Егор Щербак. 23-20 счет в концовке четвертой партии.
Егор Щербак будет подавать, выискивает свою цель на площадке соперника. Посмотрим сейчас, на кого он подаст. На Андрея Мерикянова. Дозированный нападающий удар в исполнении Эркина Кирова со второй зоны. 21-23. Да, ребята устали, кислорода не хватает. На площадку возвращается игрок под номером 16 Аян Сыромятников. Айтал Алексеев на подаче. У него тоже были ошибки при подаче в предыдущих партиях. 21-23. Справляется с волнением. Простой сброс в исполнении капитана команды. Замене в команде. Третий игрок номер 1. На площадку входит игрок номер 12 Григорий Тимофеев. Ногу, видать, свело у игрока номер 3 сборной команды Усть-Алданского улуса, у Егора Наговицына. На подаче Максим Феоктистов. (21, 24, 21). Игра продолжается. Вернуться на площадку Егор Наговицын. А на подаче у нас Максим Феоктистов. Эркин Киров. Егор Щербак оставляет мяч в игре. После мощнейшего удара Эркина Кирова. И снова Эркин Киров. Но в этот раз 11-й номер Максим Феоктистов не справляется в защите. Да, не был готов к этому удару. 22-24. Эркин Киров будет сам подавать. Очень сложная игра. 4 партии в душном спортзале. Конечно, ребята выкладываются до последнего. Время на время показывают игроки сборной команды СКУ. Какой-то спорный момент возник. — 22-24. Готовится подать мяч Эркин Киров, капитан команды
Северо-Восточного федерального университета. Красную карточку показывает первый судья. Представители команды Жолданского улуса. После силовой подачи не справляется с приемом Егор Щербак. Мяч улетает до потолка. 24-24. Остается мяч в игре. Андрей Меликянов был в нападении. Справляются ребята Жолданского улуса с защитой. И от блока мяч улетает в аут. 25-е очко приносит своей команде Андрей Меликянов. — 25-24. Хайдавол! Как они так сыграли-то? Не было свистка судьи. Выбежали на площадку игроки сборной команды университета. Раньше чересчур раньше начали праздновать победу игроки сборной команды университета после нападающего удара Андрея Меликянова. Очень напряженная игра. Здесь на данных соревнованиях нет проходящих игр. 3 команды в одной группе, поэтому всякое может быть. При равенстве очков могут даже будут считать счет в партии, каждой партии. Поэтому каждая партия дорога. С напряжением не справляется Владислав Ковалев, но это может быть даже и усталость. — 26-25 в пользу команды, сборной команды университета. Очко. 27-е очко выигрывает команда Северо-Восточного федерального университета и выигрывает данную встречу со счетом 3-1 партия. Молодая амбициозная команда университета. Поздравим с достойной победой сборную команду университета. За хорошую игру, за настойчивость к победе. Молодцы ребята, показали волю к победе. После этой игры встречаются сборная команда Алёпинского района и Мегнакангаласского улуса.
Счет в партиях вы видите на экране. Обе команды очень равные. Ликование в стане сборной команды университета. Пик лесных пожаров каждый год, это, как говорится, уже многолетняя статистика, это с 21 июня по 10 июля, когда возникает наибольшее количество пожаров. Моим решением введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Это позволило нам привлекать сейчас более оперативно авиалесохрану федеральную. Мы хотим в течение 23, 24, 25 годов провести линии, высокоскоростные оптические линии связи во все районные центры нашей республики. В первую очередь, конечно же, это касается Арктики. Считаю, что несмотря на дороговизну этого проекта, его надо реализовывать для того, чтобы качество жизни людей в Арктике, в области как раз цифровизации, интернета, оно коренным образом просто поменялось. Рад, что есть вот ребята, которые по 2 раза смогли сдать на 100 баллов. Это просто выдающийся результат. Талантливые дети у нас есть, надо с ними работать, надо их выявлять и поддерживать. По традиции якутского народа мы завязываем солома, разноцветные ленточки для того, чтобы своими разноцветными цветами приглашать сюда своих гостей. И когда они будут приходить к нам, они тоже завязывают
свои ленточки на солому и загадывают свои желания. Каждый якутянин, а в последние годы и гости, прибывающие летом в Якутию, стараются посетить этот красивый, ни на что не похожий национальный праздник Ыгых, получить благословение от природы, верхних небожителей, встретить солнце и повидаться с родственниками и знакомыми. А с тех пор, как в 2005 году якутский эпос «Аланхо» признали мировым шедевром нематериального духовного наследия всего человечества, в республике каждый год стали проводить в разных улусах Ыгых Аланхо. В этом году он состоялся в Верхневилюйске, в красивейшей местности на берегу реки Вилюй, в местности Тюгяхтей. Нынешний Ысых Аланхо 15-й по счету. Первый прошел в 2006 году. И каждый Ысых Аланхо примечателен по-своему. В программе нынешнего Ысыха, посвященного столетию Якутской АССР, более 100 мероприятий. И это говорит о масштабе праздника. Только в открытии приняло участие более 2000 человек, а в числе почетных гостей представители разных стран. Именно Ыгых оказался самым подходящим событием для возрождения древнего эпоса якутского народа Аланхо. А открытие праздника стало поистине массовым и зрелищным. Почти все жители Верхневилюйского улуса так или иначе были задействованы в церемонии открытия в театрализованном действии. Как участвовал в Народном театре, пригласили исполнить роль Орхом Молодой. Это вроде шамана. Впервые прибыл в эту землю, и тут давайте будем основаться. Короче так. Помимо театрализованного представления, в празднике участвуют мастера прикладного искусства, запевалы осохая, хомусисты, исполнители других национальных музыкальных инструментов. Большим спросом у гостей пользуются изделия из дерева Павла Тимофеева. Однако, как говорит мастер, в последнее время традиционный промысел все больше вытесняют фарфоровые новоделы. Ну, обычно я делаю вот на выставках, в выставочных работах. Я участвовал, например, в Москве, и вот таких вот цехах. У него вот если ручная обработка, они очень дорогие, обычно, бывает. А вот станочные, они чуть подешевле. Все же главное действие Ысыха в Верхневилюйске – это Аланхо. Народные поэмы Аланхо – это 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями аланхасутами. Сюжеты и герои Аланхо могут быть разными, но основная тема – это судьба племени Айы-Аймага, прародителей людей. Это своеобразная история всего человечества, но история эта не реальная, а мифическая. И главная роль здесь отводится исполнителю. Помимо певческого и ораторского дара, сказитель должен обладать талантом импровизации и перевоплощения в разные образы. В старину самые длинные аланхо исполнялись на протяжении 7 суток. К примеру, самое известное аланхо «Нюргун-Ботр стремительный» состоит из 36 тысяч стихотворных строк. У современных аланхасутов песнопение, конечно, значительно короче, чем у их предков. Но тот факт, что аланхо исполняют и молодые люди, и даже дети, говорит о том, что традиции возрождаются. И примечательно, что Ыгых Аланхо в последние годы становится местом, где можно увидеть и услышать не только якутский эпос, но и эпосы других народов мира. Так, в Верхневилюйске во второй раз прошел фестиваль «Шедевры ЮНЕСКО на земле Аланхо».
Якутяне стали свидетелями выступления уникального санскритского национального театра, имеющего более чем 2000-ную историю. Very amazing. Today performance, today's ceremony is very amazing. Это действительно different experience. We got very different experience. Это действительно поразительно, потому что это задает принципиально иной взгляд на то, как это может быть. Действительно, ни для кого не секрет, что наше время — это время, когда считается все, когда огромные траты не под силу, поэтому все становится короче, меньше, там, где могло бы быть 100 исполнителей, 2 или 3. И вот то, что здесь это в такой полной форме, это, конечно, поражает. Представители Армении, Тывы, Калмыкии, Монголии, Алтая, Бурятии тоже продемонстрировали якутянам отрывки из своих древних эпосов. Не нужно только сохранять, нужно развивать, нужно этим детей расти, потому что, по-моему, фольклор и натура — это единое, то есть это натуральный путь к развитию человека. Если, да, естественный, натуральный, как дерево, так и фольклор, как река, как море, так и фольклор. Вот поэтому чем ближе к фольклору, тем ближе к натуре. Тем ближе. И вот для людей это важно, потому что в 21 веке, когда повсюду технологии, быть ближе к натуре, к фольклору, к природе, да, это важно для самосохранения. Гости фестиваля и Аланхо благодарны организаторам за такой формат праздника и искренне восхищаются той поддержкой со стороны властей Якутии, которая оказывается сказителям Аланхо, народным мастерам, носителям традиционной культуры. Вы смогли доказать, что без Аланхо нет будущего Якутии. И правительство, услышав об этом, на фестивале сегодня глава республики гордо заявил о том, что будут дополнительные финансирования для того, чтобы сохранить эпос. А это самое главное, наверное, для народа, чтобы потом взять рука об руку, работать и делать все, что душа Якутии желает для того, чтобы Аланхо процветал на весь мир. ГЭХ в последнее время приобретает и международную миссию, объединяя в себе традиции календарных праздников народов Южной Сибири, Центральной Азии, тюркских народов Кавказа. Все мы это в дрожжах наблюдали, как этот праздник происходит. Еще знаменательно то, что этот Сэх Аланхо у вас проходит немножко в другом формате во всех районах. И каждый раз добавляются новые тексты, новые мелодии, то есть она получает саморазвитие. Это очень важно. Народов вот последние годы многие страны, особенно турецкие страны, возвращаются к своим истокам. Это основная идеология, это традиция, обычаи турецких народов. Только у нас есть такие эпические создания, творения. Они оба, и Манас, и Аланхо, зарегистрированы на нематериальном наследии ЮНЕСКО. Вот, поэтому я думаю, что это очень важно. Аланхо не только способствует сохранению языка, культуры, традиций народа Саха, но и является кладезью информации для ученых-исследователей.
Турок Умид Шахин считает, что именно в якутском эпосе заложены утерянные когда-то тюрками древние корни единой культуры. Bu bastakınan meni hakkı cebin. 5 yıl kendinden sakı sirger 2 sırı. Olup bu astına doğuya ısıl cebinde diye kaçıp ıhak diyen saha bılırgı, törüt ügehin, sahalar arada boğulmakka bılırgı, tüyromuktar, törüt itegallerin, törüt külturaların, tılların, östürün, kümbügüne diğeri ilci sılcar, ügestere boğulağı. Onun bu ile karaktıran körömün ördüm ağay. Süz kihi olonka ağara diyen terehim boğul oturar. Onu kıttan juluruyar norgun bu otur. Olonka kıttan bıhatardan akpıtım. Manlık diye kayıp kılgasıra takar. Zaten daha tabulunmata tağa diye ter bile kim bir saha boğul batakpın onu olonka diyen BT iti Andoylu eposları gar tuspa soğuz, tuspa kayıskala. Bile ıllır kurduk ağağın, jaktar tıkın, ıtırın tüktüğün, biter sorogor bile erkeği. Sanararın, tuğameterin tüktüğün olayın tabullu bu naha tabullu batabıgla hereri bir tık kıttıstıp bu olanın kiyan tuttavun diye. Исследователи едины. В эпоху глобализации память о прошлом помогает сохранению своей национальной идентичности. Олонхо – это некий код, дошедший до нас от наших предков, глубину и смысл которого каждый постигает в процессе жизни. И уметь разглядеть в нем истину, суметь воспользоваться этой мудростью – это и есть ключ к пониманию ценности жизни на этой земле. Пик лесных пожаров каждый год, это, как говорится, уже многолетняя статистика, это с 21 июня по 10 июля, когда возникает наибольшее количество пожаров. Моим решением введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Это позволило нам привлекать сейчас более оперативно авиалесохрану федеральную. Мы хотим в течение 23, 24, 25 годов провести линии, высокоскоростные оптические линии связи во все районные центры нашей республики. В первую очередь, конечно же, это касается Арктики. Считаю, что несмотря на дороговизну этого проекта, его надо реализовывать для того, чтобы качество жизни людей в Арктике, в области как раз цифровизации, интернета, оно коренным образом просто поменялось. Рад, что есть вот ребята, которые по 2 раза смогли сдать на 100 баллов, это просто выдающийся результат. Талантливые дети у нас есть, надо с ними работать, надо их выявлять и поддерживать.
Продолжаем прямую трансляцию волейбольных баталий среди мужских команд в рамках спортивных игр народов Якутии «Барагон-2020». На площадке встречаются сборная команда Алепинского района и Мегино-Кангаласского улуса. Эта игра начинает второй круг в группах. Данная встреча это в рамках группы А. Алепинский район, Мегино-Кангаласский улус. Мегино-Кангаласский в первом круге играл со сборной командой Среднеколымского улуса и выиграл со счетом 3-1. Вам представили сборные команды Алепинского района и Мегино-Кангаласского улуса. Команда Мегино-Кангаласского улуса в этом году заняла второе место в первенстве Республики Саха-Якутия, вторая лига. Проиграла в финальной встрече между Уславданским улусом. Представляют судей данной встречи. Первый судья первой категории Афанасьев Семен, город Якутск. Второй судья второй категории Захаров Гаврил, город Якутск. Секретарь Иванова Айлина, вторая категория, город Якутск. И помощник секретаря Слепцова Саина, Мегино-Кангаласский улус. Айлита Иванова. Приглашается стартовый состав команды Объявляет стартовый состав Мегино-Кангаласского улуса. Геннадий Прохоров. Номер 1. Иннокентий Андреев. Номер 8. Джолусан Варламов, капитан команды. Номер 9.
представляют основной состав сборной команды Алекминского района. Номер 1 Николай Павлов, капитан команды. Номер 3 Меркун Сивцев. Номер 4 Егор Цикулов. Номер 7 Сергей Павлов. Номер 9 Александр Петров. Номер 10 Константин Кривых. Номер 13 Богдан Кулагин, либера команды. И номер 2 Олег Васильев, либера команды. Вам представили основной состав сборных команд. У нас Алекминская команда на чемпионате Республики Саха-Якутия в 2021 году заняла первое место. В 2022 году заняла 4-е место. И на Кубке Федерации волейбола, который проходил в декабре 2021 года, Алекминская команда заняла 2-е место. Команда Мегино-Кангаласского района, на Мидне титулованная, заняла 2-е место в первенстве Республики Саха-Якутия, 2-я лига в 2022 году. Сборная команда Мегино-Кангаласского района менее титулованная, но очень амбициозная команда, ведомая своими игроками. Это игроком номером 1 Игнатий Прохоров, игрок номер 9 Аяла Аргунов, лидеры команд. Аяла Аргунов также является играющим тренером. Начинается первая партия. Николай Павлов приносит своей сборной команде первое очко. На передней линии Николай Павлов, 10-й номер Константин Кривых, центральный блокирующий, и Сергей Павлов, доигровки во второй зоне. Аут показывает первый судья. 2-0 на подаче Мергун Сивцев, связующий команды Алекминского района. К сожалению, мяч улетает в аут. Счет партии 1-2 в пользу команды на подаче игрок Мегино-Кангаласского улуса. Счет 1-2 подает, не справляется с приемом лидера команды Алекминского района Олег Васильев, но ему повезло. Не отреагировали на переходящий мяч игроки сборной команды Мегино-Кангаласского улуса и подарили третий мяч. Ошибается Николай Павлов при подаче. 2-3. Лидер команды Мегино-Кангаласского улуса на подаче Игнатий Прохоров. К сожалению, и он ошибается. Счет 3-2. На 1 очко Алекминская команда впереди. Центральный блокирующий сборной команды Алекминского района под номером 10 Константин Кривых. Парень с ростом 1,96 м. Сукулов Егор выигрывает 5-е очко. Аут после нападающего удара Максима Попова, основного доигровщика сборной команды Мегино-Кангаласского улуса.
5-2. Подключается первый темп. Сборная команды Мегана Камбаласского улуса выигрывается третье очко. Максим Попов на подаче. Справляется с приемом Олег Васильев. Либера эйс в исполнении Максима Попова. Еще становится 4-6. Девятый номер Александр Петров. С ростом 1,92 м. Играет в третьей зоне. На месте центрального блокирующего. Сергей Павлов. Без пайп сыграла команда из Алекминского улуса района. Николай Павлов благодарит своего связующего за хорошую передачу. Счет становится 8-4. Сергей Павлов на подаче. Хорошая силовая в исполнении Сергея Павлова. Не стал нападать Аял Аргунов. Мяч был адресован ему. Четвертую зону. Он перелетел Антону. Сергей Павлов запулил мяч далеко в аут. 4-9. Андрей и снова очередной раз не справляется с приемом Олег Васильев. Команда Алекминского района осталась без нападения. Но спасает ситуацию Александр Петров, центральный блокирующий, выигрывает очко. 10-5 первой партии. Егор Сукулов. От блока мяч улетает в аут. 6-10. Не видел отскочивший от блока мяч Николай Павлов. Хороший, мощнейший удар продемонстрировал Александр Петров. Судья зафиксировал ошибку при постановке блока. Александр Петров сам подает. К сожалению, допускает ошибку. Мяч переходит на сторону сборной команды Мегана Камбаласского улуса. 7-11. Девятый номер Аял Аргунов. Тоже подача силовая. К сожалению, в троп попадает Константин Кривых. Низкий мяч по высоте. 7-11. Подключается к нападению Сергей Павлов со второй линии и переносит
очко. Миргон Сивцев на подаче. На этот раз у него вышла силовая подача. К сожалению, мяч улетает в аут. Посмотрим, насколько высоко отсюда не видно. Третий номер апеллирует, что все-таки был блок. Судья непоколебим. И счет становится 13-8. Ошибается Миргон Сивцев при подаче. Рустам Варламов, капитан команды Мегана-Кангаласского улуса. Сергей Павлов был на нападении. Чересчур близко к сетке была передача для Максима Попова. Не смог перекинуть блок. И счет становится 14-9. Николай Павлов на подаче. Мяч перелетел. Но судья зафиксировал ошибку у Константина Кривых. Чужой мяч. Игнатий Прохоров. И снова подключает первый темп Миргон Сивцев. Константин Кривых зарабатывает очередное 15-е очко для своей команды. И идет подавать. В якутском волейболе игроков с ростом 1,96 м. Это практически, можно сказать, единицы. Эйс в исполнении Константина Кривых. 16-10. Александр Петров, центральный блокирующий под номером 9, забивает 17-е очко до пола и приносит своей команде ликование и радость от этого мощного удара. Счет 17-10, при счете 10-17. Тайм-аут берет команда Мегана-Кангаласского улуса. Счет первой партии. И на подаче Константин Кривых. Уверенно подает Константин Кривых. Аял Аргунов не справляется с приемом. Очередной эйс в исполнении Константина Кривых приносит 18 очко. На этот раз Константин Кривых ошибается при подаче. 11-18. В спортивных играх АМГА-2019 за сборную команды Намского улуса выступали Николай Павлов,
капитан команды Алекминского района, и его брат Сергей Павлов. Они заняли тогда второе место, проиграв команде Туропчинского улуса. Николай Павлов является неоднократным также победителем многих соревнований, признавался лучшим нападающим, лучшим игроком. Миргун Ситцев также признавался лучшим связующим, также неоднократный чемпион республики, многих соревнований республиканских. Здесь тут можно ответить и Олега Васильева, который сейчас играет под номером 2, является лидером команды Алекминского района, признавался лучшим защитником на Кубке Федерации в декабре 2021 года. Николай Павлов был признан на Кубке Федерации лучшим игроком. Счет партии 19-13. Аял Аргунов сбрасывает мяч, подключается Николай Павлов. Грамотный блок. Попадает в сетку. Ошибается Николай Павлов при нападении со второй линии. Счет стал 14-19. Миргун Ситцев мгновенно среагировал на отскочивший от сетки мяч после подачи. Но застоялся на месте Николай Павлов. Не подстраховал. И при счете 19-15 тайм-аут берет команда Алекминского района. Болельщики, поддерживающие сборную команды Мегана Кангаласского улуса, подбадривают своих любимцев. 15-19. Подача без свистка. Сложный прием. Центральный блокирующий команды под номером 11 Владислав Винокуров. Мегана Кангалас улуса приносит 16 очко. Сокращает разрыв. И снова везет. Повезло. 17-19. Счет сократился до -2. Александр Петров выигрывает очередное очко и увеличивает разрыв до +3. 20-17. Егор Соколов подает. Блок отработал. Простое перекидывание через сетку. И опять Миргун Ситцев подключает Петрова Александра. Миргун Ситцев показывает то, что была сетка. Отключил своих игроков из игры, выключил.
Неплохой прием. Сергей Павлов атаковал со второй линии, с первой зоны. Аял Аргунов хотел обмануть, но не удалось. 9-й номер Александр Петров приносит 21-е очко для своей команды. — 21-18. Очередная ошибка в исполнении Александра Петрова. И счет становится уже 19-21. В концовке первого тайма игроки Мегина Кангаласского Улуса начинают поддавливать. Не справился с нападающим ударом Игнатий Прохоров. Заблокировали высоченные два блокирующих Константин Кривых, а также Николай Павлов. И снова не справляется с приемом Аял Аргунов. И при счете 23-19 тайм-аут берет команда Мегина Кангаласского Улуса. — 23-19 в пользу команды Алекминского района. На подаче Нергун Сивцев, связующий команду Алекминского района. Целенаправленно мяч направляет в первую зону. Это практически очень сложная зона для приема. 24-19. Вау, вылетает мяч. 20-24. 8-й номер на подаче капитан команды Джилустан Варламов. Справляется Егор Сукулов с приемом. Блок смягчает нападающий удар Сергея Павлова. Аял Аргунов. И ошибается. И первую партию со счетом 25-20 выигрывает команда Алекминского района. Острой борьбы не получилось навязать в этой партии сборной команде Мегина Кангаласского Улуса. В одном месте Снова подчеркивает то, что в какой-то расстановке застаиваются игроки, не выигрывают очков. Но это был сделан вывод, что ошибаемся все. Необходимо уменьшить эти ошибки, минимизировать, по крайней мере.
Игроки ждут разрешения судьи выйти на площадку. Начинается вторая партия встречи между командами Алекминского района и Усалданского улуса. Я, как уже говорил, начинаем второй круг. Группа А. В первом круге сборная команда Алекминского района отдыхала, а команда Мегена Кангаласского улуса выиграла со счетом 3-1 сборную команду Среднеколымского улуса. На подаче Александр Петров, центральный блокирующий команды с ростом 192, 98 года рождения. Александр Петров также практикуется в пляжном волейболе. Занимал и призовые места, становился победителем соревнований. Первое очко зарабатывает команда Алекминского района. Один 0. Петров Александр продолжает подавать. Попов Максим продемонстрировал свое нападение. Он основной доигровщик своей команды. Отправляется с нападающим ударом блок Игнатия Прохорова. Мяч улетает в аут. 2-1. Нургун Сивцев идет подавать. Хороший перевод в первую зону мяча. И блок в исполнении Константина Кривых. Сивцев. Вау. Летает мяч. На подачу идет Игнатий Прохоров. Основной доигровщик команды Мегена Кангаласского улуса. Блок. Николай Павлов хотел бросить мяч за блок. Третий номер ошибается. Но судья на вышке фиксирует
касание блока. Игнатий Прохоров. Ошибается. 4-3. В пользу команды Алекминского района. Николай Павлов, лидер и капитан команды Алекминского района, на подаче, увы, тоже допускает ошибку. Счет 4-4. Максим Попов на подаче. Егор Сокулов хорошо принимает мяч. Сергей Павлов ошибается. И очко переходит, мяч переходит на сторону Кангаласской сборной. 5-4. Аут. 5-5. Константин Кривых идет на подачу. В первом сете продемонстрировал хорошую стабильную подачу. И сейчас тоже подача усложненная. Николай Павлов оставляет мяч в игре. Нападает со второй линии. Аял Аргунов справляется с бросом. Но Сергей Павлов находит брешь на площадке соперника и выигрывает 6-е очко. Константин Кривых продолжает подавать. Остается мяч в игре. Егор Сокулов не ждал этой передачи. Ошибка. Была плохая доводка. Нургун Скрябин не успел на этот мяч. Судья зафиксировал ошибку. Иннокентий Андреев. Хороший акцентированный удар в исполнении Александра Петрова. Ну и также хороший прием продемонстрировал Олег Васильев, неоднократно признававшийся лучшим защитником. Доказывает свое амплуа. Сергей Павлов подает. К сожалению, ошибается. 7-7. Владислав Винокуров. Егор Сокулов. Александр Петров. Трехходовочку разыграли игроки сборной команды Алекминского УЛУСа. Егор Сокулов подает. Признается, что было у него касание сетки. Александр Петров. Команды идут очко в очко. Никто не хочет уступать. 8-8. Аял Аргунов подает. Силовую справляется Олег Васильев. Ну, а Николай Павлов ставит точку. 9-8. Команда Алекминского района выходит вперед. Александр Петров. Силовая полетела у Александра Петрова. Прямо уложил практически рядом с линией. 10-8.
И при счете 8-10 тайм-аут берет команда Мегана Кангаласского улуса. Хороший тем. 8-4 потеряли. Да. Не ошибаемся на подаче. Александр Петров подает. Оставляет мяч Егор Сукулов. Николай Павлов мощным атакующим ударом разбивает защитные редуты сборной команды Мегана Кангаласского улуса. Александр Петров продолжает подавать. Мяч от сетки улетает в площадку. Справляется с приемом Аял Аргунов. Вау. Улетел мяч. Но в этот раз Николай Павлов попадает в площадку. 12-9. Счет в пользу команды Алекминского района. Между руками блокирующих попадает мяч. И снова эйс в исполнении Нургуна Сипцева. (13-9). На этот раз, к сожалению, допускает ошибку Нургун Сипцев. (9-13). Успевает на этот мяч Николай Павлов и сбрасывает от блока в аут, смахивает от блока в аут. Грамотная игра. Хорошая подача. Оставляют мяч в игре игроки сборной команды Мегана Кангаласского улуса. И Аял Аргунов приносит 11-е результативное очко в пользу своей команды. Максим Попов. При счете 11-14 подает Максим Попов. Олег Васильев принимает. Константин Кривых не оставляет шансов над сеточными мячами. И счет становится 15-11. Скоротечно протекает вторая партия. Счет уже 15-11. Какой связующий очередной раз ошибается при передаче мяча. Насколько проскользнул мяч между пальцами рук. 12-15.
Егор Сукулов. Егор Сукулов тоже очень давно играет. Играл и за сборную Северо-Восточного федерального университета, за свой родной район. Показывает стабильную игру, особенно в нападении, в приеме. Счет 13-16. Блок отработал. И снова ошибка при второй передаче. Высокие игроки, стоящие у сетки в команде Алекминского района, не прощают ошибок своих соперников. Егор Соколов будет подавать. 4-й номер, игрок Алекминского района. Зачехлили Игнатия Прохорова. Блок в исполнении Александра Петрова в третьей зоне. 18-13. Эйс. Не справляется с приемом Аял Аргунов. И при счете 13-19. Второй тайм-аут берет команда Мегина Кангаласского Улуса. Молодец! Где тут у нас вратарь? Красавчик! Саня, давай. Сам то же самое. Вверх поднимается. Если можешь, Саня, выше. Да, выше пойди, выше. Хорош. Mana bilin kayak damelan bilin dulu dizere anu seperti ya. Kalau mungkin masa kastnya. Замена команде Мегина Кангаласского Улуса место игрока. Андрей. Выходит номер. Аял Аргунов приносит команде 14 очко. — 14-19. Сам же будет сейчас подавать. Планирующая подача. Егор Соколов справляется с приемом. Немного не успел на отскочивший мяч Максим Попов. Александр Петров на подаче. И вот также ошибка связующего при второй передаче. Да, они больше, конечно, ошибаются, потому что каждый мяч, второй мяч летит в сторону связующего. Поэтому у них ошибок больше при пасе мокрого мяча, влажными пальцами. Счет 21-14. Александр Петров на подаче. Ошибается Александр Петров.
Подача без свистка. На этот раз мяч летит ровно в шестую зону. Подключается вторая зона в исполнении Егора Сокулова. Практически на чистой сетке атаковал Егор Сокулов со второй линии. 22-14. Александр Петров. Мяч улетает в аут. Замена команды Лёгинского района вместо игрока 10. 8. Площадку выходит с номером 8. Василий Горбунов. Замена в команде Алекминского района. На площадку выходит Василий Горбунов, игрок под номером 8. Он заменил Константина Кривых, игрока под номером 10. Николай Павлов зарабатывает очередное 23-е очко. Нюргун Сивцев на подаче. Ошибается Нюргун Сивцев. Счет 16-23. Игнатий Прохоров готовится подавать. Олег Васильев справляется. С приемом. Но вышедший на замену Василий Горбунов попадает в трос. Со второй зоны подключается Николай Павлов. И счет уже становится 23-17. Атаковал Николай Павлов на разорванном блоке и не оставил ни единого шанса своим соперникам. Снял прямо с руки либера, своего либера Егор Сокулов мяч. Максим Попов подает. 18-24. Одно очко. И дарит 25-е очко сборной команде Алекминского района. И вторая партия завершается со счетом 25-18 в пользу команды Алекминского района. Команды меняются площадками. Счет в партиях 2-0 в пользу команды Алекминского района. Julia, çekinme. По положению соревнований из каждой группы выходит по две команды. Будут встречаться крест-накрест. Допустим, 6 июля будут встречаться команды, занявшие первое место в группе А, со вторым местом в группе Д. И так дальше. 6 июля у нас начинаются 1/4 финала. После этой игры встречаются команды Намского улуса и Черепчунского улуса. Центровой
матч, либо центровая встреча. Так что присоединяйтесь к трансляции. Счет 0-0. Начинается третья партия. Встреча между командами Алекминского района и Мегано-Кангаласского улуса. Игроки Мегано-Кангаласского улуса в белой футболке, в черных шортах. Игроки сборной команды Алекминского улуса в зеленой форме. 0-0. Вячеслав Сергучев на подаче. Ошибается. Мергун Сипцев при второй передаче. Не смог укротить мяч Николай Павлов. Чересчур был закинут за антенну. Александр Константин Кривых. Сравнивает счет в этой партии. Отыграл за головой связующего. 1-1. Сипцев Нюргун подает, не стал рисковать. Подавать силовую подачу. Мяч остается в игре. Проталкивает мяч Алексей Шепелев. Игрок под номером 5. Не был готов к защитным действиям Сергей Павлов. Мяч от его рук улетает в аут. 2-1 в пользу команды Мегано-Кангаласского улуса. Винокуров Владислав нападал. И опять ребята застоялись в защите и потеряли мяч. Счет 2-2. Николай Павлов на подаче. Попов Максим просто перебросил мяч. А Егор Сукрулов нашел брешь между антенной и блоком. А практически в 4-й метр попадает по линии. 3-2. Максим Попов приносит своей команде 3-е очко. 3-3. Пятый номер на подаче. Максим Алексей Шепелев. Сборная команды Мегано-Кангаласского улуса. При счете 3-3 подает.